Богом. Ай дейрилх, ай хоуан. Dereshu diker gimna masu olmasu. Гимна дикюэ. Табел пехиефнат. Иза хотя işte самуха ина иза им. Короче. Цутя хайгал кэча. Так, цюкир. Умельцеш, бать. Так, ладно, на русскую мову, да, на русские шпрахи. Лучше на русский переведем. Машу. Так, Машу, Масу, всех приветствуем. Все приходите, будучи свободными. Спикеры, подтягивайтесь. Сегодня эфир он транслируется в канал Чеченской демократической партии. Немного о Чеченской демократической партии, разъяснения, да, там, то есть в чеченской среде, вообще в чеченском народе с начала русско-чеченской войны, второй по счету, в 1999 году чеченский народ, там, обороняясь в лице президента, объявил вот это военное положение, то есть и
и с этого момента все там военнообязанные люди, все там возраста, кто может держать в руках оружие, как бы обеззулся, или ну, у людей разные, как бы разные ситуации, там разные вот эти вот семейные ситуации, там со здоровьем и так далее. То есть на свое усмотрение вообще в русско-чеченских этих войнах у нас такого насильного принуждения к войне в принципе и не было. Да? К войне имеется в виду, мы ни с кем не воюем, да? Никакой войны нету, но у нас есть вот национал-освободительное движение и оборона, да, своего государства, когда русский сапог идет тебя там полностью и всех подряд, и русских в том числе, там бомбит, уничтожает просто, чтобы тупо тебя покорить, да. И, к сожалению, вот, цивилизованный мир, он проглотил это, и в конце 20 века колониальная война, она, скажем так, во всей красе, как бы уже давно у нас колониальных войн таких не было, но вот в конце 20 века мир допустил это. Ну, сейчас я не об этом, да, просто вот это освободительное движение, оно, к сожалению, такое приобрело религиозный характер, потому что государство и как бы властные структуры не могли финансово вооружать, обеспечивать как бы уже партизанское вот это вот движение. И получилось так, что вот эти религиозные группы, которые их финансировали, там, с Лубянки через Ближний Восток, это мое убежденное, как бы, такое мнение, убежденная позиция, используя, короче, такой, скажем так, делая такой крюк, да, через Ближний Восток и финансируя там наше сопротивление, наше вот партизанское движение, задавали религиозный тон. То есть тот, кто платил и как бы обеспечивал вот эту возможность вооруженного сопротивления, они через вот эти джамааты там, религиозные, скажем так, группы, которые, я сейчас тоже объясню, которые поначалу не были религиозными, их как бы попадая уже в ряды этого сопротивления, получалось так, что молодые люди, короче, попадали в эти религиозные группы. Ну, то есть они потом уже радикализировались. То есть изначально вот этот протест оккупационной системе, вот этому новому хозяину, новому мужу, скажем так, который насильно хочет прийти и пожениться на нас, там, вот в среде молодежи, тем более, которая на себе испытывала все эти пытки, всякие зачистки, когда там оцепляли они населенные пункты и просто уводили молодых людей, которые просто вообще не участвовали ни в военных действиях, нигде, и там били током кому-то там, ну, как у них и принято, вот эти извращенные методы, там, куда-то кому-то что-то тыкать там и так далее. Свойственно русскому миру. Всякие там битье током, там, короче, морение, морили голодом, да, людей там, избивали, многих там без вести теряли. И вот молодежь как бы вынуждали, скажем так, выталкивали идти вот в эти ряды, чтобы хоть с оружием в руках как бы ты уже хоть как-то можешь себя там защитить и нанести ответный урон вот этим вот незваным ублюдкам, гостям. И вот так вот попадали в эти джамааты, у которых политика которая была вот такого религиозного характера. Я тоже там участвовал в такой группе. И просто изнутри знаю, там, как это все работало, вот эту всю политику, как там
религиозная вот эта составляющая была использована во всем этом деле. Вот такая вот ситуация. И вот война, она как бы продолжалась и переходила из национально-освободительного такого формата в формат религиозный, в связи с чем в итоге не была поддержана народом, так как народ интересует как бы вообще собственная вот ситуация, да, там ситуация со своими семьями, со своими близкими, с их будущим. То есть люди хотят нормально жить, а не хотят делать джихад до судного дня, там, по указке каких-то этих лубянских там эмиров, каких-то, я не знаю, религиозных деятелей. И вот таким образом народ не поддержал должным образом, плюс всех, кто поддерживали какое-то партизанское вот это движение, их очень жестоко привлекали к ответственности и усиливали вот эту тактику террора над гражданским населением и таким образом подавили там все вот это инакомыслие там, и так выдавили часть тех, кто в сопротивлении где-то участвовал, другую часть просто-напросто физически истребили, уничтожили, и потом самая неустойчивая, скажем так, без какого-либо там стержня, без какого-либо идеи, там, они просто-напросто там переходили на сторону врага и занимались тем же, чем занимается вот этот враг. То есть даже шли впереди них и показывали, как, куда и как, и что делать. Вот ситуация такая, что в итоге там вот это через религиозную тему провозгласили там Эмираты, эти религиозные группы, и, соответственно, потом эти Эмираты, то есть вот эти уже люди, скажем так, народ там уже не участвует в этом, там участвуют вот эти жамааты, которые и здесь, кстати, в ТикТоке орудуют, и кто не в курсе, чем занимаются эти религиозные люди, религиозные группы, им следовало бы поинтересоваться вообще, почему чеченцы понесли поражение, что случилось. Если бы чеченцы на тот период не были ввязаны вот в такие через религиозные приемы, вот в эту как бы религиозную тему, вполне возможно, что не было бы пятидневной грузинской войны впоследствии, вполне возможно, что Украина, в 2014 году не была бы атакована, а теперь в 2022. То есть именно из-за вот этих вот религиозных пропагандистов, еще грубее, если назвать их, именно из-за них вот как бы там, русские во всем этом сумели реабилитироваться в глазах мировой общественности как борцы там, с исламистами, как спасители цивилизованного мира. Да? И вот несмотря на то, что сегодня мир относится несколько иначе к России, как бы более как к агрессору, да, там, в частности, цивилизованные страны, там, европейские, но, тем не менее, именно вот вопрос с чеченцами, мнение о русско-чеченской войне, о том, что русские делали в отношении чеченцев, оно все-таки подкрепляется тем, что в этом случае русские были правы. То есть они, оказывается, воевали с религиозными фанатиками. Но кто создавал и по сей день создает этих религиозных фанатиков, вот этот вопрос, как русским удалось такую картину преподнести мировой общественности, вот эти темы как бы менее интересуют там международную общественность. Все считают, что сами дураки, значит, не надо было вам. Но да, такой вывод сделать легко, но в такой маленькой стране, как мы, при таком
агентурном как бы давлении, при таком агентурном потенциале, при том, что там мировая общественность тоже абстрагировалась от всего этого, оставив нас один на один с этим, при том, что вот это у русских, учитывая то, что у русских огромный опыт там использовать религию в качестве инструмента, как опиум для народа, вот в таком формате, это очень-очень сложно. Вот сегодня даже, осознавая, вот у нас есть много сторонников, у нас есть много как бы наших единомышленников, которые начали осознавать это, но в силу вот этих угроз, вот этого террора и опасности, даже проживая на территории европейских государств, с этим бороться вообще нелегко. То есть это очень сложно. А учитывая то, что там, как бы в нашей республике, вокруг вооруженные люди, вот эти вся агентура, вот эта такая ситуация подвешенная, она еще в разы усугубляла. То есть как бы чтобы понять, сориентироваться в этой ситуации, нужно было осознавать вот идеологию, с которой столкнулся чеченский народ. И вот как бы мы понесли поражение вот в такое идеологическое противостояние. В таком. Ну, я не совсем об этом как бы изначально пытался разъяснить, но это тоже входит как бы в эту же тему. Просто вот сегодня, да, на территории европейских государств, куда вынужденно пришлось части нашего народа как бы покинув родину, переселиться, да, там, где мы нашли убежище, за что огромная благодарность всем цивилизованным странам, всем тем, кто принимал вот такие вот гуманитарные, такие человечные, я не знаю, ну, законы, да, там, законы, скажем так, гуманные законы, да, вот в свое время, там, во время, после Второй мировой войны, вот это вот, кстати, огромное участие также еврейский народ принимал, да, когда принимали международные конвенции, и именно на их как бы горе, да, там, людям удалось сформировать вот такую систему, где политически преследуемые и так далее, угнетаемые люди могут как бы получать возможность, получать шанс выживать, да, там. То есть если в какая-то оккупационная, там, имперская, колониальная, какая-то взбесившаяся там политическая среда там, или государство, или там бандитское государство, если более правильно это прокомментировать. Если начинает притеснять как бы неугодных для своей среды там людей, то им предоставляется возможность как бы, к счастью, цивилизованным миром найти спасение, найти убежище, за что вот чеченский народ должен быть очень благодарным, я не знаю, в поколениях еще на будущее, потому что вот огромную часть нашу спасли. Как гуманитарно спасли, да, вот не обязательно там всех по политическим каким-то мотивам преследовали. Гуманитарная составляющая, она тоже важна. То есть люди, которые вынуждены были бы работать на нашего врага, да, в лице вот русских оккупантов, им бы пришлось там, например, убивать собственных соотечественников за деньги, чтобы выжить, или же доносить на них, или, ну, вот как вот сегодня
чем занимаются многие вот эти пропагандисты, да, там, включая ЧГТРК, включая вот всеми ими, скажем так, внедренными в чеченскую среду вот этими персонажами, вот от этого тоже, то есть в гуманитарном плане народ смог в странах найти убежище и сегодня много людей могут работать, многие стали бизнесменами, открыли фирмы, стали на ноги, стали нормальными людьми, но это на чужом, скажем так, на европейцами созданным вот этим на протяжении веков, когда они тоже своей кровью, своими усилиями, усердиями шли к этому, и вот наши соотечественники, грубо говоря, паразитируя на этом, что нам предоставлено, да, такая возможность, скажем так, хотя это грубый пример, но все равно паразитировать возможность, она дана нашему народу, предоставлена в соответствии с вот этими международными законами. И вот наши соотечественники, опять-таки, грубо говоря, паразитируя на вот этим на чужой средой, установленной на протяжении веков вот этих условиях, там проживать. И за что наши соотечественники должны быть благодарны. К сожалению, люди, находясь под вот этим постоянным огнем пропаганды, скажем так, должным образом не осознают вот эту вот помощь, вот эту вот поддержку там. И вот какие-то новое поколение тоже хорошо не вникает в ситуацию. То есть где они смогли получить тоже такую возможность. Опять-таки, я чуть-чуть отхожу от темы. Я хотел разъяснить ситуацию, что проживая в этих государствах, которые нам предоставляют возможность как получать убежище, так и бороться политическими методами, скажем так, пользу своего государства, в пользу своего народа, то есть на его деоккупацию, на привлечение к ответственности военных преступников, террористов, которые полностью провели огромную агрессию в отношении нашего народа, вот эти все жертвы и так далее. То есть нам предоставлена эта возможность. К сожалению, мы не можем эту возможность получать ввиду того, что это работа, агентурная работа и работа по подрыву чеченского общества, чтобы не дать ему прийти к национальному самосознанию, к какому-то, я не знаю, таким точкам соприкосновения, какому-то, скажем так, хотя бы частично создать гражданское общество, которое будет работать на пользу своего народа. Вот это у нас не работает. И используется для этого та же самая религия, которая реабилитировала русских в цивилизованное общество, в цивилизованный мир. И вот эта вот религиозная составляющая, эти религиозные приемы, они применяются. И сегодня в чеченской среде, на чеченском политическом поле существующие какие-то политически себя позиционирующие либо личности, либо какие-то группы, либо какие-то движения, они все, вот у меня лично опыт, пытаясь стать тоже опорой или поддержкой для вот этих политических сил, я тоже попал
вот в эту общественно-политическую среду и тоже пытался от себя внести, как говорится, вставить свои там 5 копеек в это дело. Ну, вот со временем я как бы изучая вот это все и на собственном опыте, проходя вот эти вот этапы, да, там каких-то контактов и каких-то, я не знаю, там изучения вот этой всей ситуации, убедился полностью, это не проблема, это любому обосновать, доказать, разъяснить, что здесь происходит. Получилось так, что в чеченском обществе все существующие вот эти вот позиционирующие себя политиками люди, они пропагандируют, они практикуют, то есть они зыждятся, то есть их идеология, их все вот это вот движение, их активность, она зыждется на политическом исламе. То есть это люди, которые стали либо жертвами вот этой пропаганды исламизма еще с 90-х годов, которую русские в нашу среду внедрили, либо они являются полезными идиотами, грубо говоря, да, людьми, которые из-за своего идиотизма, из-за своего невежества, из-за своих каких-то чувств, эмоций, там, чаяний, из-за этого стали жертвами вот этих вот религиозных приемов, вот этих религиозных деятелей, вообще этой религиозной идеологии. И, соответственно, есть умышленные лицемеры, там какие-то вообще люди, не имеющие ничего святого, ничего духовного, короче, которые готовы религию, все что угодно использовать для личного там обогащения там, и так далее. И в этой ситуации, вот в наше время, вообще в ситуации в среде чеченцев, какие-то политики, которые все еще существуют, да, у нас во время с самого начала русско-чеченской войны у нас в нашем государстве были чиновники, были политики, были военные люди, были там, парламент, депутаты, там, то есть все вот эти государственные институты, люди, которые в них принимали участие в мирное время, скажем так, да, там, они сегодня либо переключены вот на эту религиозную тему, либо затерроризированы, либо те, как я вот более ранее говорил, те, у которых нету абсолютно никаких ценностей, нету ни какого-то идеи, да, там, ни интереса, там, ни национального самосознания, ни какого-то там, я не знаю, планов и перспективы на собственный народ, а чисто вот там где-то пытались какое-то место там пригреться к нему и лично обогащать там свои интересы какие-то там прогонять. И, соответственно, эти люди, они как бы вообще отошли в сторону, кто-то, грубо говоря, как это говорится, заполз под корягу, там, или я не знаю, как суслик в норку куда-то залез, кто-то вообще на сторону врага перешел и стал не только одним из них, а еще как бы впереди них. Да? И вот одним словом, во всей этой ситуации оставшиеся какие-то политические вот эти деятели, они все основываются политическим исламом. То есть их цель – это установление Корана и Сунны во всем мире, слова Аллаха и так далее. А такая идея и такая тенденция, она, естественно, не соответствует интересам чеченского народа. Это как бы не, скажем так, не отвечает интересам ни чеченцев, ни вообще нашего государства, как бы. И, соответственно, вот пришлось от этих людей абстрагироваться, хотя там даже поначалу понимая, что в этих рядах, в этой среде существует уже вот эта вот религиозная тема, была попытка как-то призвать их
там, к здравому смыслу призвать их, опомниться, одуматься, но это ничего не сработало. И получилось так, что этих людей не то, что пришлось вот отодвинуть, как бы от них абстрагироваться, а еще это нужно разъяснять и бороться с их вот этой деятельностью, потому что эти люди, они не просто не отвечают интересам чеченского народа, они, используя трагедию чеченского народа и вот такую военную ситуацию, они паразитируют на вот этой вот чеченской трагедии для установления вот этих там своих идеологий. Опять-таки же, кто действительно реально уведен как бы в это русло, и там уже умышленные какие-то, да, вот эти, то есть, ну, это как бы работает все системно. И произрастает это непроизвольно в чеченском обществе, потому что вот сегодня мы столкнулись с тем, что вся тема коллаборантов, да, коллаборационизма в Чеченской Республике, она как бы началась с пути имени Ахмата Хаджи Кадырова. И этот путь, он был основан на борьбе с шайтанами. Шайтаны, это кто, если не знает, это ваххабисты, салафисты, такая тема. То есть это продукт тех же русских, кто не понимает, что такое салафиты, суфисты. Вообще в чеченской среде, как это сработало, можете здесь на канале Радио Маршрут опубликованное интервью Дугиным, как он курсантам, там, говнюкам разъясняет, как они сумели побороть чеченский народ. Пожалуйста, зайдите туда, посмотрите, кто создал и салафистов, кто потом руководил и суфистами. То есть вот эта религиозная тема, она как бы в формате плохого, хорошего полицейского. Вот так вот в чеченской среде этой темой сыграли. И вот, то есть это религиозная тема, это как раз тема русских, и на этой теме они не только реабилитировались в цивилизованное общество, сумев обмануть и таким обманным методом влезть вот в этот мир, а потом взять его и как бы со спины там ножом ударить, да? Скажем так, предательски. И вот в этой, короче, всей ситуации в чеченском обществе не существует политической, ну, то есть существуют какие-то люди, да, у нас меняемые, вполне образованные, вполне понимающие вот эту обстановку, там тоже разбирающиеся вот это во всей этой политической ситуации. Но вот этих людей, их нужно как бы всех вместе, им как бы скоординироваться. И вот попытка такая это сделать, это создание Чеченской демократической партии, это самое, в ее создании, там ее, скажем так, в ее организации, да, там я тоже вот участвовал. И у нас было много людей, которые были сторонниками вот этого чеченского демократического движения. И изначально одним из инициаторов также был там известный Аслан Арцуев, который ведет сейчас блогерскую деятельность, который там занимался правозащитной организацией, но, к сожалению, который как бы из-за не до конца мне еще понятных там обстоятельств там, отошел в такую, скажем так, позицию адвоката такого персонажа, как Ахьяд Идигов. И параллельно адвокатом шариата стал. Хотя поначалу он как бы не то, что там где-то, я не знаю, в каком-то тесном кругу, но и открыто
в своих стримах, в своих эфирах, где он ведет вот такую информационную деятельность, себя позиционировал сторонником разделения религии и государства. Но вот впоследствии что-то там непонятное там пошло не так, да, там вот эта вот тема с появлением антитеррора, которого начали там обвинять в атеизме, в воинственности атеизма, почему-то, взяв вот эти нарративы, Аслан тоже перешел, Арцуев, вот в такую вот, на их как бы вот эти вот пропагандистские рельсы встал и начал тоже там антитеррора там называть воинствующим атеистом, хотя я не видел, чтобы антитеррор себя воинствующим атеистом называл и так далее. Но тема такая вообще с антитеррором, что антитеррор – это необходимая личность в чеченском обществе, без которой, даже с которой вообще тут неизвестно вообще, что-то получится или нет, но без которой вообще ситуация, как это правильно на русском сейчас выразиться, да? Ну, короче, в такой ситуации нету, скажем так, вообще логической какой-то развязки, да, без того, чтобы чеченцам разъяснить, что стоит за идеологиями, что стоит за фанатизмом, что стоит за тем, если ты, как это там многие пропагандировали, шаг за шагом, степ-бай-степ будешь идти к шариату, что нас ожидает вот там в конце вот этого пути. То есть это сразу, если чеченцам не разъяснить, то у нас нет вообще шанса ни народом остаться, ни вести какую-либо не политическую деятельность, не общественную, не вообще возможность там, избавить чеченцев от вот этого, то, что их, скажем так, вогнали, да. И вот появился, короче, вот этот персонаж, и он начал там рубить с плеча, грубо, не грубо, то есть такие люди тоже имеют право, имеют место быть. Сейчас он, правда, так грубо не ведет эту деятельность. И вот в этой ситуации начался такая агрессия, да, и от вот этих представителей политического ислама, от их, короче, движения, от их джамаатов. Потом к ним сразу же подключилась и вот эта русская пропагандистская помойка ЧГТРК, которая сейчас полностью, используя вот этих исламистов, там, ведет такую террористическую, информационно-террористическое давление там, на инакомыслие и так далее. И вот под этим давлением, под этим гнетом, ну, многие наши там, скажем так, сторонники, единомышленники, им пришлось дать заднюю. Я извиняюсь, что да, там, не все как бы железные, у всех, у людей разная ситуация, короче, и многим пришлось вот рубить заднюю. Да, это не стыдно. Я не хочу сейчас как бы кого-то осуждать в этом, но международный исламский терроризм, да, вот это же Российская Федерация, перед ней сегодня дает заднюю весь мир, понимаете, огромное государство, даже такие же, даже покруче них, да, с потенциалом. То есть целые лидеры государств, им приходится улыбаться, им приходится вот так вот себя вести перед вот этим русским, имперским, там, фашистским, вот их как бы бандитским вот этим режимом. И, соответственно, ими созданный вот этот международный исламский терроризм, да, повторяюсь, за счет которого они реабилитировались и вот так вот смогли обвести мировую общественность в очередной раз. Поэтому как бы полностью винить я тоже там кого-то не могу. Да, это неприятно, когда люди поначалу сами
проявляли активность, инициировали какое-то политическое движение, но потом отползли под корягу, как бы. Ну, в такой ситуации это как бы тоже предательский такой поступок, но опять-таки же это чисто по-человечески, я это понимаю. И сегодня тоже нелегко, да, там открыто от лица там своей личности, от своего имени противостоять вот этому международному исламскому терроризму и в России в целом, да, там политически вот так противостоять. Короче, вот такая ситуация, вот так была создана там, Чеченская демократическая партия, и да, как бы кто не хотел, под какое бы там давление не было, да, мы есть. Хорошо, понятно, что мы там многие анонимно действуем, что мы не все как бы там с открытыми лицами люди, но у нас много сторонников, у нас много единомышленников и как бы люди, которые потихоньку вот понимают эту ситуацию, для них как бы создан фундамент. То есть по мере каких-то изменений там, политической ситуации, когда русских немного перестанут бояться, там, великие державы, целые страны, когда их попытаются немного заставить как бы соответствовать международному праву, соответствовать там, правам человека. И по мере этого, естественно, чеченская политическая вот эта среда, чеченское гражданское общество, оно будет, скажем так, увеличиваться, оно будет расти, оно будет как бы более уже так массово как бы и активнее действовать. Но сегодня вот наша задача, цель – это информационно показать, как внутричеченскому обществу вот, разъяснить вот эти все религиозные какие-то исламистские этапы внедрения вот этого исламизма в чеченскую политическую среду, вообще исторические какие-то моменты разъяснять как соотечественникам, так и там, потенциальным друзьям, каким-то нашим, ну вообще людям, с которыми мы и контактируем, и в будущем там, пытаемся контактировать. То есть, чтобы развеять вот этот весь миф, потому что вот на просторах вот этого же ТикТока вот последние там 2-3 дня я наблюдаю, системно орудуют здесь группы от имени чеченцев, которые распространяют антиамериканские настроения, антиеврейские настроения, там, я не знаю, анти. То есть все вот эти вот государства, все народы, которые более-менее там перспективно, которые там могут повлиять на ситуацию в мире, там могут каким-то образом принудить вот этот мир придерживаться там в будущем, да, там какого-то международного права и так далее, вот, и вообще потенциально там как бы чеченские союзники, да, чеченской государственности, всех, и кто был и в прошлом, да, там, включая там страны, которые на Россию накладывали санкции, в то время как так называемый вот этот исламский мир вел себя абсолютно прорусски. То есть все вот это, и вообще, чтобы чеченский вопрос не был выставлен на повестку дня в будущем, вот орудуют вот такие религиозные группы, которые там баламутят как внутричеченскую общественность, так и внешнюю, преподнося там наше национал-освободительное движение, нашу борьбу, да, там, нашего народа, изначально там, его самоопределение, его как бы вообще видение нашего народа
а наш народ четко двигался, избавившись от этого советского, там, коммунистического вот этой империи, двигался именно в сторону цивилизованного мира, в сторону демократии, и вот это наша конституция, и вообще наш народ, он испокон веков именно такое демократичное общество, просто вот это религиозное, идеологическое дело, оно нас за последние, скажем так, вот эти лет 20-30, оно полностью нас, наше общество из-за этого деградировало. То есть произошла такая деградация из более высшего такого культурно-цивилизованного общества. Мы превратились из-за вот этих вот религиозных там предписаний, приемов, которые на нас применялись, мы превратились в каких-то непонятно вот людей, которые не знают ни своего врага, ни своего друга, не могут вообще определить, у которых отсутствует понятие добра и зла, то есть им вот какие-то вот эти вот пропагандисты религиозные, они вот то, что они как бы говорят плохо, общество должно считать это плохим, что они говорят хорошо, это общество должно считать хорошим. И вот так наш народ запутался. Короче, я сегодня веду, к сожалению, получился такой уже монолог. Хотелось бы, чтобы спикеры, гости или там задающие вопросы, или какие-то комментарии, или те, кто хочет подискутировать, давайте сделаем такую не монологовую, а приводя доводы, аргументы, чтобы у нас такой эфир здесь получился, честный и исторически там правдивый. Если я где-то что-то неправильно там говорю, ошибочно, вот сейчас где-то что-то высказал, пожалуйста, это можно опровергнуть, это можно аргументировать и как бы соблюдая культуру общения, в отличие от вот этих исламистов, которые там провокационно ведут себя на просторах вот этих вот социальных площадок и даже не тянут просто на дискуссию. Вот ты зайдешь на их канал, и твой микрофон в их руках, и ты там как бы гость, и все что угодно, все равно они боятся тебе высказать слово, а это происходит лишь в такой ситуации, когда ты не сторонник правды, да, если ты врешь, то тебе как бы какой-то честный дискус или диалог, он тебе не по зубам становится. И вот на этих площадках эти люди вырубают. Пожалуйста, здесь радио Машо, радио Свобода. Можно заходить, высказываться, опровергать, если что-то сказано неправильно. Если это действительно будет аргументировано. Любое неправильное там сделанное утверждение, оно будет, естественно, переосмотрено и принята более правильная позиция. Так, Мичабу спикер. Где спикеры? Так, вот Дон Ахча пишет: Грозный за 3 дня, Дон. Киев за 3 дня, Дон. Грозный вообще-то Грачев, русский вот этот боевик. Грачев, возглавлявший русскую военщину, он сделал заявление, интервью, где грозился взять Грозный одним десантным полком там, за 2 часа, сделав штурм. Что у них не получилось в течение длительного времени, то есть только после того, как они уже смогли подавить вот это сопротивление там, в 2007 году, в 2008, вот там где-то, только тогда они напали с вот этой 5-дневной войной на Грузию.
Так что эти 2 часа им очень долго, длинно растянулись. Насчет Киева, то в Киеве еще один русский боевик Кадыров Рамзан, которого воспитали в русском духе, который является дважды русским генералом, один раз военным, другой раз, короче, в Министерство внутренних дел, один раз он в Министерстве обороны, то есть дважды генерал, дважды профессор, доцент, доктор, хирург, кто он еще там, этот Сулим Эмадеев там рассказывал его регалии, директор ПУЖХ или ЖКХ, короче. Потом, укротитель крокодилов, кем только он там не является, вот этот их русский пехотинец, он повторил уже вот это вот другого русского, цитату там, другого русского вот этого боевика Грачева, где по команде, по приказу объявил, что за 3 дня будет взят Киев. Вот такая вот ситуация. Так, где у нас спикеры? Давайте поднимайтесь. Если есть гости, заходите, будем рады. Если есть оппоненты, тоже не проблема, могут зайти, отстоять свою позицию. И где наши единомышленники, тоже подтягивайтесь. Так, что-то у нас тишина. Все затихли. Слишком длинный у меня был монолог, поэтому многих ветераны, кто у нас? Инзид просится. Инзайд Ичкерия, по-моему. Машу. Маша, всех приветствую, всех. Да. Маша Дубуцеда. Так вот, Ра 099 Лом пишет, как нам действовать. В 2026 году я считаю, как современный человек, справедливо, честно. Да, полностью. Справедливо, честно. Нужно как бы вот это вот такая тактика, политика русского мира, которую они, к сожалению, которым заразили сейчас и многих других. Вот такая вот с двойными, тройными стандартами политика, она и вообще поведение, оно неприемлемо. Тем более вот Аллах, который написал, это Гуш, как я понял, он как раз таки тоже как бы из нахов. Вот ингушам, чеченцам нам очень сильно это неприемлемо. То есть это лицемерие, двойные стандарты, вот такое поведение, это не по-нашенски. Тут в некоторых площадках на ТикТок и других были замечены несколько групп, там, которые высказывают свои мнения, там, дают оценку событиям в Иране, там, как действуют с американцами, с Израилем и так далее, и так далее. Короче, позиция у меня примерно однозначна. Израиль как можно защищает себя от уничтожения.
подключили к себе на помощь США и делают чистую работу. Удары наносятся строго по военным целям, по военным объектам и по руководствам вот этого террористического государства Иран, который убивает собственных граждан там пачками каждый день, вешают их на подъемных кранах и так далее. А люди, которые, называя себя чеченцами, начинают, такой открытый антисемитизм, и не то, что антисемитизм, именно антиизраильтизм высказывать якобы там, что они там расширяют свои границы, это совершенно ложь и на 100% совпадает с русской пропагандой. Их используют на разных площадках, якобы, чтобы они высказывались от имени чеченского народа, подключились к ним другие, вот эти их единомышленники или коллеги по цеху. В общем, вот так, если кто-то таких людей встретит, должен знать, что у них своя обычная работа и идет методичка против Израиля. Израиль, на мой взгляд, действует совершенно правильно. Ну, смотри, вот эти вот люди, которые пропагандируют антиеврейские настроения и потом позиционируют себя чеченцами, во-первых, это очень пагубно, да, то, чем они занимаются, и там нормальные какие-то люди из нашего общества, которые четко ориентируются там вот в этой геополитической, политической ситуации в целом в мире, они не активны. А вот эти вот провокаторы, они залезают сюда в интернет и не от своего имени, вот заметь, если бы какой-то там Абдул Рахман или какой-то там Джундулла или какой-то там Абдул Мухаммад, Абдул Кудус какой-то, Абдул Баки зашел бы, назвал бы свое имя, сказал бы, вот я такой-то персонаж, и я проявляю там ненависть, и потом дальше разъяснил бы, против кого, из-за чего. Или бы ассоциировался бы со своей уммой, там, я не знаю, со своей ахлюсунной, со своей салафней, вот этой салафизмом, ваххабизмом, с вот этим вот ассоциировался бы, не было бы вообще, до них было бы как вообще, грубо говоря, пофигу до этих людей. Но вот это то, что они под вот этими всякими никами, там, чеченец, не чеченец, шишани, пишани, всякие там волки, я не знаю, башни, чеченская символика, там, всякие дудаевские, я не знаю, там, фотки, все что угодно ставят, вот это вот у себя там, и полностью обобщают на чеченцев свои вот эти идеологические, там, пропагандистские вот эти вот всякие там высказывания, да, там высказывания и, скажем так, взгляды, которые они озвучивают, это все обобщают на весь чеченский народ. А чеченский народ, он четко понимает, ну, имеется в виду, всех я не буду как бы в одну эту самую, но много есть людей, которые четко там тоже разбираются во всей этой ситуации, но, к сожалению, из-за вот этого террора, да, преследования там, по инакомыслию, потом привлечения к ответственности близких и так далее, люди как бы молчат, что все равно я не считаю нормальным. То есть нормально, да, есть мнение и альтернативы, шухин, арахвай, цавиш, все не должны тут лицами, там, с открытыми забралами. У нас была тут у некоторых такая тема, нужно лица показывать открытые туда-сюда. Лучше бы ты лица не показывал бы, но держал бы нормально позицию, держал бы строй и говорил бы правильные вещи. Вот это намного в 100 раз как бы полезнее, да, если кто не хочет там открываться, пока еще не считает. Ибраим, тут один в комментариях, пишет, типа, каких-то там девочек, убитых в Иране. Эти вот девочки, убитые в Иране, это такой же ход, как мальчики в трусиках, в Украине. Как раз я хотел до этого дойти. Вот смотри, вот эти вот будулаки, да, вот эти пропагандисты, которые там антиеврейские настроения там пропагандируют, они вообще шииты, иранцы, это их враги. Не потому, что они реальные враги, не потому, что они из-за каких-то
поступках, или там они где-то с ними, я не знаю, пересекались или там враждовали. Нет, они враги идеологические. То есть им по идеологии, по их там вот этим чувствам, там, чаяниям, им предписаны, они как не мусульмане, ну и еще они вообще самые мерзкие, там, плохие. Эта тема, кто ее не знает, чуть-чуть просто разберитесь, вот это, сунниты, шииты, короче, вот эта тема, они просто ненавидят их. Но вот в этой ситуации вдруг, короче, эти люди занимают какую-то проиранскую позицию, да? То есть, потому что евреи, они религиозно, идеологически, ну, скажем так, еще более враждебно им идеологически им пропагандируются. То есть они по идеологии являются еще немного большими врагами, чем шииты. И поэтому вот, используя вот этот вот идеологический момент, вот эти провокаторы всяких вот этих полезных идиотов, их сажают на эту волну и начинают... Теперь вот смотри, вообще с момента вот этих военных действий, теперь посмотрите, сколько убили там и кого убили там. Израиль, евреи и кого и с Америкой вместе. И посмотрите, вот в преддверии буквально этих военных действий, сколько тысяч убили шиитов, вот этих иранцев, само вот это их террористическая, их вот это вот диктаторская, тираническая система. Посчитайте, посмотрите. И тем более вот эти вот американцы и евреи, они точечно их там мочат. Эти именно гражданских загасили. Вот тут гуляют цифры, что 40-50 тысяч. То есть официально 30 тысяч считается. Я вот с иранцами разговаривал, 40-50 тысяч считается убитыми. Вот в этих действиях, которые недавно. Это точно напоминает вот русскую политику. Помните, когда они там, там русских наших в Чечне, это самое, прижимают, там, я не знаю, угнетают, 5-е, 10-е. И когда начали бомбить Грозный, около 20 тысяч гражданских русских убили русские. Понимаете? И вот это полный вот этот дебилизм, там, как будто бы им жалко там, иранцев, шиитов. То есть это вот эта ненависть, которая... Люди, которые отошли от своих чеченских традиций, да, а у нас очень хорошие традиции, которые полностью соответствуют вот, международному праву, которые, ну, то есть вот в цивилизованном сегодняшнем мире это как раз такой рабочий механизм, да, там, гуманный и так далее. И вот это вот определение друга, врага, оно у нас в наших таких преданиях, в нашей культуре, оно определяется поступком. То есть враг, друг, зло, добро, оно определяется поступками, а не тем, что тебе там предписано кем-то где-то. Или трактовано как-то, или какой-то вывод сделан какими-то этими персонами в халатах, там, я не знаю, в простынях там обернутых. У тебя четко ты сам определяешь по действиям добро, зло, врага, друга. И вот это вот полностью отрублено у этих людей, им вот этот вот, скажем так, институт определения врага, друга, зла, добра, он полностью отрублен, я не знаю, уничтожен. И вот на место этого тебе вот эти вот предписания преподнесли, где ты должен абсолютно, несмотря на какие-то действия, поступки, ты вот просто тупо вот эту вот вражду и ненависть или же дружбу какую-то проявляешь, непонятно кому, не зная ничего, просто из-за того, что вот это евреи, вот это вот шииты и вот это вот сунниты.
Вообще у этих исламистов странное поведение, когда дело касается нас, как будто если там какие-то отношения ладить с соседними государствами и так далее, у них включается аль-бара, валь-вара, дружба, цагунядынок, бунядынок. А когда какие-то демократические страны устраивают настоящий, разгон каким-то диктатурам, типа Ирак, и остальные, Иран, у них включается какая-то поддержка шиитам, к своим противникам и так далее, и так далее. Всегда у них песня вот эта вот абсолютно чисто с русской пропагандой. Вот эти вот девочки, там никаких девочек не было, попали в школу, которая в воскресенье была нерабочая, никаких кадров не показали убитых этих девочек. Просто пропаганда идет, как в Украине показывали мальчиков в трусиках, и вот эти вот съемочные группы в Палестине, которые там облитые краски, делали съемки, страдающих беженцев и страдающих под израильскими бомбами, страдающих палестинцев. Вот такая же чисто пропагандистская, действующая на эмоции, там, потом от этого начинать там критиковать ваша демократия, ваша Америка и так далее, и так далее. Что-то вы странные, будулаки, ваша песня в один с русской пропагандой как-то катается вот странным образом. Так, тут вот пишет один мистер Икс, международному праву, которому твои американцы постоянно попирают, да? Так, что он ранее писал? Кто гражданских загасил? Так, еще раньше. Так, твой Израиль сколько лет убивает? Твоя Америка сколько лет по всему миру убивают? Но что ты имеешь в виду конкретно? Убивают? За что? Кого? По всему миру. Вот разные ситуации, да? Например, каких-то взбесившихся террористов, которые терроризируют, там, захватили какой-то гражданский объект, просят там, я не знаю, какую-то сумму денег там, или какие-то ставят условия. Если вот их взять, окружить и ликвидировать, это убийство, оно совершено для блага, да, для освобождения вот твоей мамы, твоей сестры, твоего папы, которого они захватили, на ровном месте вообще, без какой-либо там причины. Это хорошо или плохо? То есть каждую какую-то ситуацию ее надо разъяснять. Что ты имеешь в виду? Где, кого убили, когда убили? Не, вот смотри, в ряду перечисленных им стран, как бы это самое, США там попирают международное право, а вот Путина русских нету в этом его списке, да, как-то вот страны они отсутствуют. Сербия была диктаторское государство, сателлит Советского Союза. Япония была империей, пока Штаты не посадили их на свою задницу, и теперь она стала цивилизованной страной и так далее. Их сажают, всякие диктаторские страны, как сегодня Иран, сажают демократы на свою задницу, понимаешь? И вас тоже посадят. Не беспокойся. У вас есть, вот кто внизу пишет, у вас есть хоть один пример, чтобы Америка, которую вы там ненавидите, или Израиль, которого вы ненавидите, там, напали на какое-то демократическое государство, где народ есть власть, да? То есть где народ является властью. На какое-то демократическое вот такое государство, где смена власти, где соблюдают там права людей, где каких-то там президентов можно, даже их, если они, там нарушают импичмент, им сделать. То есть вот такое какое-нибудь правовое, цивилизованное государство, чтобы они на кого-то напали там. Вы можете хоть один пример привести? Просто интересно было. Серия Марша Мукштол, дорогие. Ну, сейчас Маршал, тут видишь, один пишет Ливия. Ливия – это правовое государство, да, Ливия. Ливия, им постоянно вот этих террористов создает. Исламский джихад – это что на официальном уровне.
То есть куда, кто на Ливию напал? Как Россия, что ли, Америка напала на Ливию и захватила ее, присоединив к себе? Вот такое вы имеете в виду? Или что? Или просто там террористические какие-то ячейки, которые они создают, по ним шибанули, короче, и сказали, больше так не делайте. Если будете делать, еще раз так же долбанем вам. Это вот такая ситуация? Или о чем вы говорите, когда вы про Ливию говорите? Вот этот один пишет, на Сербию напали. Сербия напала, наоборот, на вот эти государства, которые не хотели под сербами находиться. Когда Югославия распалась, сербы, они наоборот, мочили там албанцев, короче, несколько тысяч там за вот этот их Милошевич. Их братьев мусульман убивала Сербия, а тут они, короче, за Сербию уступаются. Странные вы, шизофреники. Да, значит, там вообще по барабану, мусульмане. Вот сейчас по Ирану, короче, когда долбанули, Иран долбанул по суннитам, по Турции, там, по Эмиратам, по Саудии, короче, и так далее. И что? Ваша позиция, алло, 29, салафня, это нормально, да? Я извиняюсь за грубость, просто это нехорошее выражение, да, там салафня, малафня, 29. Ваххабисты, ваша позиция, давайте как есть, я скажу. Рациональной позиции у них никак нет, у них просто есть пропаганда, методичка, которая откуда-то выдается, и они ее берут в папками и начинают тут, короче, гонять туда-сюда на разных площадках. Все, что ты сейчас там перечисляешь, это чисто русская, гебнявая, лубянская пропаганда. Смотри, вот теперь он пишет, Иран долбанул по американским интересам, и отлично, красавчики, иранцы. Я не мусульманин, кстати. Так, это мистер Икс пишет. Ну, зайди тогда, ты русский, как я понял. Вот вы русские ненавидите американцев. Давай, зайди, русский. Поговорим сейчас о вашей русне. Что, какие войны, какую кровь вы проливаете? Что вы творите в Украине? Что вы творили с чеченцами? Что вы творили в Сирии? Давай об этом поговорим. Сколько миллионов? Около миллиона человек. Я вот здесь с сирийцами, мусульманами, которые тоже сунниты, кстати, с ними на митингах смотрел вот эти вот фотографии. Там столько детей, женщин вы загасили. Мусульман. Если у вас вот это есть, да, там мусульмане, кафиры, вы же разделяете. У вас же нету понятия добра, зла, а есть только свой, чужой. Так вот, для меня свой, вот эти вот дети, которых там бомбили русские, эти дети, женщины, они для меня свои. Какой бы они курды, они, я не знаю, езиды, они вот эти ваши игиловцы русские, которые езидок изнасиловали, там в плен куда-то уводили. Они мои. То есть все вот эти мирные, гражданские, бесправные люди, которые там вообще, я не знаю, женщины, дети. Вот это я на стороне этой. Какой бы они национальности там и так далее не были. И вот об этом мы можем поговорить, да? Почему русские вы убивали, уничтожали суннитов в Сирии? Почему там не вот эти вот всякие по интернету сейчас шастающие за Палестину там? Вы около миллиона суннитов загасили в Сирии. Просто не созданы вот этот вами ИГИЛ, да, как и у нас в Чеченской Республике вы создали вот эти джамааты. Точно так же вы создали ИГИЛ на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свои политические интересы там. Что у вас и получилось. Точно так же, как и с чеченцами, у вас получилось обвести вокруг пальца, вокруг, короче, весь мир. И вы полностью восстановили там вот этот асадовский, русский Асад, его режим. Полностью использовав вот эту вот карту. И там убитый миллион суннитов, им никто, ни МВД России,
лепешки не шлет. Он Малгобекский какой-то МВД РФ с вот этими флагами. Если админ у тебя есть, можешь поставить, который лепешки в Палестине раздает. В Палестине столько не убили вообще евреи. Евреи вообще мизерную часть там гражданских по сравнению с миллионом, которые русские разбомбили в Сирии. И тем более, что Сирия, она не нападала на русню. Сирия на русских не нападала. С 7 октября или другого какого-то там месяца сирийцы не напали на русских и не расстреливали подряд гражданских. Террористические акты не проводили. Сирийцы на своей территории у себя дома попытались свергнуть диктаторский режим и установить туда режим, который народ Сирии хочет. Вы потом создали там ИГИЛ, чтобы восстановить, чтобы все мировое сообщество, оно сказало, да лучше пускай русский Асад, чем этот ИГИЛ. Что у вас и получилось. Уже давно пора бомбить Москву как центр мирового терроризма. Почему они до сих пор на это не решаются, понятно, и так далее, и так далее. Но расчеты, как сделаны в Иране, вот эти военные точки, базы с ракетами и другие остальные склады, вот если вот эти расчеты сделать правильно по России, можно бомбить точно так же, как и в Иране, по этим базам военным строго, чтобы не задевать лишний раз мирное население. Уже пора бомбить Россию и Москву, давно пора. Это и есть рассадник мирового терроризма, мирового диктаторства. Почти все диктаторы в мире, они подпитываются в прошлом из Советского Союза, сегодня из Российской Федерации. Это давно понятно всем. Но почему-то не решаются. Следующий будет Москва после Ирана. Вот это пишет, игиловцы. Ну, вот это уже ЧГТРК, скорее всего. Игиловцы американцы создали. Зачем американцы? Просто давай трезво. Зачем американцам нужен ИГИЛ вообще? Американцы, европейцы, цивилизованный мир, когда началась вот эта арабская весна, полностью поддержали национальное движение в сторону демократии. Потому что эти движения, они изначально позиционировали себя свержением диктаторских этих систем, Асадов, Масадов, Мубараков, Каддафи, чтобы свергнуть эти русские режимы. Заметь, Асад – это русский, Каддафи – это русский, Мубарак – это русский, то есть русские режимы. Все диктаторы – это русские режимы, не прорусские, не друзья, а вот именно русскими создан. Асад и его Пахан были созданы совком русским. Этот режим, если свергают, и там устанавливаются права человека, устанавливается стабильность, мир сегодня глобален, и цивилизованному миру не нужны эти разборки, они потом приходят к ним. То есть потом оттуда поток беженцев, потом оттуда эти всякие болезни, оттуда все. Миру это не надо. Миру нужна, нормальному миру я имею в виду, миру нужна стабильность. И чтобы стабилизировались эти диктаторские, эти варварские режимы русскими поставленными, когда цепочка, такая цепная реакция началась по странам восточным странам, да, и дошла и до Сирии, это дело западный мир поддерживал волю народов, которые там проживают, которые изначально были нацелены свергнуть диктаторов и установить сменность власти на своей территории. Если кто общается с египтянами, я общался как минимум раньше, с сирийцами кто общается, не с игиловцами, а с их гражданским народом. Кто общается с другими арабами, вы увидите, что эти люди
их чаяния были то, чтобы свергнуть этих диктаторов, которые их задолбали, и сделать сменность власти, чтобы у них через 4-5 лет они могли сменять режимы и нормально жить, как в Европе, потому что все другие же тоже могут жить вот так же. Потому что здесь это уже испытанные вот эти все методы, да, там, политические, там, устройства государственные и так далее. Все тоже так же хотят, тем более у этих людей есть ресурсов в разы больше, чем у европейского вот этого цивилизационного мира. То есть меняемая часть общества этих людей, они попытались свергнуть эти режимы. Зачем американцам там военные, зачем Америке там нужен ИГИЛ? Просто вот где ты можешь прокомментировать? Мак свого, Рек свого, кто ты, мастер Икс свого. Зачем западному цивилизационному миру нужен ИГИЛ? Там они, когда наоборот хотят стабильности в этом регионе и хотят, чтобы были повержены эти диктаторские системы. Вы видели, чтобы Европа поддерживала там диктаторов каких-то? Или Америка? Кроме Путина, естественно. Там. Ну и то для того, чтобы бояться его. Сейчас, правда, не поддерживают тоже. То есть зачем это надо? Цивилизованному миру это абсолютно не нужно. ИГИЛ был создан, который сразу начал резать голову американцам, европейским, там, Красным Крестам, то есть всем организациям, которые наоборот помогают против вот этого диктаторской системы, вот этому народу. Они начали именно по ним работать, по всяким правозащитным, то есть чтобы полностью как и у нас в Чеченской Республике, чтобы навести страх, террор, короче, да, там похищение, там терять без вести людей, чтобы они с этой территории вообще туда не сувались, и чтобы там совершать любые преступления. Чтобы восстановиться там, реабилитироваться. То есть русские бомбили именно гражданских и таким образом заполоняли Европу беженцами. Европа под давлением вот этих беженцев, когда увидели, что отсутствует нормальной оппозиции, да, нормальной альтернативы асадовской системе, потому что они всех перебили, там, национально-освободительное движение запугали, и вот здесь сирийцы тоже говорили, у нас, к сожалению, нету, полностью задавили, уничтожили демократических вот таких на позициях национальных интересов, у нас как бы это все уничтожили, бахцы. То есть у них была проблема. То есть русские создали либо Асад, либо ИГИЛ. Вот как у нас, у чеченцев, да? Либо Кадырка под русское, то есть либо русские, Кадырки, либо ИГИЛ вот этот. Джамааты, халифаты, там, эмираты. Все, с другой стороны тебе не должно быть там. Соответственно, лучше русские, то есть русские будут приемлемее, чем ИГИЛ. Все, тут ничего нового никто не придумал. То же самое произошло и там. Создав вот этот ИГИЛ там, и, короче, сделав вот такой вот, уничтожив там их какие-то нормальные силы, они сделали так, что миру пришлось согласиться с русским Асадом, чем ИГИЛ. Точно так же и у нас. Создали вот эти шариаты всякие, и у тебя есть админ, можешь ты показать это видео, где Совет Европы, где сделал заявление, что в Чечне должны работать права человека, поэтому шариат, который там устанавливает, он неприемлем, поэтому Чечня должна быть в составе России. Потому что это лучше приемлемее. Потому что шариат, ИГИЛ, и Коран и Сунна, установление халифатов, отрубание конечностей, битье палками, расстрелы, это хуже для мира, потому что это как бы
не то, что, ну, глобально иду, если мир глобализировался, и когда жестокие какие-то эти настроения в одном конце, они распространяются, они перекидываются потом. И вот это никто не хочет оставлять закрытыми глазами. Поэтому русский Путин, ФСБ, там, Кадырка, они лучше, чем ИГИЛ. Тем более они себя позиционируют, там, что они спасают всех от ИГИЛа. Но мир, к сожалению, не понимает, что ИГИЛ создают как раз русские. И дебилы вот эти ходят и сами тоже еще подтверждают, короче, что они сами по себе создаются, игиловцы, что не русские их создали. И как будто Топсо Абдурахмановы в Европе, вот эти вот Джамбулаты, Сулеймановы сами по себе возникают, создается впечатление. А на самом деле Топсо поддерживает одна структура ФСБ, Хаджамбулата Сулейманова и его там кодлу шариатскую поддерживают якобы либеральные русские в лице там, я не знаю, там и так далее, кто там их там, Ходорковский, Модарковский и так далее. В ПС их проталкивают. Вы думаете, это сами по себе? Нет, конечно, та же система, что и в Сирии была. Им они или ставили перед выбором или шариатский ИГИЛ, исламистский, или, короче говоря, вам русский Асад. И тут тоже. Или вам кадыровский русский кадыровец, Кадыров во главе, или вам будут шариатские Тумсо Абдурахмановы и вот эти вот остальные там, и же с ними. Вот тут одна и та же система, ничего нового нету. Админ, я тебе отправил вот этот ролик. Покажи здесь, когда русские создают религиозное движение, то им даже не надо, короче, не воевать, не бороться. У них сразу появляются полностью единомышленники во всем цивилизованном мире. Покажи, как это работает. Кто создает ИГИЛ, мы тогда поймем. Сегодня стало известно, что президент Чечни Аслан Масхадов упразднил пост вице-президента. По словам пресс-секретаря главы республики Майрбекова Чагаева, такое решение вызвано требованиями недавно введенного шариатского управления. Возможно, решение Масхадова упразднить пост вице-президента связано с критикой, которую позволил себе Ваха Арсанов несколько месяцев назад. Напомним, тогда теперь уже бывший вице-президент поддержал заявление Совета командующих, в котором Масхадова обвиняли в нарушении Конституции. В частности, Арсанов упрекал президента в отклонении от курса построения шариатского государства и лояльности во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Теперь же, когда Масхадов подписал указы и ввел в республике шариатское правление в полном объеме, он посчитал нужным начать изменения со своего заместителя. Новая Конституция Чечни, составленная по нормам мусульманского права, должна быть готова уже в марте. Изменения коснутся всех сторон жизни республики, начиная с правительства и армии и кончая образованием. Однако далеко не все в Чечне положительно восприняли решение президента. Так, член парламента Хусейн Исханов назвал указы президента неконституционными и несвоевременными. Но все же своими решениями Масхадову удалось на некоторое время нейтрализовать своих политических противников. Правда, аналитики не исключают, что рядовые чеченцы, не привыкшие к строгостям исламского законодательства, вскоре начнут сталкиваться с реальными проникновениями шариатских норм в их жизнь, и население повернет недовольство не против происламской оппозиции, а против автора шариатской реформы. Мария Каменко, ТСН. В связи с введением в Чеченской Республике шариатского правления председатель парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что необходимо сделать так, чтобы законодательство Чечни соответствовало нормам Совета Европы. Лорд Рассел Джонстон подчеркнул, что Чечня – субъект Российской Федерации, и там должны действовать Российская Конституция и Международная конвенция по правам человека. Вот когда ИГИЛ, шариат ты создаешь, все, как бы ничего больше делать не надо. Вот создал ты ИГИЛ, шариат, все, весь цивилизованный мир на твоей стороне. Не надо тебя ни в какие, короче, там, не стрелять никого, ни войны, ничего. Все дело сделано. Создал, короче, ИГИЛ в среде своих врагов где-то. И говоришь вот миру, видите, они шариатские, игиловские какие-то эти создают.
И все, мировая общественность сразу говорит, нет, 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 лучше пускай они будут в составе русского, имперского образования, потому что оно там открыто головы не отрубает, расстрелы не делает, людей не похищает. Нет, 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 давайте, вы должны, где права человека быть. Вот так это работает. Все там, я не знаю, что там сложно не понять вообще. Что тут непонятного? Кто не может это понять? Давайте объясните свою позицию. Видите, как эти джамааты сработали? Все, кто не понимает чеченскую тему, в частности, украинцы, там еврейская общественность, все, кто не понимает чеченскую тему, кому интересно, кто как-то пересекается так или иначе, наше государство, вообще наш народ, его стремление влиться в цивилизованный мир в формате своей государственности, демократии, свободы, права, стабильности. Это наш народ хочет. Мы хотим жить, как и ваши все народы, нормально, стабильно. Русские не дают нам жития, как и вам. Они не дают нам жития, но они использовали этот религиозный прием в отношении нас. Да, с другими он не работает. С нами очень легко, применив этот прием. То есть все религиозные джамааты, какие-то эти салафиты, ваххабисты, которые с украинцами, с евреями, где-то на каналах общаются, это как раз среда в частности, в основном полезные идиоты, но есть там много умышленных провокаторов, которые всех остальных, скажем так, с другими манипулируют и управляют. Эта среда, она как раз-таки не дала нашему народу, нашему государству нормально встать на ноги. И дальнейшая цепочка, которая сегодня происходит в мире, кто считает, да нет, отнекивались. Путина сделали чеченцы, если вы не знаете. Мир, алло, слышно меня, да? Путина сделали чеченцы. Путин из-за этого рейтинга не только в среде россиян, да, поднялся и стал этим президентом, стал царем вечным. Не только в глазах русских он поднялся, да? Он еще и в ваших глазах мировой общественности поднялся. Те, кто были в курсе этих событий, я не о всех украинцах, я не знаю, кто еще, евреи, кто угодно, да, другие по-русски понимающие, балтийцы и так далее. Я не о вас, о гражданских, а о политиках. Политики все поддержали это. И политики всех ваших государств, стоящие во главе, в руководстве, они поддержали Путина как спасителя мирового цивилизованного мира от этого зла. То есть все заняли эту позицию. И таким образом Путин пришел в этот мир. Чеченцы сделали, если вы вы не отнекивались, Грузия вообще не хочет это видеть, ой, не то, Украина часть не хочет это видеть, другие не хотят это видеть. Путин в 99 никто о нем не знал. Вы все о нем узнали как о борце с терроризмом. Так это все происходит. Сегодня эти ваххабисты, которые здесь орудуют на этих площадках, везде в ПАСЕ лезут, всякие Джамбулаты Сулеймановы, всякие эти... Мой тезка здесь есть, какой-то непонятный, да, его, скорее всего, из России он где-то вещает. Потом с ним какие-то в отрядах Ямадаева, кто был, этого русского героя.
и другие, вот эти, которые орудуют, потом вот этот там Ронин непонятной ориентации, потом другие, короче, вот эти вот деятели там, исламисты, это все вот это, все, кто там, включая Закаева, да, это все, они работают, продолжают именно работать в этом направлении. И вот эта наша тема, именно в чеченской среде, исламистская тема, это русская тема, русскими созданная. Это их тема, они ее для себя создали, и у них это получилось. У них она работает по сей день, эта тема. Поймите, можно наконец. Действует, вот, да, и можно действовать. Да. Вот так вот создали Путина, вы все мы, и вы, и мы, все мы. Вот так вот он пришел именно на чеченцах. Там кто-то пытается ковырять там историю, начинает с Грузии. Алло, Грузия, пятидневная война в Грузии, это все только последствия. Путин в 99 году взошел на трон в борьбе против терроризма исламского. Этот исламский терроризм создали они у нас. Люди, они нам тоннами завозили книги, печатая в России. Вы просто не знаете, что они, как это все происходило. Вот эти Дугины, вот включи этого Дугина, елки-палки, админ, включи его, давай посмотрим. Подсистема ВИРДов является второй моделью организации чеченского общества, вторая еще модель тейпов. Тейпы – это рода. Эти тейпы, топкумы – это кровное родство, оно дублируется вирдовским родством суфийским. И вот что любопытно, что, например, такие люди, как Удуков или Шамиль Басаев, будучи с одной стороны выходцами суфийской среды, полным носителями мифологической модели, они в качестве логоса, социально-политического логоса независимой Ичкерии взяли именно салафитский ваххабизм. Это чрезвычайно важно. И, кстати, только благодаря этому, по большому счету, мы смогли с ними справиться. Дело в том, что когда ваххабизм стал утверждаться в Чечне и в Дагестане довольно активно, он вошел в прямое противоречие с тем, что называется, являлось исламом бессознательным. Потому что тот ислам, который естественным образом распространен на Северном Кавказе, он ничего общего с ваххабитским политическим исламом, с ваххабитским салафитским логосом не имеет. Традиционное исламское духовенство в лице Кадырова, которое поначалу восприняло ваххабитские тенденции просто как неких союзников в борьбе с светским, постсоветским логосом, или продолжая советским логосом, постепенно поняла, что становится заложником совершенно чужой игры. Вот с этим был связан феномен Кадырова. Кадыров это вор, а Басаев вор. Басаев это, несмотря на то, что он чеченец, он встал на сторону ваххабитской линии и стал организовывать в Чечне джаматы. Эти джаматы вошли в конфликт с вирдами. И вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможен, исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае российское руководство не провело достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабитским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось. Потому что чеченцы, действительно особый народ, они подрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого естественно произрастающего на этой территории, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе.
Вот так вот позитивных результатов добились на Кавказе русские. Сегодня тему, о которой я там чуть раньше вначале упоминал, то есть вот это все ахматовцы, ахмат-силовцы, которые возникли из-за попустительства мировой общественности, потому что нас задавили, все это как бы проглотили, и появились ахматовцы. Эти ахматовцы появились на теме борьбы с шайтанами. Шайтаны, кто не знает, это ваххабисты, о которых говорит вот этот Дугин, которых они создали. И суфистов они радикализировали, да, и вообще суфизм, он тоже создан еще с вот этих там царских там времен, еще раньше. Там всякие муфтияты, там не Екатерины, вот это вот все религиозные темы, они еще огромный опыт у них. И вот эти суфистские темы они вводили, как бы, чтобы манипулировать общественностью. И этих суфистов во время Советского Союза, их как бы, эта вся религиозная тема, она менее был на нее спрос у русских. Сейчас эта тема им опять стала важной, да, вот в таких политических в ситуации изменения, да, там геополитики, там вот во время развала Советского Союза. Тут они использовали вот этот ваххабизм, его притащили в наше общество, и вот этот суфизм, его тоже начали как бы радикализировать и создали вот такое противостояние. Суфист vs ваххабист. И вот эти ваххабисты, их как раз-таки называют официальные вот эти подрусские коллаборанты, кадыровцы, Кадыров старший. Они их называют шайтанами. То есть они переключили тему, чеченскую тему с национально-освободительного движения на борьбу ваххабист versus суфист. То есть ваххабиты ненавидят суфистов, из-за того, что они не так молятся, не так палец там ставят при молитве, ногу не так ставят, руки не так поднимают, и зикры не так делают, там какие-то обряды. Эти, наоборот, сказали, это вот новые ваххабиты, там волосатые всякие, короче, бородатые, с короткими штанишками там. Их время придет, и под кровати будут там доставать за бороду и отрубать им голову. Вот эту тему у нас распространяли Дугин, и как здесь Малхас уже сказал, Дугин, его лучший друг, его соратник, его напарник, там, его коллега Джамаль Гайдар, кто не знает, такой главный пропагандон исламистский был в России, официальный там религиозный деятель. Тут же и Шевченко, короче, тут же и весь остальной их вот этот балаган исламистский. То есть вот эта вся тема, она вот этими людьми, там, они тоже участвовали в этом, там, можете посмотреть даже там моменты какие-то, ролики, фотки, там, Джамаль Гайдаров, Хатабов, вот этих каких-то русскоязычных, которых в Чеченскую республику закинули. То есть вот эта вот тема, кадыровская тема, это продолжение вот этого. То есть Кадыров – это суфисты, да, как бы, которые тоже вот то, что у нас практиковалось во время Советского Союза, оно вообще особо так не упирало. То есть у нас религиозное дело только там где-то на похоронах, где-то там, я не знаю, там у себя где-то дома на коврике иногда у кого-то. То есть и все, больше оно куда-то не лезло. А тут они его активировали, то есть с обоих сторон, и создали такую ситуацию, вот проклятые суфисты и проклятые ваххабисты. И вот на этой теме наш народ увели с национал-освободительного движения, поставили на рельсы вот таких вот междоусобные, да, там, ваххабизм, суфизм, которые должны убивать друг друга. И кадыровцы появились именно оттуда, то есть из-за беспредела вот этой ваххабни, которая похищала людей, которая
То есть многие люди, которые, скажем так, воевали даже в Первую русско-чеченскую войну против русских оккупантов, потом в дальнейшем, когда появились ваххабисты и начали похищать людей, и спровоцировали второе вторжение русских через Дагестан, вот эти люди, которые Первую войну действительно там жертвовали и завоевали эту свободу, сами участвовали, в них как бы вот эта эмоции, ненависть, из-за этого они согласились даже работать с русскими, чтобы вот эту вот среду, ее как бы загасить, то есть ваххабистскую среду. Я их не оправдываю, всех тех, кто так поступил, но они также являются жертвами, то есть из-за этих ваххабистов создалась такая ситуация, что эти люди перешли на ту сторону. Кстати, Мунаев Иса, который в Украине был, он тоже чуть не перешел туда. В свое время Умаров, Докка его отпросил от этого. Я тоже свидетель там, этих моментов. Там Докка сам с ним поговорил, еле-еле он его перетянул, чтобы Мунаев Иса не ушел на сторону коллаборантов из-за ненависти к этим ваххабистам. То есть Мунаев Иса – это чеченский, украинский герой. Он чуть не перешел на сторону русских коллаборантов, кадырок вот этих, которые его пытались перетянуть из-за того, что эти люди были озлоблены на ваххабистов. То есть мы завоевали эту свободу, вынудили русских сесть за стол переговоров, я сейчас их мнение цитирую, да, там, или озвучиваю. Нам удалось перед всем миром, там, когда весь мир даже сюда всунуться боялся, да, там, в наш вот этот конфликт, мы в одиночку, принудили русских за последние там несколько веков сесть за стол переговоров, и такой шанс, который наш народ с кровью, потом, всеми вот этими жертвами выбил, появились вот это ваххабисты, созданные Дугинами, теми же русскими, которые поспособствовали очередной атаке, очередному вторжению. И вот эта ненависть, вот эта озлобленность, она сработала так, что многие, включая, я сейчас повторяю, любому я в морду могу это доказать, что Мунаев Иса, герой чеченского, украинского народа, чуть не перешел на сторону после длительного разговора, переговоров с Доккой Умаровым, который потом провозгласил Имарат Кавказ, который тоже сел на вот эту вот ваххабистскую линию, хотя Мунаев Иса не сел, так на нее и не сел. Я, кстати, с ним тоже, я моложе тогда был, я тоже с ним пересекался, когда уже он все-таки не занял позицию русских. И я помню его ненависть к вот этой ваххабне, да, ваххабистам. И я тогда тоже в этой ваххабистской среде был, но я с ним чуть-чуть так пообщался, разговаривал. И он нормально такой. Я сам недолюбливал там многое в этой ваххабистской среде. Просто в силу вот этого партизанского движения приходилось в этом участвовать. И по его разговору, по его поведению видно было, что он вот эту ненависть испытывал. То есть у него вот такое отвращение, такое своего рода вот эта озлобленность, она была из-за того, что эти люди взяли, появились откуда-то, да, там где-то прятались по норкам, потом появились какие-то муджахиды бородатые. После того, как уже русских вышвырнули с нашей территории. И начали похищать людей, там, кого-то даже там расстреливать, кого-то там зажимать, там, права кого-то там, таких, кто послабее, кто не может там за себя постоять. И в итоге там правительство там, с Масхадовым, вот то, что ролик мы смотрели, да, шариатские вот эти вот всякие, то, что Масхадов принял полное шариатское правление, это потому, что его вынудили вот эти ваххабисты, Сулеймановы, всякие
муслимы, эсэсы, которые по этому интернету гуляют, вот эти всякие, кто у них там в Норвегии сейчас, Закаевский вот этот ваххабист, заместитель эмира Дауда, вот эти все люди, они тогда именно они делали теракты против президента Масхадова, они терроризировали депутатов, вот этот Аяд Идигов, там другие депутаты, они приняли вот эти подлог в Конституцию из-за того, что на них тоже делали давление, вот это ваххабистская среда, да? То есть эти люди их конкретно профинансировали, вооружили, и наше вот это сопротивление, наше в целом государство, у него отсутствовала финансовая, экономическая вот эта составляющая. И получилось так, что у тех и бабки там, и возможности, и все, и они начали уже доминировать в нашей республике. И в итоге поспособствовали началу и сразу разбежались. Вот они везде, сначала они дернули все в Баку, в Турцию, короче. Теперь потом перепрыгнули оттуда, когда их и там разогнали уже, в Баку, там же шииты, азербайджанцы, которые, кстати, очень огромная благодарность. Я там не был никогда, но я знаю и благодарю азербайджанское, и даже вот диктаторское, несмотря на то, что там так называемая система, но все равно там они как бы соблюдали там и соблюдают и сейчас и права там. Я не собираюсь сейчас лезть, да, в их государство, если их народу нормально вот такая вот система вечного президента. Ну, нечего, короче, туда мне тогда... То есть, если там такая культура, то пожалуйста. Но это другая тема. Я имею в виду, и там помогли азербайджанцы много, и из нашего сопротивления, там, как бы, больных и так далее, имеется в виду раненых, нормально не передавали ни русским. То есть, поначалу было, потом там уже из-за этих идеологических, из-за вот этих дел всех азербайджанцев, как и сейчас в Европе, всех кефиров, да, европейцев, как вот сейчас настроили против нас из-за вот этих религиозных, радикальных, всяких отрезаний голов и так далее, из-за вот этих тем, вот так же и в Азербайджане. И тогда эти все ваххабисты дернули в европейские страны. И сейчас сидят здесь, дальше распространяют вот это дело. Исламистское, там, установление сунны, шариата, Коранов, короче. Просто кто не знает, я сейчас разъясняю это, что на самом деле происходит. Из-за этой темы мы понесли поражение, из-за этой темы дальнейшие действия, которые сегодня в мире происходят, они после этого начали происходить. После того, как вот на нас как бы двух зайцев убили. С одной стороны, нас, скажем так, победили, да, ну, я не считаю это победой, потому что мы, чеченцы, все еще есть, но мы понесли поражение вот в этой ситуации, да. Один выстрел это, а второй выстрел это выйти в дамке сразу в мире. То есть в цивилизованном мире русский Путин вышел в дамке. Он реабилитировался, создав вот эту вот тему исламистов, а потом взорвав в России дома, в Буйнакске, в Волгодонске, 2 в Москве. И Рязанский сахар, кто не знает, посмотрите, Рязанский сахар, как они эти теракты провели, как бы они могли бы Путину рейтинг поднять, Гобню привести во власть, реабилитироваться перед мировой общественностью, чтобы их всех пожалели. Ой, какие бедные, у них взрывают дома, террористы чеченские. Вот посмотрите, им дома взрывали, бедные русские, смотрите, их насилуют чеченские террористы. И таким образом они реабилитировались и пришли, вот этот Путин, он взошел на трон. Этот момент не упускайте, господа. Если вам не нравятся сегодняшние ваххабисты, которые орудуют на этих площадках, не ассоциируйте, не перепрыгивайте через реалии исторические. Эти ваххабисты, они нам, нашему народу, нашему государству первые враги. Они нам нанесли вот этот вот ущерб, урон, поражение.
Мы, чеченцы, из-за этой идеологии, из-за этого пострадали. То есть это надо разделять. Наши политические вот эти вот моменты исторические, когда мы вот это провозгласили государственность, потом отстояли Первую русско-чеченскую войну, не ассоциируйте это с террористами. С террористами вы должны ассоциировать ваххабистов, которых создали русские. Дугин объясняет это, как произошло. Дугин объясняет, как создали террористов они, как они нас противопоставили, как они наш народ победили, и тут же, как они реабилитировались, как и в цивилизованный мир, так и их говнявый Путин взошел на трон на этой теме именно. Только потом, в 2008 году в Грузии была пятидневная война. Только из-за этого. Это только последствия этого. Все не с Грузии началось. Все началось с 99-го года. Еще там, с конца 90-х. Вот эта исламистская тема создания исламистов, террористов, ваххабистов, создание в чеченской среде, оно реабилитировало русские. Русские опустились из-за войны в Чечне. Они вообще там с голоду начали сдыхать, им ножки Буша присылали, им безвозмездные кредиты давали, их пытались там реанимировать, реабилитировать, все что угодно. В итоге они использовали карту ваххабистов, создали. Ваххабист-международный исламский терроризм. На этой теме Кадыров Ахмад собрал вокруг себя. Ну, Кадыров Ахмад, когда я говорю о путинских, о русской пехоте. Кадыров Ахмад вообще нифига, кроме исполнения команд своих вот этих религиозных, там то, что он внес свои 10 копеек туда, он просто выполнял вот эту всю операцию, весь этот сценарий, он его, как сейчас и Рамзана Кадырова, его поставили для того, чтобы все как бы претензии, все стрелки, скажем, перевести вот на внутричеченские какие-то разборки. Вот Дугин, как и объясняет, вот так это и происходило. На этой теме они через Ахмад Кадырова собрали всех чеченцев, которые и в Первую войну воевали против русских, которые и победили, которые действительно были мужественные, которые умели воевать. Многих они вот так притянули к Кадырову из-за ваххабизма, который сейчас продолжает все еще вот это вот самое прогрессировать. Из-за этой ваххабистской темы, из-за вот этой темы, они, создав это противостояние, перетянули на свою сторону, там, амнистировали там, и так далее, вот этих людей. И таким образом, еще раз повторяю, Мунаев Иса чуть не перешел туда. Там других каких-то командиров, там, Хачукаева, там, 5-го, 10-го, они перетянули. Там Умаров Докка тоже с многими тогда разговаривал этим. К сожалению, Умаров Докка тоже стал на эти рельсы ваххабистские. И взял полностью, попытался упразднить наше государство, провозгласил имарат Кавказ. То есть он тоже жертва, то есть его тоже в этой ситуации, как и весь мир, сделали русские. Это такая же жертва, как и весь остальной мир. Сейчас все будут там, да не, нас не сделали, там туда. Всех сделали. Путин всех сделал. Вас и нас вместе. Путин и его говня всех сделали. Всех поимели. Я извиняюсь за грубость. Чуть-чуть я вот на тонах говорю. Вот так вот это все произошло. Потом через Кадырова подтянули вот эту вот среду. И им удалось как бы... Эти люди посчитали, что лучше там с русскими вот эту ваххабню как-то, ваххабистов этих,
там осадить. И потом мы с Ахматом Хаджи как бы аккуратно там попытаемся... Это я сейчас передаю мнение тех, кто перешел на сторону вот этих русских в лице Ахмат Хаджи Кадырова. Типа мы с Ахматом Хаджи там попытаемся как бы что-то да, и сделать, да, там каким-то образом частично вернуть какие-то там независимость, какие-то права своему народу. Но это в этой игре они проиграли. Ахмата Хаджи посадили на бочку с порохом на стадионе. И взорвали, и привели тупоголового его сына Кадырова, Рамзана, который тупоголовый вообще. И потом через него, я сейчас, мне его личность, вообще плевать мне на него, да, там, какой он, головый, не головый. Но я констатирую факт. То есть, если его пахан где-то мог высказаться, что пусть там Господь накажет, короче, даже тех, кто этих русских любит. Даже такие у него высказывания есть, даже на момент, когда он с ними сотрудничает. То есть понятно, что он коллаборант, что он именно религиозный институт с давних пор там работал на эту тему. Но среди гопников тоже бывают люди, которые вот как в Грузии там Шаварнадзе был, да, там как еще в некоторых странах, которые все-таки, даже если они гопнюки, они все-таки пытаются в сторону там своего народа, какой-то шаг сделать. То есть это вот такая вот тема. На этой теме нас поделили, потом аккуратно одну сторону перевели под вот эту вот русскую администрацию, и потом вместе с этими силами начали работать уже в рядах гражданского населения. То есть получается так, что перешедшие на сторону русских чеченцы, они борются с общим врагом, который более опасен, чем русские. Это ваххабисты, международные исламские террористы, они же. То есть перешли на эту сторону, и гражданское население тоже в большинстве перешло тоже там на вот такие позиции. И вот этих ваххабистов их не поддерживали. Я был тогда в рядах вот этих ваххабистских джамаатов. То есть я все равно оставался на стороне сопротивления против русни. Но тут все равно как-то неправильно вот это вот. Я сейчас о себе, я вообще там не хочу какую-то свою роль там сказать или там позицию там, я не знаю, важность какую-то показать. Просто у меня, я это проходил, опыт есть. И пришлось вот на этой ваххабитской стороне остаться, и это тебя не устраивает, как бы, но вот это русский мир тебя вообще не устраивает. И вот так многие тоже как бы были между двух вот этих вот зажаты, да, между двух вот этих огней. И вот так, и когда люди узнавали, вот ты в партизанском сопротивлении, и ты куда-то на ночлег, тебе же надо как-то днем где-то перекантовываться, и потом ночью уже другая там ситуация. И гражданское вот это население, которое у нас в республике там, ну, чеченцы обычные, уже к тебе как-то, как бы ты для них вражеская среда, да, из-за того, что вот эти ваххабиты, они до вот это начала войны настроили против себя население. А ты, получается, потом с ними. Ну, когда ты уже чуть-чуть начинаешь с этими людьми контактировать, и они понимают, что ты не такой, да, там, что ты не похищал людей, что ты там в каких-то расстрелах не участвовал, что ты, короче, не из бандитской вот этой среды, то да, отношение менялось, и вот так вот как-то мы выживали в этой ситуации, да, там, кто в партизанском вот этом движении был. Но даже люди, которые стучали на нас тогда,
То есть люди... Ты полностью обвинить людей, которые стучали вот на вот этих людей, которые в сопротивлении были, ты их обвинить даже не можешь толком полностью. Потому что они пострадавшие были от этих же ваххабистов. У кого-то похитили они кого-то, у кого-то что-то отобрали до Второй русско-чеченской войны. Кого-то там прижали, кого-то там палками побили. И у этих людей были свои какие-то обиды, да, вот на вот эту вот среду ваххабиста-террористическую. И ты, вот даже ты где-то, я не знаю, ты на ночлег у кого-то как-то находишься где-то, да, и даже тот, кто до тебя стуканул, пошел там в комендатуру, он там ваххабит, ты сказал. Ты не можешь его, я вот лично не могу полно, морально их обвинить. Потому что они были люди, которые ущемлены были вот этой средой. Я осознавал, что я вообще не виновен в этом. Да? Я такие, как я. Хотя в партизанском движении уже там в последнее время, ну, когда я там был в последнее время, на этот период уже вот этой ваххабни идеологической давным-давно там не было. Она уже давно была. Ваххабисты давно через Баку уже переехали в европейские государства. Они уже здесь, в Европе, сидели и нормально, короче. И гадили здесь. Уже здесь успели нагадить. И вот так в полной мере людей... У меня собственного родственника там расстреляли, ваххабня тоже, ваххабиста. Близкого там человека мне. Вообще не по теме, вообще человек из-за того, да, там он в какой-то неведомственной системе был, но он вообще как бы не причастен, потому что много людей пытались выжить, потому что людей теряли там без вести, короче, к ним с зачистками заскакивали, и имея какое-то там оружие при себе и так далее, они могли хотя бы, им было более надежно в такой ситуации. И вообще там по беспределу вот эти вот всякие проводились, скажем так, убийства людей, которые даже если они в системе, то они твои сторонники, то есть люди, которые против русской оккупационной системы, но вынуждены как-то в ней находятся. А есть те, кто больше русские, чем сами русские стали они, да? Вот такие они как бы явные враги, получается. То есть и вот такая ситуация, когда убивали или какие-то там, я не знаю, диверсионные там, ну, короче, наносили там урон, ущерб или там ликвидировали, убивали людей, которые наоборот сторонники, которые ненавидят этих русских, их режим там. Они ненавидели многие русских, но вот эта ваххабня, она им тоже не по нраву была. То есть ваххабисты, террористы, они им были, не нравились они. Потому что они во время вот этого перемирия, да, между двух войн, они сделали все. Дугины, Джамаль Гайдары, Хаттабы, Хринтабы, вот это все, которые там находились, там отбирали там у людей машины какие-то, да, там кого-то похищали, то есть там вот этим воровством нефти там и так далее. Вот эта вот вся ситуация... Потом битье палками, короче, там людей. Много было тех, кто держали обиду. И вот таким образом вот это все сработало. Вот так вот. Теперь что происходит? Вот теперь в данной ситуации. Сейчас что происходит? Значит, вот эта тема с борьбой с шайтанами, на которой русским удалось неплохо как бы выиграть, скажем, да, в этой игре. Вот эта тема борьба с шайтанами, ее аккуратно... Кстати, вот этот Ахмад Хаджи Кадыров,
там не только они перетягивали на свою сторону ненавистников ваххабитов, они потом в один момент начали и ваххабитов перетягивать на свою сторону. То есть там пытаться их вооружить удостоверениями, типа он тоже как бы, ну, как бы не друг русским, да, там Ахмад Хаджи. Поэтому как бы было бы неплохо, если бы там дерзкие ребята из среды ваххабистов перешли бы, короче, тоже вот там в его подчинение, как бы стали кадыровцами, и, видимо, что-то там у него тоже, я не знаю, короче, либо это трюк был изначально русский, но то, что Ахмада Хаджи Кадырова они сами ликвидировали, это факт. То есть русский, вот его сын, короче, он более нормальная фигура там был, чем отец для них. Потому что отец все-таки, видимо, был какой-то своеобразный, то есть со своим каким-то мнением, со своим видением. И вот так вот, ну сейчас что происходит? Сейчас никаких шайтанов нет. То есть потихоньку этот ваххабизм, который якобы вот ваххабиты, его пропагандирует сам Сала Межиев. Сам вот этот вот, который там сейчас муфти в Чеченской Республике. То есть они как бы слились аккуратно, вот эти понятия ваххабитов и неваххабитов. Да, выстроили там 1500 мечетей. Теперь Сала Межиев, русский, Лубянский, мы его называем Сала Лубянский. Если кто не знает, Лубянка – это штаб-квартира там ФСБ в Москве, расположена на улице Лубянской. Я сам вообще никогда в жизни в Москве не был, но вот по информации, то есть по слухам, как бы научился от людей, что это называют вот так вот, да, там их улица, их это самое, короче, притон находится там на Лубянке. И вот этот Сала Лубянский, он теперь пропагандирует то же самое Ахлю Сунна, хадисы. Тот, кто хадис, хоть одно слово, одну букву из хадисов не принимает, тот надо тому, короче, секир башка сделать. Это муртад, вероотступник. Потом нам они сидят тут, короче, таквиры делают, то есть выносят вот эти приговоры, да, там исламские. Призывают нас, короче, тут обезглавливать, убивать. То есть вот эта вот тема борьбы с шайтанами, она куда-то аккуратно под русский флаг, скажем так, и шайтанов, и всех сейчас пытаются реабилитировать. Вон в Ингушетии ваххабизм полностью главенствует. Вот этот их муфти, религиозный деятель или кто там, как его, Чумак. Короче, вот этот Чумаков, он там орудует сейчас, то есть там распространили они. Я вообще изначально эту картинку сразу же уловил, то есть чтобы уже вот чеченцы уже как бы под русский сапог поставили, теперь им-то какая разница, мы суфисты, ваххабисты вообще, им не интересна эта тема, суфисты или ваххабист, или ты буддист, кто бы ты там чеченец не был, когда мы вообще не знали, что такое ваххабизм, в первую русско-чеченскую войну нас 120 тысяч они убили, во вторую около 180 тысяч положили. То есть им какая разница, ты как ты молишься, как ты пальчик поднимаешь, как ты обряды какие-то делаешь. Вся цель была полностью оккупировать, захватить наше государство, нас поджать под свой русский сапог. Операция как бы прошла успешно. Ну, понятно, что изначально не успешно, но в итоге, использовав вот эту там, религиозную тему, религиозные приемы, в итоге они как бы успешно ее, ну, как бы завершили, скажем так, да? Ну, или пытаются завершить.
И тут что получается? Теперь с этим ваххабизмом что-то же им надо делать. Они же не против себя его создавали в чеченской среде. Теперь этот ваххабизм нужно аккуратно реабилитировать куда-то, да? Куда-то его интегрировать. Желательно под русский флаг, желательно на джихад в Украину, там, на джихад в Польшу, на джихад в Балтийские страны. Теперь с этим ваххабизмом не то, что что-то надо делать, а ну, можно ему найти еще дополнительное применение. Теперь что происходит? Теперь аккуратно создали в Ингушетии вот этого ваххабиста Чумакова, и там установили ваххабизм в Ингушетии. То есть там сколько? От Назрани до Грозного, я не знаю, 70 километров или сколько там, 100 километров. Плюс-минус. Грозный там в Чеченской республике и Назрань это недалеко. То есть в Одессе ваххабизм официально проповедуется, пропагандируется. Здесь он как бы официально ваххабизм запрещен все еще в Чеченской республике, но он как бы, скажем так, вот это суфизм, да, суфизм, который чеченцы там традиционно его практиковали, он, оставаясь, вот его все еще называют суфизмом и делают вот эти вот наши танцы, да, там религиозные, скажем так, ритуальные танцы, они все еще проходят. Но во всем остальном, в отпускании бороды, в носении хиджабов, там, в поднимании рук на молитвах, там вот этот пальчик там на намазе, как правильно им стучать, это все уже ваххабизм. То есть это уже давным-давно ваххабизировалось все. И вот это то, что в Ингушетии создали ваххабизм, это было, я сразу это уловил, да, это когда ты создаешь, я не знаю, строишь какую-то архитектуру, да, там огромное здание или постройку, или ряд, комплекс какой-то, до этого всегда делается макет. Сразу там смотрят, где воду провести, где там канализацию, где ток, свет. И потом уже отталкиваясь от этого макета, чтобы ты там что-то не построил, а потом забыл там провести, ну, понятно, да, там сначала создается макет. Вот этот ваххабизм, который в Ингушетии установили, это такой же макет, который должен примениться на Чечне. Если он там что-то пойдет не так, ты можешь в любое время этот макет там исправить. А тут уже будет сложно, то есть создать макет, посмотреть его, как он работает на деле. Если он сработал, если все нормально, если побочных каких-то действий нет, его можно применить и уже на, короче, конечной архитектуре какой-то, да, потому что если там что-то не так пойдет, то в чеченской среде это будет очень сложно потом исправлять. А тут у тебя такие же люди, такая же культура, можно аккуратно на них как бы это, скажем так, отработать и сюда потом применить. Вот это я изначально сразу, ну, я видел, не видел, я не об этом, просто имеется в виду, изначально это было видно, но оно к этому и шло. То есть оно идет сейчас как бы к завершению. И вот мы сейчас видим, что мы сейчас видим, что вот это вот применяется потихоньку, там, кроме какого-то танца, нашего ритуального зикр, во всем остальном в Чеченской республике пропагандируется, практикуется полностью, насаждается ваххабизм. Точка. Абсолютно там ничего, опять-таки повторяюсь, кроме вот этих ритуальных танцев, каких-то там четок. Остальное все по сунне, вот такой хадис, такой-то аят, такой-то тафсир, бля-бля-бля, 5-е, 10-е, такие-то эти фетвы, это то. Потом, если вы видите, русский пехотинец Кадыров, тот же Сала Лубянский, этот муфти, короче, я уже много говорю, уже даже устройство, короче, мне маяки, такие эти самые сигналы подает.
Короче, вот это целое Лубян, они ездят туда, в логово ваххабистов, встречаются со всякими королями, там, целуются с ними, обнимаются, всякие там короли Саудовской Аравии, там, Эмиратов, с ними вместе. Это и есть логово ваххабизма. Там только ваххабизм, оттуда он как раз и распространяется весь. То есть вот так это все сработало и продолжает работать. И все вот эти ваххабистская тема религиозная, которая в Европе, там, в Украине где-то, я не знаю, на теме сейчас вот это злорадство Израиля, Ирана, это все идет из этого источника, то есть из вот этого муфтията на Лубянке. Главный пахан, я не знаю, там, если бы я как Виндетта был бы грубым, я бы даже высказался, что как бы Аллах, как ты там говорил, исходит на крышу Лубянки, там их вот этого. Ну, я как бы не собираюсь сейчас, да, там религиозные какие-то эти там чувства, не чувства, хотя там приколоться с этого вообще не проблема для меня. Просто здесь есть вообще такие, которые начинают там по стенам прыгать, бегать, короче, на себе там рвать, короче, эти самые волосы, короче, кувыркаться туда-сюда. Ну, надеемся, со временем многие излечатся от этого. То есть вот такая ситуация. Кому интересно, кто хочет понять, что такое ваххабизм, чья это карта, кто ее использовал, кто реабилитировался в цивилизованном мире, кто есть сейчас по сей день, чья она. То есть это надо понимать. Да, там опасно. С русскими очень опасно. И евреи это понимают, и грузины это понимают, и украинцы, и даже американцы это понимают. Да, с русскими опасно. Лучше сказать, что какие-то чеченские ваххабисты, террористы сами появились откуда-то из воздуха. Лучше вот так вот, с таким мнением, как бы продолжать там, пребывать, да? Это самая удобная позиция. Говорить, что Путин появился в 2005 году с Грузией. То, что раньше все было, это как бы исчезает, там, растворяется история. Там. Как-то так я, короче, передаю микрофон. Надеюсь, сумел довести мысль, если кому-то будет интересно. Алло. هذا прием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассалату вассалату вассалату оливье винегрет, зель, кабачков, лепшайторс, аммабад. Пригодитесь свободными. Будьте как шалом всем моим братьям евреям. Евреев тоже приветствую. Подожди, у тебя хлеборезка на автомате, что ли? Тут один... Алло, 29. Хлеборезку закрыл на минуту. Хлеборезку закрыл нахрен. Ну ты задний доезжай, война в сыну. Алло, хлеборезку закрыл свою вонючую дагестанскую. Закрыл хлеборезку, слушаешь? Подожди. Ты мне написал, Смотри, этот самый гость, когда он там салам кто-то дает, просьба не вмешиваться. Потом тебе тоже слово дадим, не проблема. Кумыкский, я к тебе обращаюсь. Машол, кстати, приходи, будучи свободным. И к тебе, как гостю, как не я как гость зашел, он там всякую шляпу в комментариях писал. Да. Тебе, как не чеченцу, тоже могу обратиться на понятном тебе приветствии. Салям алейкум. Алейкум. Я ничего не сказал, я молча слушал, он что-то пишет там в комментариях. Как что мы с миром заходить? Я вложивший фугас патрон Аллаха. Ты меня слышишь?
Я такой, меня Аллах прислал к вам. Хотите Меня в вы или комментариях не нет? трогай, да, я тебе все очень Вы говорю тебе. терпели, должны будете меня Стоп, терпеть. стоп, 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 стоп. Кто терпел? Я тебе ничего не сказал. Ты в комментариях ерунду мне пишешь. У С миром нас заходи, сегодня говорит, один момент. Юзер, извини, я тебя с Кумыкским перепутал, потому что у него тоже включенный был микрофон. Юзер, один момент. Вендетта. У нас сегодня тема политическая, и понятно, что ты, короче, то... Хорошо. Давайте дальше идем. Не, ты можешь, короче, высказаться, просто про вот эти фугасы, патрон. Хорошо. Аллах спускается в 3 ночи на крышу Лубянки и раздает указания Путину, как нужно на Кавказе фильтрованный ислам втирать. Вот Дугин, видите, наш брат-мусульманин, который прямо на доске объясняет, как нужно разделять целые народы. Тот ислам, который естественным образом, тоже блеф, конечно, произрастающий, но сюда внесли чистый шарипат, чистоган, и полностью, начали обтирать друг друга, полностью разделили народ. И сегодня те, кто в Европе сидят, им чистоган проповедуют, а домашним как-никак суфизм и вот этот шарипат, втирают 50 на 50. Те, кто в Европе сидят, говорят, что всех их будут, секир башка делать, как оттуда русские уйдут. В Турции, которые сидят, то же самое говорят. Нету вообще нам втирали, что ислам делает нет, ислам как-то раз таки разъединяет. И начинает друг друга, секир башка делать. Мы это видели. Впервые вообще в истории чеченского народа официальное дозволение у друг друга секир башка делать, вот эта идеология дала. Единственная идеология, единственная, так называемая, в кавычках, это даже не религия. Это не религия, это захватническая имперская идеология, которая полностью, как вирус, любой народ, куда ему дает добро, зеленый свет, он полностью уничтожает целые народы, этносы. И мы это видим на всех вот этих народах, которые оприходовал их. Афганистан, Ливия, Сирия, Ирак, Египет, Ливан, Судан. Везде посмотрите, во что превратились эти народы. Полностью, забыли, потеряли связь с корнями. Ни языка, ни традиции, ни культуры, ничего не оставили. Даже исторические артефакты взрывают, уничтожают, вековые. Несколько тысяч лет, которым исторически, это просто взрывали их. Сирия, Пальмира, помним. Представляете? Культура, история, которому несколько тысячелетий. Просто ислам пришел и все подряд, закапывают. Как Умар бин Хаттаб делал, когда завоевал вот этот Египет, полностью сжигал их вот эти вековые, истории. Те, кто писать умели, оттуда их самых, башковитов тоже в себя забирали в халифат и заставляли писать, и говорили, что это арабы пишут. Арабы вообще, не арабы, вот эти бедуины, никакой не писать, не читать не умели. Ваш пророк не умел писать, читать. Это захватническая имперская идеология. Тем же самым занимается и сегодня русский мир. Там, где русский язык, идут защищать русский язык. А там, где мусульмане, шарипат приходит защищать мусульман. Это вирус закидывают туда и приходят защищать. Не, у себя дома нужно защищать. Потому что в 6 аятах Аллах и в достоверном сахих хадисе пророк отрекается от мусульман, которые живут среди кафиров, подчиняясь таутским законам. Вам нужно всем переселиться, хиджу сделать. Потому Можно что... вопрос тебе задать теперь? Бисмилля. Как ты относишься к американской политике и к этой стране в целом? Как и положено, как демократическому государству. Можно теперь узнать, Как? что двигало демократическим государством, когда она вторгалась в чужие страны, уничтожала? Не вопрос. 30 тысяч человек убить средь белого дня на улице, расстреливать, как тараканов. Это нормально, да?
Подожди, это ты о Это, чем говоришь? это нормально средь белого дня расстрелять за неделю 30 тысяч человек, которые не согласны с твоей политикой? Где я тебе сказал, что это нормально? Ну вот, поэтому вторгаются. Правильно Ты говоришь про делают. 11 сентября. Я говорю сейчас, который перед всем миром, что увидели. 30 тысяч человек. Этот ваш хуймени халиф средь белого дня за неделю убил 30 тысяч молодых людей, которые не согласны с шарифатом. Как иранский халиф? По неофициальным, еще без вести пропавших, там около 50 тысяч цифр. Ну, запытанных, как у нас, запытанных, загубленных душ. У нас тоже 30 тысяч человек без вести пропали. Теперь я могу сказать, Да. у многих из вас есть симпатия к демократии, вот к этой западной культуре в целом. Я ничего не хочу как-либо кого-либо оскорбить. Я тебя сразу подправлю. У нас не то, что есть симпатия. У чеченцев вообще по своей натуре это демократическое общество. А вот с кем ты говоришь, у нас сейчас как раз идет эфир Чеченской демократической партии. Так Хорошо, что я об этом и говорю. там не просто какие-то симпатии, а мы сами демократы, что именно есть. Хорошо, а теперь можно я кратко перескажу? Дай я хоть поприветствую своими братьями. Стоп. Потом приветствуешь. Пускай сначала выскажется приветствие, никогда не опоздаешь. Да. Мы с Арги маршал до Албарасом, Ибрахим. Все нормально. Он маршал. Теперь Говори, я тебя перебил насчет симпатии, там, демократии. Я просто подчеркнул. Да. Ты как Хорошо, раз смотри. ты сейчас находишься в среде демократов. Не совсем понимаю, как работает демократическое государство в Соединенных Штатах, потому что если брать изначально основание вообще Соединенных Штатов как страны и как изначально колоний, которые там основывались и как европейцы туда приходили, то если мы возьмем изначально, я сейчас приму более удобное положение, чтобы разговаривать. Вот смотрите, если мы берем Соединенные Штаты как государство и как вот изначально, это европейцы, которые переселились на чужие земли. Это так? То есть эти земли были заселены до них. Это люди, которыми не двигала, возможно, никакая религия. Не двигала никакая религия. Если мы не берем... Ты о ком говоришь? Ты можешь... О основании Соединенных Штатов и о ее истории, и о том, почему вам симпатизирует это государство. Почему мы сейчас говорим о Америке? Подожди. Потому что мы находимся... Ты хочешь о Америке поговорить? Да? Нет. Я хочу спросить вас, почему вам симпатизирует страна, которая основывается на крови, на убийствах, на геноциде, на арабском труде. Потому что ты сейчас... человечность. Ты должен знать, что такое человечность. Понимаешь? Смотри, человечность? Подожди, кумыкский. Смотри, более там 90, если не все 100% россиян, в частности русских, так, мечтают жить в Америке. Просто мечтают. Но все говорят, ой, какая плохая Америка, и каждый из них жаждут туда попасть и ходить по Америке и кричат, я русский. И почти дети всех министров, министр иностранных дел Лавров, его дочь имеет американское гражданство и живет в Америке. Вы просто представляете? Просто все боятся друг друга, там, ну, скажем так, образно говоря, такфиров друг друга, да, это у них русских такфиров. Русских такфиров. Да, кто как бы за Америку, они сразу такфир делают. Ты, кстати, тоже подпал под эту пропаганду, к сожалению. То есть,
если ты за Америку говоришь, тебе уже русский такфир делается. Ох, как ты мог, там, туда-сюда, вот такая тема. Поэтому они как бы под Аулия косят, то есть под этих, под праведников друг перед другом. Не, Америка это зло, туда-сюда. Но каждый из них хочет туда попасть. Еще добавь, вот эти олигархи, которые, вот политика антисемитская, еврейская, настраивают вот этих муджайдов против евреев, но имеют гражданство еврейское, покупают гражданство еврейское, там выкупают целые бизнесы, недвижимость в Израиле, чтобы спрятаться потом за пазухой евреев. Под юбку евреев потом залезть. Потерялись, участники потерялись. Я никого не вижу. Почему? Что участники? У тебя наверное, какой-то баг, видимо, у тебя. Ну, тебя слышно. Да, слышно. Да, вы меня слышите? Нет, я вот конкретно за какое-то государство не выступаю ни как за Россию, ни как за... Мы выступаем только за демократические цивилизованные страны. Мы тоже хотим такую же страну. Да такую же страну хотим. Ты хочешь строить свою страну? У нас уже есть, просто у нас отняли ее. У нас есть конституция, основана на демократических принципах 1992 года. Конституция есть демократическая. Америка построена как государство. Куда ты лезешь? Не надо за океан лезть. У вас в Российской Конституции записано, хотя у вас там никогда не было, нету демократии, что ваша Российская Федерация – это демократическая страна. Почему ты недоволен? У тебя паспорт в кармане, в который у тебя написано, что вы демократическая страна. Куда ты лезешь в Америку? И почему сейчас мне кидаешь предъявы, когда я спрашиваю о том, какая демократия? Чем ты недоволен? Демократией недоволен? И давай в Афганистан переезжай. Я тебе сказал, что я недоволен демократией. Ну ты же понимаешь, демократию. Почему вы симпатизируете демократическому государству? Та демократия, которая сейчас практикуется в Соединенных Штатах, не та демократия, какого черта лезешь в Америку? У тебя все хорошо, да? У тебя проблем больше нет, кроме Америки. Человек. Алло, 29-й, тут балаболит, это не мешки ворочит. Я говорю, у тебя все хорошо дома. Ты сейчас в Америку лезешь, ты у себя дома все привел в порядок. Какая демократия? У тебя дома все хорошо, да? У тебя все проблемы ты решил. Подождите. Что такое демократия? Давайте не в унисон говорить друг друга, все-таки по очереди. Этот буксует просто чеченец. Не, я не понимаю. Подожди. Мы сейчас можем обосновать, аргументировать, тот, кто буксует, кто не буксует. Просто не перебивай друг друга. В силу чего Вендетта взял за основу то, что российское государство мне симпатизирует. И вот я за него сейчас сижу и рассказываю, что я через призму вот здесь так, а там так, вот на Западе так. Я спросил, какая демократия конкретно просто вам симпатизирует. Я тебе объясню, ты просто кумыкский, и вы как бы кумыки, вы россияне. Ну, как бы языком иностранцев вы Russian, русский. Поэтому как бы ты их, скажем так, гражданин, и ты как бы пытаешься дискредитировать, что ли, или как бы негативно дискредитировать американское общество? Ты просто негативно высказываешься о Америке, и он тебе поэтому педалирует на то, что посмотрите лучше себе под нос, понимаешь? У американцев очень много есть чему поучиться. Это самые, наверное, патриотичные люди на земле. Они очень сильно любят свою страну. Здесь такого не будет в Дагестане. К чему я привел Америку? В Дагестане, говорю, в России. К чему я привел Америку? Я говорю о том, что сейчас там та демократия, которая была заложена античным обществом, античным строем, она не работает. Нет такой демократии. И у вас конкретно я хотел спросить, если бы вы, например, строили свое государство, какой демократией вы бы основывались? Потому что античная демократия и американская демократия — это разные вещи.
понятно, это часто вопрос, который здесь задают, да, то есть люди, которые не понимают, когда идет речь о демократии, что это такое. Просто тебе правильно надо понять само слово демократия, его вообще значение. Демос, кратус. Демос – это народ, кратус – это власть. То есть, когда идет речь о народе, который и есть власть, вот тогда речь идет о демократии. Все. Остальное, какая она, никакая она. То есть, если демократия в ранге государства, то есть в формате государства мы ставим демократию там, то что у нас происходит? Народ – власть, и народ делает устройство в своем государстве, как он хочет. Вот и все. Если ты американец, соответственно, у тебя будет английский язык. Соответственно, у тебя будет все то, что тебе приемлемо и тебе, ну, грубо говоря, по кайфу. Точно так же, если ты какой-то японец, у тебя будет свой японский язык, своя японская культура и все, что по кайфу вам, японцам, да, там, ну, им, японцам. Если ты чеченец, соответственно, у тебя будет свой чеченский язык, свой чеченский самобыт и все, что тебе, чеченцу, вам, чеченцам, по кайфу и приемлемо. Все, вот она, демократия. Так, а не я могу задать тебе встречный вопрос? Система какая-то, ты берешь там какой-то американский язык или русский язык, берешь кому-то, навязываешь русскую культуру, это как раз-таки и есть диктатура. Алло. Ты не понял меня, возможно, но я хочу задать тебе вот такой вопрос. Не, я тебе просто хочу объяснить вот это неправильное понимание. Вы хотите, как в Америке. Конечно, хотим, как в Америке, чтобы у нас технологии были. Конечно, хотим, как в Америке, чтобы у нас развитие, свобода там была. Так я же не сказал, что Америка плохая страна. Я спросил, вы хотите демократию, как нам? Вот как в Израиле медицину бы хотели, как, я не знаю, там в Европе свободу, там, волеизъявления там, и так далее. Много чего мы хотели бы. Мы это как тоже у всего народа надо это опрашивать. Ну, в любом случае, примерно образно я, да, так могу накидать тебе там такое, это самое, это, ну, мысли. Я хочу тебе вопрос задать. Очень сильно меня беспокоит этот вопрос. Ты извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но я хочу тебя сейчас спросить, знаешь ли ты какое-нибудь государство в современном мире, в котором человек безродный какой-то плебей может входить в государственные структуры, в государственную как бы думу и управлять государством? Какие-либо законы принимать? Любой человек имеет право входить в государственные структуры по ныне действующей Конституции Чеченской Республики, то есть гражданин этого государства. Если же вот чеченский народ сочтет нужным, что нет, только должен быть там вот с таким родом, или должен быть вот с таким, я не знаю, телосложением, или вот с таким цветом кожи. Если чеченский народ сочтет это, вот такое вот дело важным, вот это и будет. Это и называется демос кратос, когда народ и есть власть, как этот народ сказал. Не муфти сказал, не какой-то там имам сказал, не какой-то там Коран и Сунна, твоя версия, или Ибн Касирская версия, или какая-то другая версия, там Абу Адель. Вообще плевать, как сказал чеченский народ, вот так вот будет. Это я имею в виду про чеченцев. Как в Израиле сказали евреи, только так и будет. Как в Америке сказали американцы, вот так и будет у них. Вот это вот демократия, если ты не понимаешь. А там какие-то эти, да, уже культурная там составляющая в государстве, там какие-то вот эти, я не знаю, сейчас распространенные вот эти ориентация, там 5-10. Это не кому-то извне решать. То есть народ решает это. Нам вот так или вот так.
Ты мне рассказываешь про то, как ты бы хотел это видеть, правда же? Я не хотел, алло, Демос Кратос, я хотел вообще по-другому. Я хочу вообще по-фантастически, но я не имею права, у меня нету каких-то полномочий, да, там, на народ, на какие-то их, это самое, я ничей не этот, ни король, ни бог. Я такой же равный гражданин. Ибрей, можно вопрос? Гостю. У вас в Дагестане народ решает или Меликов решает? Кто главный в Дагестане? Народ или Меликов? В Дагестане главный Путин. В Дагестане главный Путин. Ну, Амир там местечко Меликов у нас. Меликов жизнью берет сколько хочет. Меликов просто выполняет команды, данные Путину. Это правда, это правда. Меликов сам по себе. Кто вообще знал его фамилию до того, как он пришел на пост главы республики? Это просто что за человек? Это исполняющий обязанности какой-то вот тип, и все оттуда идет из Кремля. И точно так же... Путин, халиф, Амир, вот этой республики. Вот, давайте чуть-чуть перекинем. Юзеру тоже там микрофон. Юзер, тоже вписывайся. Да нет, да. Послушай еще раз. У меня там были вопросы, я уже забыл. Ладно, тогда Кумыкский и Вендетта продолжайте дискутировать. В Афганистане, говорю, в Дагестане шариатские законы главенствуют или русские конституции? В некоторых селах шариатские законы. Да? На Махе у вас еще есть, да? Еще Гимры есть. Туда любой человек не заедет. Его потеряют просто там. Российские законы не действуют, да? Нет, там блокпосты, чтобы лишние люди не заезжали. Прикинь, свой Афганистан у вас есть, прямо в Дагестане. Ну, это когда имам Шамиль был, с тех времен остался. А вы кумыкский шариат не хотите у себя в Дагестане? Здесь много народу. Хотите или нет? Ты что подразумеваешь под шариатом? Главенствование араба над нами? Закон Аллаха. Закон Аллаха твердит, что халиф должен быть курейшит. Это еще почему? А ты что, хочешь, чтобы русский у вас главенствовал дальше? Почему я должен выбирать между русским и между арабом? Почему Вы не выбираете, это вы должны слушать Коран и Сунну. Там прямо говорится, если даже два человека останется на белом свете, и среди них один будет курейшит, он будет халифом. Вас вообще никто ничего не спрашивает. Типа араб, что ли? Ты очень смешной человек. Конечно. А во время имама Шамиля же не было арабов там. Имам Шамиль тоже была царской наложницей, которая потом уничтожила 70% мужского населения, поехала в Калугу и жила там как царская наложница в усадьбе. Оттуда ездили в Мекку, шныр опущенный. У тебя факты есть, да, то, что он такой? Факт есть, да, пенсию получал. В Калуге, в царской усадьбе жил, в резиденции, наложницей стала царской. Подожди, до того, как он это все сделал, он до этого очень продолжительное время вел борьбу с русскими. Где он воевал? Один эпизод. Подожди, что за борьбу он с русскими вел? Можешь объяснить? Этому отдельно в истории посвящена книги. Что за борьбу? Независимость. В каком? Вопрос? Он что, тагутчик был, что ли? Какая независимость? Независимость Бубажа. Он за тагут воевал, я не пойму. Почему он за тагут воевал? Я могу, подождите, я хочу... В исламе есть понятие джихада за установление слова Аллаха. Подожди, ты меня независимость такого... Ты не можешь быть независимым, ты должен подчиненным быть халифу. В исламе независимости не бывает. То есть есть Коран и Сунна, которые нужно следовать, а не независимость какая-то. Причем тут я вообще не понял, какую независимость. И что, и долго? Дагестан воевал за независимость? Дагестан тоже воевал. Где, когда?
Вы историю плохо знаете. Какую независимость? Ну, объясни тогда, где за независимость, какую независимость? Не, я не сказал, что он за независимость воевал. Я сказал о том, что он воевал за то, чтобы Дагестан не входил в состав России. Но под каким протекторатом? Какой Дагестан не входил в состав России? Имамат. Там какой имамат? Никакой имамат нету. Дагестан вообще вышвырнул оттуда Шамиля, который вот эти шариаты там пропагандировал. Им никакие шариаты там не нужны были. Как вот и сейчас, в 1999 году, когда в Дагестан Багаудины, вот эти всякие там установить хотели шариаты, притащили туда чеченцев с бомбами там всякими. Там народу вообще нафиг не нужен никакой шариат. Они в Дагестане шариат хотят чеченцам установить. Потому что сегодня в Дагестане Махачкала является неофициальной столицей геев на Кавказе. Я извиняюсь, я цитирую. Да. В Махачкале 2 гей-клуба есть в центре. Бисмилля. Так их Вендетта открыл у нас. Да. Вы нам шариат, а мы вам гей-клубы. Просто больной человек, с ним очень смешно спорить. Здорово, я не знаю, что с ним, не смотрел. В Дагестане свободу, я не пойму, кто хочет там свободу, что такое свобода вообще? Горская республика. Не, Горская республика – это другая тема. Да? Горская республика – это государственное образование, в которое входили и Дагестан частично. Так. Вот это уже понятная тема. А когда мы говорим про Муллу Шамиля, то там нету никаких каких-то независимостей. Там есть именно вот это религиозное движение. Так вы зацепились просто за его слово «независимость». Он в целом хотел сказать, что Шамиль воевал против русских за то, чтобы не входить в состав России. Я понимаю, он просто что-то слышал. Скажи им, Шамиль, каким боком вообще к вам относится? Я сейчас объясню, откуда эта тема, да, и кем эта тема, она пропагандируется. То есть, что Шамиль – это освободитель, там, борец за свободу и независимость, а чеченцы – это злые какие-то ублюдки, которые вообще сами не знают, непонятно, что хотят. То есть эта тема, она не сегодня кем-то придуманная. Это уже на протяжении там, с 18-го и уже полный рост в 19 веке пропагандируется. То есть, что и сейчас последние 2 русско-чеченские войны нас преподносят не народом, который хочет в своем государстве жить независимо, а какими-то там ваххабистами, террористами, устанавливающими шарикаты там всем. И точно эта же тема, она вот привязана, подвязана и к Мулле Шамилю. То есть Мулла Шамиль, который устанавливал шариат, и который чеченское национал-освободительное движение перевел в ранг междоусобицы установления шариата в Чечне, он вдруг стал борцом за независимость. А чеченцы, которые были борцами за независимость, за национал, за свое государство, за то, чтобы быть хозяевами на своей земле, они стали какими-то бандитами, чем-то непонятным. И об этом не просто русские там говорят, а даже казаки воспевают эту полную чушь, то есть полную ложь, да, лукавство. Я сейчас вам покажу. Админ, я тебе скину сейчас, просто включи, вот, чтобы поняли тоже гости, что происходит на самом деле. Богу поклонялся. Знаю вы, что это? Имам Шамиль. Как поклонился русскому царю Богу. Наклон сделал. Тебя эта тема сильно задевает, да? Да, опущенный имам Шамиль. Так вы же его выбрали, что ты меня опущенный говоришь? Вы его не выбирали, его Аллах выбрал. Аллах выбрал. А чеченский народ его сначала возвысил, потом опущенным сделал. Вот, кстати, тебе как раз по адресу ответка пришла, Вендетта. Это твоя постоянная ошибка. Да.
когда ты хочешь упрекнуть, У например... него есть ненависть к дагестанцам. Да, кумыкский вообще никакого Дагестанцы. Это кто такие вообще дагестанцы? Один момент. Кумыкский вообще никакого отношения не имеет к муле аварскому, муле Шамилю вообще. Вот юзер тоже непонятно, может он лезгин, даргинец, вообще никакого отношения. И когда ты берешь аварца, какая разница для кумыкского или для даргинского, чеченский герой или аварский герой? То есть тут такая тема, когда ты берешь сам все народы, малые народы Дагестана, народности, берешь в одну кучу, как бы ваш какой-то Шамиль. Нету никакого вашего Шамиля. Шамиль – это человек, который сделал имя на чеченском народе, то есть как хатаб, да? Что такое хатаб, вообще никто не знал, с чем его едят. Когда чеченцы притащили этого русскоговорящего, там, по всей видимости, выпускника Института дружбы народов и посадили его себе на шею, Афганистан сотрудничал с русскими. Это, админ, включи, покажи персону Шамиляш. Ну ничего, чуть посмотрим. Опущенного имама Шамиля. Один момент, ветеран. Вот там зрители, да, кто сейчас смотрит, будет там в эфире, в повторе смотреть. Если вы посмотрите там исторические какие-то моменты, вот этот завоеватель, там, колонист, он завоевав какой-то народ или там колонизировав его, они стирали его героев, а лжегероев каких-то, которые с ними работали, из них, как правило, они делали героев. Вот во Второй русско-чеченской войне сейчас нам популяризируют Ахмата Хаджи. То есть вот этот колонизатор в 20-21 веке, к сожалению, которым мир профукал, да, то, что происходит, вот эта колониальная система установила Ахмат Хаджи, а наших реальных героев, которые боролись
против завоевателя за свободу, независимость, отдавали жизни тысячами. Это бандиты, там, понимаешь, какие-то там сепаратисты, потом уже впоследствии там ваххабисты, террористы. Изначально они как бы сепаратисты, экстремисты, вот такая тема там была, бандюги. А русские, то есть человек, который сотрудничает с русским миром, он герой. Он первый президент, он первый имам, он первый шамиль. Вот так вот это работает. Поэтому, посмотрев, как русские, вот эти якобы казаки вообще-то украинские, это вообще другая тема. А вот эти вот манкуртские какие-то, без опознавательных, они как раз поют, воспевают своего героя. То есть, если вы видели в начале, на горе стоял Шамиль, он Богу молился за свободу, за народ, видите ли, да? Шамиль, который устанавливает шариат, имам Шамиль, за свободу, за народ низко поклонился. То есть Ахмад Хаджи, который коллаборант, там, сотрудничает с русскими, это герой, президент, там, Ахмад Сила, а вот там Джахар Дудаев, там Масхадов какой-то, там Шамиль, это все там бандюги, понимаешь, там всякие там сепаратисты и так далее. Вот так вот это работает. Точно так же и здесь в начале Шамиля, там, он за свободу, шариатчик Шамиль, джихад, там, устанавливающий это, который взял все чеченское национал-освободительное движение посредством вот этих религиозных приемов и манипуляций, перевел в статус междуусобной войны, да, там, когда один населенный пункт пытались там шариатизировать, там, и туда вот этих на тот момент там джихадистов как бы вели, противопоставляли своих против своих, да, и вот таким образом чеченцы понесли поражение в так называемой Кавказской, а по сути русско-чеченской войне там 18-19 века. И что у нас получается? Здесь воспевают у нас Шамиль за свободу, за народ низко поклонился. А потом про чеченов поют. Чечен молодой в озере купался, на казаков напорол, без башки остался. То есть там какие-то чечены, ублюдки, да, без башки, без штанов и так далее. Вот так вот это работает пропаганда. Сувейла Саид Машов. Я что хотел сказать? Я этого вашего собеседника слушаю. Ну, мне за него стыдно. Ему-то не стыдно, мне стыдно. Он какие-то претензии предъявляет, спрос там, Шамиль, там, туда-сюда. Наш герой, когда ему представляет доказательства, кем он являлся на самом деле, он от него сам уже отказывается. Это вы сами его выбрали туда-сюда. Шамиль был агент. Не отказывал, я же слушал же. Я же таких характеров, таких как ты же, я знаю. Да. Знаешь, тысячами я видел, таких как ты, я же тысячи видел. У меня школа пройденная, ты знаешь, то, что ты не видел, я много раз сериями видел. Ты сразу от него откажешься, вы его сами выбрали. Они как-то легко отказываешься, когда тебе сказали, привели факты, что воевали чеченцы. Кумыков там не было. Война шла в Чечне. И Марат был в Чечне. Столица была в Чечне. И когда уже чеченцев уже не оставалось, некому было воевать. Даже он там, то, что с чеченцев собирал, все, дань. На телегах он увозил даже копейки вот у этих сирот женщин, которые он собирал, он ничего не оставил. Вот с этим, со всеми деньгами, со всеми богатствами оттуда свалил, когда уже у чеченцев не осталось некому было воевать. Конечно, сегодня прикрывая Шамилем, как в Дагестане обычно делают, люди, которые вообще не воевали, ничего. Какая независимость? Дагестанцам, прежде чем против России воевать, у них еще раньше, 100 лет до 200 лет до появления России, была возможность освободиться. Это против ханов, Уцмеев, Шамхалов. У России-то больше сил. Они даже вот как рабы, они вот перед Шамхалами, ханами
Какая свобода? Дагестан когда будет? И сегодня не будет он. Просто чеченцев все время подставляли, использовали. Он уехал, и ему сначала 10 тысяч рублей серебром годовую. Потом царь посчитал, что мало, еще 5 тысяч прибавил ему. Он всех своих жен, там, родственников всех забрал и жил. Летом для него резиденцию снимали. В Одессе отдыхал он на море. Когда тебе факты приводят, он говорит, вы сами выбрали. Сначала ты хочешь, прикрываясь, что типа за что независимость? Чеченцев использовали. Турки использовали его, и других много использовали. Присылали своих эмиссаров, давали деньги. Там 5-10 ружей, там золотых ему, серебряных, украшенных. Там и деньги тебе, вот давай, поднимай. Дагестанцы не пошли, пошли чеченцы, обманули. Как сейчас, в 99 году. Как в 1877-78 году. Турки использовали каждый раз, когда русско-турецкая война шла, они присылали эмиссаров, чтобы поднять на Кавказе. Но никто, кроме чеченцев, не поднимал. Еще черкесы поднялись. И мы знаем, что из этого получилось. Ты просто хочешь сделать, а за свои слова не отвечаешь. Ты сначала ответь за свои слова, и потом ты можешь кому-то что-то говорить. За какие слова? Я все. Ну, тут видишь, какая ситуация. Не смешно то, что он говорит. Смотри, вот чеченского пацана, да, там все подстрекали, который во Франции, ну, я его, когда пацан называю, это не оправдательное, да, за него заступничество. Пацан – это его возраст. Вот этот вот чувак, да, который обезглавил учителя во Франции, его подстрекали в соцсетях. И, кстати, когда он отрезал голову этому учителю, да, плюс 32, осуждаю, там, не осуждаю, понятно, да, там, наша позиция по отношению к этому будулаку, да, как мы его называем. То есть будулак – это вот такой вот человек, которого можно использовать, там, пускать на результат религиозный. И вот этого использовали, ну, скажем так, подстрекли его. И когда он даже отрезал голову, у него есть обращение в соцсети, в своей соцсети, куда он зашел, там вот эту голову показал его, и сделал аудио, вот это, ну, видео, аудио обращение, заявление. То есть на русском языке во Франции проживающий пацан, которого в 3 года привезли во Францию, который вообще, не, там, кроме французского, чеченского, там, на ломаном русском, объясняет своим братьям в соцсетях и говорит, я сделал это, я убил его туда-сюда. То есть делает отчет. Понятно, что он не чеченцам это говорит. То есть он говорит это братьям-мусульманам, которые там его подстрекали и подстрекают всех чеченцев там, против кафиров, мафиров, сами оставаясь где-то в тени там, и так далее. И потом что происходит? Когда этот пацан это сделал, ну пацан, да, там террорист, он, его загасили, и сейчас, когда мы эту тему попытаемся спросить у всех религиозных вот этих там людей, да, там, у салафитов, ваххабистов, короче, этот пацан, он герой уммы, он сделал правильно, все от него открещаются. То есть все русскоязычные мусульмане там и так далее. Нет, он там не так, надо было не так, он не так сделал. Вот так это все работает. То есть идет сначала подстрекательство, как вот в Дагестане в 99 году чеченцы живут в своем свободном, независимом государстве, Багаудины, Хачалаевы там создают какой-то конгресс Чечни. Вообще название, посмотрите, конгресс Чечни и Дагестана. Американское название конгресс тагутское взяли специально. Это кто это как не ФСБ сделает, да, чтобы там прикрепить этот американский след туда, да. Конгресс Чечни и Дагестана взяли туда, втянули Шамиля, который поехал на этой теме религиозной, поддался, скажем так. Затащили туда и полностью сами там начали в спины из винтовок стрелять. Хотя эти люди спасли многих из Карамахи и Чабанмахи, вывели там вот этих ваххабистов, ну хоть они и ваххабисты, там детей, женщин, которые окружили, там находились. То есть вот в этой ситуации там начали в спины стрелять.
И даже вот дагестанские какие-то политики, чуваки, там ездили там, в Европарламент, там, ПАСЕ, парламентскую ассамблею, и есть вот эти аудио, видео их какие-то обращения, которые они там делают, и чеченцев называют там террористами, вы их считаете там типа борцами за независимость, для нас они эти самые убийцы, террористы, люди, которые пошли в Дагестан помогать братьям-мусульманам установить там, отделиться там и так далее. И которые лишились из-за этого, по сей день мы лишились нашей государственности, да, вот, по всему миру 300 тысяч мы раскинуты по Европе. Самый бесправный регион, это вот в этой Русне, да, там ожесточен полностью. Людей на бутылки сажают, в первых рядах закидывают Украину куда-то, кто штрафовались. Вот в такую ситуацию вогнали, да, и сегодня еще там говорить, короче, там, религиозные какие-то темы. Когда шла Первая война, 20 дагестанцев не было. Я же знаю, там сколько, 100 с чем-то человек в джамаате Хатаба было. Ну, где-то половина немцы, не немцы, а чеченцы, арабы, дагестанцы, карачаевцы, там турки, там курды, арабы. В общем, где-то 100 с чем-то человек. Ну, и где-то до 20 дагестанцев. И вот 20 человек где-то было. И после войны вот эти люди на свободу чеченского народа, будет грубо, насрали. И вот эти жулье, варье начало заниматься серией преступлений. И этих людей в Чечню привозить, чем только не занимались. Представьте? Что, у дагестанского народа не было шансов, как у чеченского народа, воевать за свою свободу, что ли? Дагестан-то. И в первую ж не воевал. Так же, как во времена Шамиля. Люди-то не все глупые, не слепые. А чеченская демократия ни дагестанцам, ни кумыкам переживать не надо. Если вы не хотите демократию, будете жить под пятой России. Ну, за чеченцев демократию, обсуждать какую-то демократию. Надо ли этого чеченцем быть настоящим? Только настоящий чеченец может при настоящей демократии жить. Здесь про Америку, там про что-то говорить не надо. Вам нравится Россия? Вот живите под Россией. Настоящим чеченцам это не подходит. А Дагестан никогда не освободится. Там 32 народности. В одном селе один народ, другой. Они никогда, даже от своих господ они не избавились тогда. Хотя был шанс народу. Я 18, 17, 19 век говорю. Так, ладно, у нас есть еще спикеры, тему. Можно тоже немного по другим темам пройтись. Желающие высказаться там, позицию свою какую-то. Прям, я знаю, если в Дагестане борьба за свободу шла, сколько чеченцев воевал бы, я знаю. В Дагестане. Я говорю, 20 дагестанцев. Не больше. Не больше 20. А у нас туда поехал, в Сирию 10 тысяч там, порядка, 5-10 тысяч поехал. А здесь соседний Дагестан, представьте, что? Нет, там цифра 14 тысяч. Понятно, да, что там... А здесь рядом Чечня, как говорится, и джихад идет рядом. Представь, как они говорят, джихад тут. Здесь рядом, если не мусульмане, джихад, не дагестанцев, джихад, что есть 20 человек. О чем вам говорить? Вы насрали на чеченский народ, на свободу? Там вообще-то тема, почему у вас 20 человек, она не должна вообще стоять, да, такого вопроса. Вообще-то нам никакие 20, там, даже те 20, которые были, это наши как бы помощники, там, наши герои. Но там даже не в этом вопрос. Вопрос в том, что сам-то Дагестан о какой-то свободе вообще говорит. Дагестан, там сколько 2-3 черкеса, там где-то там, ну, какое-то количество ингушей, какое-то количество там, да,
несколько кабардинцев, там, я не знаю. Нам не надо как бы у нас что-то делать. То есть мы-то сами, у этих самих народов, вот, где их воля к свободе, где их воля изъявления, вот это вот непонятно просто. И, маршалла, всем добрый вечер, шалом. Я вот хочу, вот задаю вопрос, да, но обычно я задаю мусульманам. Но вы вышли оттуда, и я хочу задать тот же самый вопрос. Почему религия ислам, она несет преследование людей именно силой, тоже привязывает себе к вере. И если, не дай Бог, там скажешь, что там про как там Мухаммада или про веру, сразу достает нож и давай рубать всех людей. В чем этот фанатизм? Откуда взялось вот это все дело? Как бы вот у нас нет такого, ну вот там скажешь там что-то про нас, но мы улыбнемся и дальше пойдем. Ну там. Вот я кроме на религию вопросов больше не туда. Вот а можешь мне объяснить? Откуда такая агрессия, откуда такое преследование? Вот даже там, если ты вышел из ислама, тебе надо убить. Ну вот же твои чеченские братья тебе могут объяснить. Пускай объясняют. Ну ты тоже мусульманин, кстати. Тут видишь... Вот твои чеченские братья тебе объясняют. Да, твои братья, евреи, что? Подожди, да, брат это тот, кто готов... Брат это тот, кто с тобой как бы солидарен, с тобой готов тебе помочь. Да, ты правильно называешь тех, кто, скажем так, солидарен в каких-то вещах, а не тех, кто по предписанию тебя там братья или не братья. Но он тебя не в этом, как бы, не из-за этого ставит вопрос, просто ты, если себя позиционируешь, там, я не знаю, мусульманом, салафитом, как раз к тебе этот вопрос, потому что мы-то можем по-разному это отвечать. Вот я, например, 72% мусульманин, там Виндетта вообще не мусульманин, кто-то еще как-то. А вот ты, видимо, истинный, да, там, салафит. Как это 72% мусульманин? Ну, это другая тема. Ты сначала вот его вопрос послушай, постарайся ответить. Ты можешь мне ответить? Я тебе не могу ответить. Посмотри, я как бы доношу постоянно, вот все мы доносим, да, иудаизм – это не религия, это образ жизни евреев, окей? Когда вот там рассказывают там про религию, сказки, шмаски, мы не обращаем на это внимания. Это образ жизни евреев. То есть нам дали 613 заповедей, и мы знаем, что тяжело их идти. И поэтому есть законы, 7 законов, там, 8 законов Нои, это для людей. То есть это не образ, это образ жизни нашей нации и нашего народа. Но это не религия. То есть Творец, он говорит, что он единобожники, да, един, и все. И как бы мы знаем, что мы в это верим, все. Но это не религия, пойми. И когда ты что-то будешь там говорить про это, я буду на тебя смотреть спокойно. Но как я скажу что-то там про Мухаммада, или кто-то был в исламе, он вышел из ислама, все, надо закопать, прибить. Такого нету. Такого как нету. Это нету? Где написано? Исламе... Где написано? Где написано? Все, пошел. Что где написано? Где написано? Про веру отступника. Аят ты хочешь? Да. Ну, если есть у кого под рукой, или там напишите в комментариях. Ну вот сейчас на Мухаммада кто-то будет говорить, ты сразу кто-то достает нож к этого человека и зарезали его. Леон, я просто попрошу тебя чуть-чуть изменить тему, потому что у нас немного сегодняшний эфир более такой про политику, да, да, к сожалению. Политические? Политические, ну да, политические. Сегодня, да, у нас такая политическая тема.
как бы вот этот эфир прикреплен к Чеченской демократической партии по субботам, так скажем. Просто, окей. да, без этого тоже, как бы, без религиозной темы, ну, ее обойти тоже не получается, потому что политический ислам, он тоже как бы часть политики. Просто вот тема более вот с таких позиций, да, то сейчас мы, если в религиозное это уйдем, то да, это надо об этом тоже говорить, но только не в сегодняшнем, короче, скажем так. Доброй ночи, ребят. Я вам хотела подкинуть тему такую. Вот насколько я отслеживаю за последние несколько десяток лет ребят бывшего Советского Союза, да, с Кавказа, там, с Азии, вербуют ребят молодых. Вот мы знаем, как трудно родителям, матери вырастить своего ребенка, да, чтобы он пошел учиться, чего-то достиг. Каждая мать мечтает о том, чтобы ребенок поженился, построил семью, да. Но у этих матерей воруют детей, буквально, да, вот если вот так вот грубо сказать, их действительно, ведь вербовать кого-то во что-то, это однозначно как воровство души человека, жизни человека. Вот вербуют этих ребят через Турцию, везут. Вот я вам скажу, что я дружу с курдом. Я вам в прошлый раз иранца приводила, да? В следующий раз курда вам приведу, который тоже вышел из ислама. Вот он очень часто спрашивает ребят с Кавказа: что вы делаете у меня на моих землях? Почему вы приходите воевать в моей стране с моим народом? И я вот хочу понять, кому это надо? Кому нужно вербовать людей через Турцию и ввести их в Сирию воевать за арабов, которые, если мы посмотрим статистически, сколько миллионов сирийцев сами убежали из своей страны из-за войны, чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей, но каким-то образом толкают ребят с Кавказа умирать за другие народы, за чью-то идеологию. И вот мне очень хочется понять, кому это надо, в чьих это интересах. Как вы думаете, ребят? Машол, Стелла, приходи, будучи свободным. Ну и шалом, по-вашему тоже. Тут вообще более интересное, знаете, что произошло? Вот представьте, люди, которые бежали от там преследований со своей родины, лично, вот знаю, пересекался с такой семьей. Маленькие дети, сколько их? 4-5 детей. Жена, муж. Здесь получили как бы статус беженца, проживали до 12-13 где-то года. И когда там вот эта вот тема в Сирии началась, сюда из Сирии начали бежать вот эти вот беженцы, да, от войны, от вот эти. А эти всей семьей туда уехали. И мы вот пытаемся, да, вот опять мы все-таки не можем обойти эту религиозную тему, но в таком формате это нормально, да. Я имею в виду вот в сегодняшнем эфире. Так-то нормально эти все темы. Ни одна тема не является... Ну, Ибрагим, дело в том, что берут религию в оборот, в политических интересах. Да, абсолютно. Поэтому в таком формате, я поэтому говорю, нормально. То есть тут что получается? Вот наши соотечественники, ну, мусульмане, да, вот как мы все чеченцы себя там считали, позиционировали, ну, вот этого суфийского толка, да, там, традиционное дело, до середины 90-х, когда нам уже с России начала тоннами завозиться литература, вот эти какие-то там арабы русскоязычные, потом с Иордании чеченцы, или же непонятные тоже, без опознавательных знаков, якобы чеченцы там. Вот эта тема, там, вот Дугин, которого мы здесь показываем, он там у нас на экране, как они разъясняют, как это все сработало. То есть вот это все, когда началось, мы первый раз начали сталкиваться с истинной вот этой идеологией исламской, да, там, салафизм, Коран и Сунна.
И по сей день вот наши соотечественники, которые не понимают еще, не информированы, да, они думают, вот то, что во Франции в голову отрезал учителю Будулак, вот этот Анзоров. Они думают, что не, в религии так нельзя, ребята, нет. Алло, ну, грубо говоря, да, алло, 29-й. Там четко прописано в хадисах достоверных, сахих, как надо убивать тех, кто оскорбляет там пророка. То есть этот пацан все сделал, как ему и было предписано. Но вот наши соотечественники не хотят это понять, не могут это понять. Нет, так жестоко это не может быть. Потому что нам же такое вообще не так объясняли это. Нам же все говорили, что там нельзя это жестоким быть, там надо справедливым быть, 5-10. Точно так же люди, которые уехали в Сирию целой семьей, они истинно следовали тому предписанию по хадисам и аятам, как и подобает. А те, кто наоборот туда не поехал, они не следуют этому предписанию. И вот это вот не понимают люди. То есть как раз таки те, кто туда поехал, они и следовали истинному предписанию религиозному. Потому что всем мусульманам предписано сражаться на пути Аллаха. И если появится по хадисам вот этот какой-то имам, да, там, в Шаме, то ему надо сделать присягу, байат. Что и сделали те, кто следовал, там, с головой туда ушли, которые. А те, кто, наоборот, не следовал этому, они, наоборот, неправильно сделали, согласно предписанию. Вот как сегодня, да, там 300 тысяч чеченцев приехали в Европу. Это неправильно, им запрещено. Нам, мусульманам, запрещено в европейские страны переселяться к кафирам неверным. Четко это в 5-6 аятах Корана изложено. Никакие, ни хадисы даже не нужны, никакие там фетвы, толкования. Четко в Коране аяты, да, в толкованиях еще подробнее даже разложено. То есть это нельзя. Правильная позиция, когда ты едешь в шариатский Афганистан или в шариатскую Мавританию. И вот это наше общество не понимает. Она это практикует половинчато. И это правильно практиковать, это половинчато или мизерной какой-то части. То есть с точки зрения логики правильнее было бы, если бы это практиковали бы, исповедовали бы мизерной части и там только где-то, я не знаю, как и до этого у нас было, да, там на похоронах какое-то арабское заклинание читали. Все остальное, там, сами похороны, само погребение человека и так далее, оно проходило в чеченских традициях. Ничего там из этого вообще, и даже запаха нет. Помимо вот этих там прочитываемых каких-то там, я не знаю, молитв и так далее. Остальное все... Среди чеченцев же еще есть христиане, нет, остались? Которые остались в христианстве. Нет, у нас есть бацбийцы, которые в Грузии как бы сейчас географически они на территории Грузии как бы остаются, да, там. И это как бы наши, ну, нахи, как и чеченцы, как и ингуши. У них еще, у взрослых есть язык, то есть не потерянный, один из диалектов чеченского. Они христиане. И я вот что хочу сказать, как это и предписано, когда в полной мере, как и есть, это практикуется, то есть религия, ислам, тут получается Сирия, Ирак, ИГИЛ, то, что мы видели.
Вот это вот самая правильная, предписанная, самая правильная версия. Она как раз вот там и практиковалась. А когда ты это там с чеченским, каким-то с чеченской культурой пытаешься вот это, скажем так, религиозное дело контролировать в рамках какой-то чеченской культуры и традиции, то тогда, да, это как бы я не знаю, с логической точки зрения или с человеческой, то есть человечной, оно вроде оно не мешало никому, и это очень даже как бы, ну, неплохо мы жили, да, там, отлично там со всеми могли ладить. В государство это дело не лезло никогда. Оно оставалось там в крайнем, там, скажем так, максимум где-то у некоторых молящихся там на коврике у них дома где-то. Все больше куда-то это там управление государством, обществом, определение там злой, плохой, короче, свой, чужой. Вот это короче, туда это не лезло, короче. Потому что у нас, мы как бы на своих преданиях придерживались вот этих вот, скажем так, нашего самобыта, когда мы определяли враг и друг именно по действиям. И у нас как бы вот это вот добро, зло и все остальное, это именно вот в чеченской культуре как бы было привязано к этому. Вот как я говорю, какие-то там молитвы, когда читали, вот там арабские какие-то слова применяли и все. В остальном везде это было как бы чеченский устой, самобыт, что мы считали исламом, мусульманством. Но у меня, вот я понять не могу, вот смотрите, когда ребята с Кавказа едут в Турцию, да, оттуда их вербуют, это я точно знаю. Вопрос, кто этим занимается, вот кто заинтересован и кто выстроил этот путь, именно привозя ребят в Турцию, обрабатывая их там и потом распределяют, где им воевать. Понимаете? Вот в чем вопрос. Кому это надо? Ведь я не вижу, чтобы турки своих турков вербовали и отправляли. А турков я не вижу в этих рядах. Но я вижу других ребят, и почему-то это все делается через Турцию. Вот я не пойму, кому это надо. Зачем? Какие организации этим занимаются? Кто их проплачивает? Лучше кто платит за это? Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар. Ну, Саудовская Аравия, там, Катар, то есть на территорию Российской Федерации, чтобы какая-то арабская нога или там рожа, грубо говоря, да, попыталась как бы пересечь границу Российской Федерации, тем более с какими-то там террористическими идеологиями, и потом за это не понесли бы ответственность, но это из области фантастики, я скажу, да. То есть то, что там в Турцию, куда бы чеченцы ни шли, мы не знаем других языков, кроме русского, через который нам приходит вот это дело. Кроме русского языка, на чеченском это частично только пропагандируется. В основном мы получаем вот это вот исламистское дело на русских языках, на русских брошюрах, через русских вот этих вот всяких дагестанского происхождения и так далее. Как вы, если сейчас поковыряйтесь в Гугле, да, там официальные вот эти сайты, там всякие Алиф ТВ, Аль-Ахтисам, там Голос Ислама, Голос Истины, ру. Ну, то есть Россия работает с Турцией вместе в этом вопросе, вы думаете? 100%. 100%. Просто в нашей теме... Что она в этом выигрывает? Я вот понять, ведь что-то делать надо для того, чтобы была какая-то цель. Что она этим выигрывает? Ну... Чем меньше народа на Кавказе, на Чечне. Если брать чеченцев, да, там, то нас именно на этой теме, как бы поставили, ну, под сапог, да. То есть, когда мы изначально там стояли на позициях освободительной борьбы, там,
вообще до борьбы какой-то, да, там просто самоопределение, там провозглашение государственности, то есть вот со всех вот этих вот позиций, да, на которых наш народ стоял, когда нас перебили в статус религиозных вот этих, хотя народ вообще это не поддерживал, это надо заметить. Кстати, если вот не знаете вы, когда в Дагестане вот это дело было в 99 году, и ваххабисты пошли в Дагестан там, которых Шамиль Басаев возглавил, к сожалению, да, в это время наш народ полностью осудил это. То есть чеченский народ полностью осудил, что эти люди пошли туда. Но сейчас, если вы не знаете, вот эта тема, палестино-израильская тема, когда насильники, террористы из вот этой террористической организации «Хамас» на день рождения Путина по случайности напали на Израиль, да, там, и убили, короче, изнасиловали, убили, что они только там не делали. Вот эта вот тема, да, она, бедные палестинцы, там, она у нас сейчас, то есть люди, которые четко осудили в Дагестане вот это дело, хотя в Дагестан, когда шли вот эти джамааты ваххабистские, они там никого не насиловали, они там гражданских людей не расстреливали. Туда пошли именно там на вот этой политической теме, там освобождать Дагестан, там, чтобы они могли освободиться. Там были две, короче, операции. Я полностью осуждаю это, но я просто хочу провести параллель. Там не было никаких изнасилований, там, взятия в плен гражданских, никто ни детей не уводил, ни женщин, ничьих. Вот эти два села Карамахи и Чабан-Махи, которые окружили, оттуда женщин, детей, наоборот, вывели, им помогли. И там другая операция по освобождению, скажем так, Дагестана из-под русской там колониальной системы, что вообще полный тупняк, я извиняюсь, да, который Дагестану никому не нужен. Это чисто, чтобы чеченцев вовлечь вот в это военное дело и таким образом потом нас, скажем так, полностью, ну, зажать под себя, да, там. И я к чему это говорю? Вот эту тему наш народ полностью осудил, потому что это было неправильно идти куда-то там в Дагестан, и потом даже при всем при том, что это не было там убийство там женщин, детей и так далее. Но сейчас вот люди, которые в нашей республике там проживают, пытаются выжить как-то, да, они на вот этой теме, вот этих насильников, террористов Хамаса, они почему-то, то есть часть какая-то, да, там, сидящих под этой промывкой, они занимают сторону вот этих вот. Вот так вот это работает примерно. Ну, потому что идет жесткая пропаганда. Я вам в прошлый раз говорила, что во время Чеченской войны мир не был осведомлен в том, что творится, да, было жесткое прослеживание того, что какая информация будет выходить. А в наше время, наоборот, так как все это уже настолько развито, и AI так работает, да, ИИ очень сильно работает, поэтому сгенерировать очень легко все, и тут уже в другую сторону. То есть если в ваше время, ваша война была плоха тем, что не могли осведомить о правде, то в наше время можно все что угодно влить, любую информацию, и люди это глотают. И, просто даже... если бы вы знали, какой бред, ну вы знаете тоже, вы же здесь понимаете, да, на вот этих площадках, откровенный бред, вот какой бред в голове у этих людей. Какие-то там евреи приехали, их палестинцы там приютили, какие-то вот эти разбрасывают какие-то фотки, да? Да. Приехали в трусах с транспарантом, только почему-то бедуинам написали транспаранты на английском, не знаю почему. Да. Хотя большинство из них и на своем языке писать, читать не умели. Ну да, есть такое. Ну, то есть это критическая логика мышления нет у людей. Вы четко уже понимаете, да, что вообще эти люди до того нелепые вещи вот у них. Вбили им, да, посредством вот этой пропаганды.
И это сложно вот против этого. Вот видите, мы даже когда здесь разъясняем, там вот эти всякие угрозы, евреи, вас проплачивают, там, вот это дебилизм. Полный дебилизм, да? Тут надо подчеркнуть, что есть вот это ЧГТРК, Чеченская республика, официальная вот эта телерадио компания. Они, вот ее работники, вот этот так называемый директор, хотя, так, извиняюсь. Сейчас, один момент. Юзер что-то хотел сказать. Я говорю факт то, что там реально детей убивают. Наибольше детей живут. А кто их убивает? Ваши вот это еврейские ракеты. Один момент, у меня горло подсохло, хотел высказаться. Вот эта вот телерадиокомпания официальная, и они поставили туда якобы чеченца, директора, вообще без образования, просто вот лицо, да, на которое можно ссылаться, типа вот он директор, значит это чеченцы, они сами там что-то. То есть человек, который вообще никакого опыта там, чтобы быть каким-то директором телерадио. И там они через это пропагандистский вот этот, скажем так, инструмент там распространяют вот это религиозные темы. И один из этих помощников, да, главный помощник вот этого, целый там канал сделал и закидывает вот этим радикальным людям, которых они здесь наплодили, радикализировали вот в Европе. Им закидывают наши фотографии, даже там фотографии близких, детей, там родственников. Вот это типа там какие-то сионисты, евреи, 5-10, которые почему вы их там не убиваете и так далее. Там атеисты, сионисты и так далее. То есть это не само по себе. Вот чеченцы раз в один момент, и даже вот эти дагестанцы, которые здесь присутствуют с нами, да, здесь сейчас в чате, они тоже, которые там где-то, где они в этих турбинах искали евреев, заглядывали там с зажигалками, фонариками, они тоже под этой же самой промывкой. То есть они как бы не сами по себе откуда-то из пальца это высосали, да, там, вдруг, ненавидеть евреев. Просто вот это еще со времен Советского Союза вливалось, да, но тогда оно не так работало. Вот на Кавказе оно все равно не работало. Это в других регионах советских оно работало. Да, я подтверждаю. Я как раз еврейка с Кавказа, подтверждаю это, да. Еще в самом деле. Я вот тоже помню это время. А вот еще в самом исламе. Это подкрепили, да, когда религиозно уже подкрепили, вот тогда оно начало работать. Вот, Юзер, как тебя зовут? Как к тебе можно обращаться? Мухаммад. Мухаммад, скажи, пожалуйста, когда люди, да, группа людей решили вторгнуться в другую страну, убить, насиловать, все, что они сделали 7 октября, и утащить с собой еще людей, от маленького ребенка 9-месячного до старика 85-летнего. Как ты думаешь, и начали они войну с того, что они пустили, Леон, скажи, около 5000, да, ракет это было в тот день, пустили на нас, и в это время, пока еще и ворвались, насиловали, убивали, сжигали, отрывали головы, всем, причем всем, кстати, да, и арабам, и бедуинам, мусульманам, то есть всех, кого встречали, тайландцы, которые здесь работали, всех, кого встречали, всех убивали. Вот у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, после того, что они спланировали такой акт, они понимали, что мы вернем ответку, получат они или нет? Понимали, наверное. Окей. Туннели, которые они рыли, они для кого рыли? Для себя, наверное. А для детей своих почему не рыли? Вы же детей не убиваете, наверное, может, поэтому... А я тебе скажу, вопрос. А зачем они туннели рыли? Секунду, Леон, дай я доведу свою мысль, поверь мне, он меня поймет.
Вот ты говоришь, что дети умирают, вы их убиваете. Я тебе поставлю по-другому вопрос. Когда ты нападаешь на кого-то, ты понимаешь, что пойдет ответка. Вот смотри, моя страна для того, чтобы нас не убили, а нас бомбят постоянно. Я с 90-го года в Израиле, я прожила уже, дай Боже, воин тут, да? И вот у нас есть везде практически, даже в квартирах, уже в новостройках, это уже в самой квартире есть, бомбоубежище. То есть моя власть, да, беспокоится о том, чтобы наши дети не погибали. Теперь вопрос. Если те люди с той стороны пришли и напали, почему они не беспокоятся о безопасности своих детей? Почему они сами прячутся в туннелях, а детей оставляют наверху? Мухаммад. Потому что они трутся, как и свой пророк Мухаммад. Тем же самым занимался и вообще молчи, Далей. Мухаммад. Подожди, я отвечу за тебя. Потому что весь пророк тоже прятался за детьми, за женщинами. Убегал, прячался, потом прятался у этих мунафиков, кафиров, просил их убежище. Да. Когда они слабые, они могут просить убежище. Так Саллаху сделал. Я просто хочу, чтобы он... Вендетта, я просто хочу, чтобы он научился думать. Вот смотри, ведь по идее, если у тебя есть ребенок, и он что-то натворил в школе, придут к тебе, да? Учитель придет к тебе с какими-то претензиями, что твой ребенок что-то натворил, правильно или нет? Да. Кто несет ответственность? Родитель? Окей. Мы за своих детей несем ответственность. Почему на нас, израильтянах, лежит ответственность еще и за их детей? За тех, которые пришли нас убивать? Вот такой вопрос у меня. Я еще от себя хотел добавить. Когда в Дагестан торгались, эти люди брали ответственность, что из этого получится, на кого горе и беды все придут. Никто же не думал это. До чеченского народа, вот этим эмиссарам, которые спонсировали это дело, арабским эмиссарам, они же на их деньги туда. А все же юрты на их деньги, базы, все делалось эти 2 года, готовились. Это чеченский народ, им наплевать на это чеченский народ. А сегодня пришлось все это вынести чеченскому народу. И воевал чеченский народ. Кому дело есть до этого? Никому. Если им дело было после Первой войны, вот эти эмиссары, которые готовили этих боевиков, террористов будем называть, как есть надо будет называть. Потому что если не будем называть, в следующий раз еще повторится. Чтобы это не повторилось, я их буду называть, потому что их готовили. Этих чеченцев, ребят, жалко, их обманули. Я их не их террористы называю, которые вот наверху это все спонсировали. Простых чеченцев, которые воевали, я не называю террористами. А вот это, которые наверху это все, эмиссары, все это, которые непонятно откуда деньги шли, ради чего это делалось, использовали чеченский народ как дрова. Как дрова. А дрова же никогда не жалко, потому что на дровах только можно раньше было приготовить. Он нужен был народ, чтобы приготовить вот этот джихад. И вот пришлось чеченскому народу воевать. Что, до чеченского, они что, одну больницу у нас построили? Одно здание восстановили после войны? Нет, они у нас готовили, чтобы разжечь новую войну на чеченском народе. Никакого дела ни до кого нету. У них до своих детей, я потому что знаю, если там, они что говорят, если ребенок, женщина, они уже шахидами, там джихад, там уже в раю уже. Вот так они отзываются погибшим, дела нету. Если мы их не знали бы, их то, что они говорили, рассказывали, мы от них самих это я слышал, как они это все рассказывают, там умрет, а он уже шахид, там с ним уже гури, он с гуриями там отдыхает сейчас. Вот так они людям относятся. Там гурии ждут тебя. Там где-нибудь женщины, дети, они уже все, им повезло. Они уже в раю. Вот представьте, вот при таком... Конечно, они народ кинут, кого угодно кинут. А деньги очень любят. Очень деньги любят. Я все.
Вот прямо про деньги у Дугов, который вот сотрудничал, вот который у доски с Дугиным. Дугин у этого секретаря Совета Безопасности Березовского просит 2,5, ну, короче, он не просит, они договорились о 2,5 миллиона долларов, чтобы на весь мир сказать, что мы готовы нападать на Кавер, впервые в 20-м столетии будем их убивать, резать. И потом звонит Березовскому, говорит, ну, Боря, короче, Казбек без настроения пришел. Че, говорит тот. Этот же народ продает. Админ, если у тебя есть, крутани-ка это видео, если у тебя есть под рукой. Это действительно вот реально, да? То, что этот Удугов, вот представьте, в 99 году, как раз вот, когда эти дагестанские события, Удугов в толпе ваххабистов стоит и говорит, что... Так, админ, это у тебя. И говорит там вот этой толпе, там, что или же мы там будем сидеть там, строить государство, как нам наши начальники, они как бы антимасхадовские это настроения, то есть против президента, против власти нашей. Или мы будем сидеть, строить там комбайны, построим, я не знаю, там заводы, так, фабрики, и будем жить хорошо, либо мы, там, мусульмане, впервые в 20 веке первыми нападем на кафиров и начнем их уничтожать. И вот этот человек, который это высказал, после этого его никто не видел. То есть он высказал вот эти вот слова, и сам первый соскочил куда-то в Турцию со своими бабками, да, которые там он с Березовским обговаривает, там 2,5 единицы. Вот, кстати, вот, админ, если можешь, покажи. Привет, Владик. Привет, дорогой. Привет. Борис, как у тебя дела? Я нормально. Ну, Казбек сегодня приехал очень расстроенный. Что значит расстроенный? Ну, он тоже стоял о том, что 2,5 единицы привезет. Что? Ну, лужайся, Володя. Единицы. А? 2,5 единицы привезет. Володя, ты когда что-то перепутал. Я об этом не знаю, я еще сразу сказал, что этот вопрос решить не смогу. Я смогу решить то, что я смогу, и я это сделал. Или мы будем сидеть, строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Вот сейчас построим завод, там сделаем, значит, соберем комбайн, построим еще здание, потом все будут жить хорошо. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на кафиров и первыми начнем их убивать. Это главная основная сегодня проблема, которую мы должны понять. Да, и вот этот со своими 2,5 неполных единиц, все, там испарился, и весь чеченский народ потом страдал, да, вот около 180 тысяч гражданских у нас в эту вторую войну погибло, да? Вот такие, как я, стали какими-то партизанским сопротивлением. Я вообще не участвовавший ни в каких политических этих процессах, я был вынужден тоже как бы выйти с оружием в руках, и таких, как я, там валом, и которые погибли, да, вообще молодые пацаны. Вот из-за вот этих вот ублюдков. А это сейчас сидит где-то. Даже есть информация, что он в Европе где-то спрятался, да? Ибрагим, самое интересное, когда они занимались воровством людей, это говорили, он это сказал, можно, потому что этот Магомед разрешил. Он сказал, против неверных можно воровать что угодно. Вот видите? Вот в чем дело. Единственная проблема, которой сегодня чеченский народ не может консолидироваться и обрести свою свободу и независимость, это идеология ислам. Фашистская человеконенавистская, аморальная, захватническая идеология, которая тебя просто делает врагом для всех и вся. И единственная причина, по которым чеченскому народу евреи являются врагами, так называемым, в кавычках, из евреев делают врагов для чеченского народа только ислам. Больше никаких вообще причин для чеченского народа, чтобы евреи были им врагами, нет.
Вот ислам убираешь, все проблемы убираются вместе с ним во своей. Именно эти люди не дали нам построить государство. Именно они занимались грабежами, разбоями, похищением. Они сами говорили, что у неверных можно и похищать, насиловать. Потому что эту идеологию прямо от их, из их уст я слышал. Вот эти люди именно занимались тем, что они не давали нам построить государство. И никто из них сегодня не берет на себя ответственность. Они убежали в Европу, здесь опять о джихаде рассказывают. Представьте, опять о джихаде и о халифате. Ветеран, самое интересное, их Россия не объявила международный розыск как террористов. Ни в Интерпол, ни в списках Интерпола, ни в списках вообще даже в России их нету в розыске. Сами сделали им левые документы и отпустили. Дальше чеченцы, которые выехали из страны, заставили выехать, втирать им дальше вот эту дичь арабскую, сказку «1001 ночь Мухаммеда». Дальше живут вот этот Удуго, имеет сервер Швеции, он дальше Кавказ, фекалии, вот эти, Кавказ-центр, все это спонсируется дальше Лубянкой. Да-да-да, в Европе, которые сейчас в ПАСЕ запихнули, русские затащили вот этого Муджахида Сулейманова, который сам признался, что он захватывал административное здание чеченского суда и устанавливал там шариат. Да. Спокойно по Европе шастают террористы. Том Лубянский высказывал, у меня на канале тоже есть. Прямо он призывает чеченскую молодежь сказать так же, как и он. Израиль оккупант. Один из тех, кто после вот этого ИГИЛа вообще в чеченской среде, вот я на тот период тоже в общественном деле, вот с 2014 года, да, когда вот эта игиловская тема, ну, когда в Сирии, там, Ираке уже всех разбомбили, вот это вот. Многие, проживающие здесь в Европе, кто на вот этой религиозной теме, они начали задумываться, действительно, что это было. Начали задумываться, действительно, что это было. Начали задумываться, действительно, что это было. Начали задумываться, действительно, это мой поклонник с моей фоткой постоянно здесь. Ибрахим, самое интересное... Начали задумываться. Самое интересное... Покусились... Я доскажу просто мысль. Я мысль доскажу. То есть, такое... Ну, прислушивались, скажем так, да, когда ты уже начинал объяснять, что произошло на самом деле, вот это вот политический ислам, как вот использовали наше общество, затянули там тысячи, короче, в Сирию, восстановили там вот это существовавший там асадовский режим, то есть что вообще чеченцы от этого и в лице мировой общественности, что получилось из этого, вот эти все жертвы, то есть начали уже прислушиваться, начали немного от этого абстрагироваться и отходить назад, да, там, понимать. И вот примерно на этот период был прислан вот этот вот Тумсо Абдурахманов, замдиректора электросвязи в ГУП вот этой организации электросвязь, он работал там. Если кто не понимает, чтобы замдиректора курсы блогеров прошел. Ибрахим, курсы блогеров еще учился, да? Что блогеров работу вести. Если кто не понимает, чтобы замдиректором там как бы устроиться, это либо ты должен быть каким-то, я не знаю, ну, надежным, да, который убил там сколько-то чеченцев, либо ты конкретно бабки должен в это дело вложить, что у этого Тузика Абдурахманова нету. Ну, у него тетя там ФСБшница есть, эту информацию везде раскидывали, даже с фотографией его. То есть вот этого молодого человека вообще, его как бы затянули туда. Просто если логически попытаться понять, чем он занимался, то
по всей видимости, он сидел на прослушке вот этих Кадыровых, Демилхановых и так далее. То есть коллаборантов, которых русские должны были прослушивать и должны прослушивать. Сейчас, видимо, там другой кто-то. А вот этот Абдурахманов, он, по всей видимости, не только переводил там каких-то этих чеченские, там, партизанские, оставшиеся вот эти какие-то, я не знаю, осколки. Не только их там переводил, а по всей видимости, он еще и Кадыровых, Демилхановых, вот этих всяких коллаборантов, их переводил, вот это ФСБ, им, короче, все их там телефоны там между собой, там домашнее, приватное, все что угодно. То есть они же тоже там постоянно под контролем. И потом аккуратно пошел на повышение, они его чуть-чуть подняли там, скажем так, немного подтянули, там, натренировали, и его сюда запульнули. Через Грузию он так в эфир попал. Здесь наряду с ним был еще один деятель, Мансур Садулаев, Моусар, его истинное имя. И вот эти вот двое, они на один момент примерно так объявились, и вот, скажем так, перевернули вот это вот, весь ажиотаж сделали в интернете. И вот так вот 10 лет он чеченцам не давал слезть с вот этой вот темы исламистской. И вот так вот как бы перехватили снова инициативу. А хотя после этого ИГИЛа уже люди начали немного думать, там, осознавать. Я сам вот когда общался, немного вот такие настроения уже своей головой начали думать. И вот этот вот деятель, он... А сейчас вот недавно он делает заявление, там сидит как раз на теме вот этой Хамас террористической вот этой. Он еще как бы другим, да, там, ну, скажем так, как призыв делает. И говорит, что Израиль это террористическое государство, а теперь вы там, типа, кто мужчины, вы там выскажетесь тоже. То есть еще других подстрекает на вот такие настроения. Вот эти вот люди, они, то есть вот так вот это работают, да, там информационно и, скажем так, идеологически. Вот такие настроения. А я Мухаммаду хотела кое-что показать, если можно. Мухаммад, я уверена, что тебе не раз говорили, что в Эль-Акце бедным мусульманам не дают молиться. Есть такое? Слышал такое? Кто видел? А? Видел. Кто не дает? Видел, да, что не дают молиться. Я тебе сейчас включу. Я Мухаммада спрашиваю, он говорит, что видел, как не дают. Я тебе кое-что покажу. Сейчас, секунду. Как думаешь, это люди пришли молиться в мечеть? По-твоему? Ну, там есть еще пару роликов, которые там показывают прям, чем они занимаются. Это вот эта мечеть, да, как так называемая? Да, это сейчас я вам вот еще одну покажу, извиняюсь. Вот. Смотрите. Вот они. Это они сами себя фотографируют, да, изнутри, чтобы вы понимали. Как ты думаешь, Мухаммад, эти люди пришли молиться в мечеть? Да, вот это как раз камни, которым манипуляют. Угу. Это еще молотовой смеси не показывают тут. Так что, понимаешь, у монеты всегда есть две стороны. И если вы эту монету не научитесь смотреть с двух сторон, это проблематично. Потому что, вот правильно тут подметили, что все проплачено, да? И пока будут те, которые будут проплачивать, под эту оплату будут танцевать другие. Ты думаешь, у Хамас 5 лидеров Хамаса как попали в книгу Форбса?
миллиардеры долларовые. За какие деньги? Что у них есть? У них есть нефть, у них есть алмазы, богатство какое-то, у них какие-то заводы, они что-то производят. За какие деньги они попали в книгу? При чем тут Хамас? В смысле, при чем? Я же не за Хамас здесь не разговариваю, я за людей обычных разговариваю. А кто такой Хамас? Китайцы? Мне не интересно, кто такой Хамас. Я говорю за детей. Нет, тебе должно быть интересно. Так я тебе объясняю. Тех детей, которых Израиль пожалел в 90-х годах, в 2000-х годах, да, когда мы их жалели и мы их лечили у себя в больницах, эти дети выросли и стали Хамасом. Ты кто думаешь, что эти Хамас? Китайцы, японцы? Кто эти Хамас? Эти Хамас — это и есть те дети, которые выросли. Вот сейчас мы убрали всех, кто были в Хамасе, да, вот эти вот верхушки и солдаты их. Кого они призывают? 16-летних, 15-летних. А у них на секундочку ребенком считается до 21 года. Вот так вот их дети. Так я тебе тоже про маленьких говорю. И поверь мне, что Израиль еще по-божески относится. Это еще кидают листовки, посылают сообщения, предупреждают, что будут бомбить. Ты думаешь, откуда у них столько роликов со стороны стоять снимать? Потому что они получают предупреждение. Израиль обращаются с людьми. Что-что? Я видел, как эти солдаты Израиля обращаются с людьми. А как они обращаются? Нехорошо. Нехорошо? Ну, то есть ты думаешь, что если зайдут к тебе домой, изнасилуют твою маму, сестру, своруют стариков, ты будешь к ним хорошо относиться? Да? Так я понимаю? Я тебе просто говорю, как девушка, которая родилась на Кавказе и выросла. Послушай меня. Менталитет кавказских ребят. Даже если кто-то криво-косо посмотрит на твою девушку, с которой ты идешь, да ты ему глаза выколешь, ты ему руки-ноги поломаешь. А почему-то от евреев ты ожидаешь, чтобы на то, что насиловали наших женщин, убивали наших детей и стариков, мы должны молчать. Мы что, терпилы, что ли? У нас написано фраера. А как вы ожидали, ребят? Я хочу понять вас. То есть ты идешь сейчас в Дагестане, к твоей девушке кто-то смотрит некрасиво, косо. Ты на это не промолчишь. Я по-любому знаю, что ты влезешь в драку и поломаешь руки-ноги тому, кто смотрит косо на твою женщину. Да? Но почему-то от евреев ты ожидаешь, чтобы мы молчали. Я говорю за убийство маленьких детей. Так я тебе тоже за это говорю. За убийство. Послушай меня. За наших детей кто-то несет ответственность? Кто-то наших детей пожалел? Хорошо, в Чечне много. И я как раз таки стою, и как раз таки я тут не просто так. Я стою на стороне чеченцев. И меня выбешивает, когда какой-то чеченец говорит: во имя Аллаха я убью тебя, потому что ты не хочешь принимать ислам своему же чеченцу. Потому что это надо быть отбитым головой, не понимать, что этот народ столько страдал, что так мало осталось их, и один брат угрожает другому во имя Аллаха. Какой Аллах тебе говорит убивать своего брата во имя его? О чем ты говоришь вообще? Где такое видано? Меня это серьезно очень бесит. Когда я такие эфиры вижу, когда один чеченец угрожает другому, своему брату по крови, своему родному человеку. Потому что они первые здесь чморят его. Кого? Друг друга они чморят здесь. И всем смешно, что чеченцы друг друга чморят здесь. В смысле чморят? Во имя Аллаха? Смотри. Аллах тебе сказал: иди убей своего брата, потому что он ушел из религии? Не говорит, нигде не написано там. Нигде не написано. Нигде. Кстати, написано. Послушай. Я, как еврейка с 7 октября, решила взять за ваши книжки и почитать их. И хадисы ваши. У вас написано: прочитай, что такое вероотступник, что есть призывы человека вернуть в религию обратно 3 раза. И если человек на 3-й раз отказывается, ему надо сделать секир башка. Это я тебе говорю, как еврейка, которая изучила твою религию. Где написано? Сиди, читай. Ты хочешь место? Хорошо, я тебе сейчас найду это место. Хорошо, нет проблем. Дело в том, что, кстати, ты можешь себя чувствовать не особенно в этом плане, что ты как мусульманин не знаешь свою религию хорошо, потому что я говорю и с арабами, которые тоже не знают. Большинство арабов у нас в Израиле не читали своих книг.
Они только ходят в мечеть и слушают то, что им имамы говорят. И они следуют по тому, что им говорят. Им говорят, что евреи обезьяны. Все, евреи обезьяны. Надо убивать. Им говорят, что мы евреи. Вот послушай, кстати, самое интересное спросить у арабов, которые живут в Израиле, видели они своими глазами, как евреи выращивают дерево знаменитое каркат, которое в наших книгах никак не упоминается. То есть нужно включить логику. Вот подумай, если это дерево, которое должно спасти нас, оно должно быть для нас священное, как для евреев. Но в наших книгах вообще ничего нету об этом. Понимаешь? А у вас оно есть. То есть вы заранее знаете, что мы будем растить, но мы об этом ничего не знаем. И, кстати, камни будут говорить вам, где нас искать. Вот надо поинтересоваться арабами с Израиля, видели ли они это дерево где-то, чтобы я просто знала, где мне прятаться. Как раз вспомнил вопрос, который я хотел, и всегда пытаюсь задать. Представить. Так, микрофон у кого? Юзер. Когда не говоришь, выключи, а то шум. Все, благодарю. Вот Леон, Стелла, к вам вот с претензией такой вопрос. Когда вы перестанете писать Кораны и хадисы? Вы уже... Да, говорят же, что еврей писал. Вы не даете жития, пишете эти Кораны, хадисы. Короче, все натуральные Кораны и хадисы вы попрятали, и вот то, что вы написали, когда вы перестанете этим заниматься? И деревья сажать, вот эти плачущие ивы. Марш лучше вперед. Просто очень важно, Мухаммад, я тебе скажу, кстати, вот есть другая платформа, не ТикТок, другая. Честно вам скажу, ребят, ТикТок это еще по-божески, хотя тут очень много мусора ходит, но это еще по-божески. Я заходила в другую платформу, спросила парня простой вопрос, дагестанца. Кто писал басни Крылова? Он говорит, откуда я знаю? Я ему говорю, окей, я ему объясняю, что тут знать ничего не надо, просто логично. Ну, тебе в вопросе уже есть ответ. Объясняю, он говорит, а зачем мне это надо знать? Я говорю, тебе просто объясняю, как просто включить логику и думать логично. Нет, он не хочет вообще слушать, что ему объясняют. Ребят, нужно думать, потому что если не начнете думать, включать мозг, начинается деградация. И тогда придет какой-то бедуин и скажет вам, что моча – это полезно, и вы будете ее пить. Понимаете? Стелла, задать этому парню. Я сейчас закончу. У нас соседи были евреи, в Ленинском районе, там, по Пионерской улице мы жили, где-то с 83 по 89, по-моему. И вот у нас напротив жили евреи. Прямо напротив двери у нас было. Вот интересно бы. Они же тоже русскоязычные, вообще судьбы узнать интересно. Мы раньше оттуда переехали, они оставались еще. Ну, это как раз, когда уже в Израиль начали возвращаться, Советского Союза. Вот они тоже готовились, по-моему, на тот период. И, семья, родители, дедушка у них был Семен Николаевич. И вот внуки, там Стас постарше меня где-то на год-два, Стелла на год-два младше меня. И маленький еще Сёма был у них. Где-то там лет на 5 младше меня. Вот интересно. Ну, я вам скажу, что вот когда я приехала в Израиль, через несколько лет приехала семья одна к нам в город, именно с Грозного. И мы как-то сдружились со старшим сыном, и он вот рассказывал, и видно было, что люди пережили травму, очень сильную травму, да, вот то, как они реагировали на все, то, как они остерегались аккуратно, как-то, не знаю, чувствовал, что люди пережили что-то страшное.
И вот потом, со временем, он так, не все правда, но по чуть-чуть рассказывал, что то, что творилось там, война, это ужасная была, что люди просто голодовали, и были страшные вещи на глазах у детей просто. И поэтому я как бы не понаслышке, а вот от человека, который это пережил, знаю, да? И поэтому я здесь с чеченцами, я поддерживаю, я понимаю, о чем идет речь. И на сегодняшний день пытаются разделить и пускать в сторон. Идите боритесь за Украину, идите боритесь за Россию. Ребят, никто завтра спасибо не скажет никому. Это, я даже своим евреям все время говорю, закройте свои рты, блин, и не лезьте ни в чьи эти вот разборки. Потому что в конце будем виноваты опять мы, евреи. По-любому. Хотел от себя добавить, у нас в Чечне уроки на чеченском языке не ведутся. Говорят, 1-2 урока на чеченском, это ни о чем. Я чем 2 урока вести, я вообще отказал бы, если дело дошло 1-2 урока, значит, вообще не надо. Мы сначала признаем, что мы на чеченском ничего не хотим. Ни традиции не уважаем, не соблюдаем, потому что арабские традиции выше. Язык не нужен. Я понимаю, если 1-2 урока в неделю, значит, этот язык не нужен. У нас на арабском языке открыто столько этих медресе, чего только институты, которые учат арабской культуре. Арабская культура – это их религия. Она на этой культуре держится. Но представьте, чеченский язык занесен язык вымирающих. А кто думает об этом языке? Если чеченцы сами не думают, кто будет думать? Я не думаю, если через какое-то поколение все уже, мало кто будет его знать. Молодежь вообще там непонятно, к чему их учат. Если полдня в школе, полдня в медресе он учит арабский. А разве на арабском языке у нас какие-то науки, химия, физика, биология, какие-то уроки у нас? Ни одного урока. Все уроки на русском. Зачем этот язык нужен чеченцам? А нет, чтобы сказки учить. Чтобы все забыли свою чеченскую культуру, традиции, обычаи. Потому что все учат арабские обычаи, традиции. Их герои, там чего-то хвалят. Одного, после люди, которые в зоне должны были сидеть, у параши сидеть. Вот этот человек святой получается. У нас все забыли своих людей, своих героев нет у нас. У нас наши герои Кадыровы. Все, которые работали на российские спецслужбы, они у нас стали героями. А которые завоевали за свою свободу, за независимость, про них и говорить нельзя. Какие мы тогда чеченцы? Если мы, людей, которые умирали за нашу свободу, мы про них не говорим. Кто будет про них говорить? Жалко их. Они кровь погибли, а мы даже за них слова не можем. Зато мы хвалим Кадырова, там их приспешников. Ахмад Хаджи, Кадыров, Рамзан, на каждом. В туалет заходишь и то упоминаешь. Везде, где бы в школе, где бы ты. Ахмад Хаджи, Ахмад, первый президент Ахмад, Кадыров, Рамзан наш. Эймани. Разве такие чеченцы раньше? Раньше чеченцы называли рыцарями Кавказа. Какие мы рыцари? Мы сейчас холопами стали. Потому что везде подлизываемся из-за этих денег. Я говорю, барыгами стали чеченцы. Обидно. Но не все, но большинство сейчас стали. Барыгами. Не чеченцами. Потому что мне обидно, я говорю. Но если мы не хотим, тогда будьте людьми. Тебя никто не барыга не назовет. Стань с колен. Куда ты повернулся на коленях? Что там видишь ты? Повернул в сторону Арабистана. Что там видишь-то? Что там, Бог, что ли? Ты откуда знаешь? Что ты в сторону наклонился перед арабами? Позу стал, а? Какой ты чеченец? Но если тебе объясняют, раньше ты нас обманули, я понимаю, обманывали. Я сам молился, думал, что не, а потом ты же понимаешь, что тебя обманывают. И кто обманывает, видишь? Россия все спонсирует. Если Россия не хотела, в Чечне ни одной медресе, ни одной мечети не было бы. Пускай даже это все стоили сами арабы, мы на их деньги. Россия не хотела бы. Медресе, государственные учреждения финансируются, как они сами говорят, медресе финансируются государством. Моллы зарплату получают. В чьих интересах? Интересы России, но не в интересах чеченского народа. Когда мы станем с колен, вот тогда мы начнем и видеть вокруг окружающих, думать начнем. А в исламе думать нельзя. Ты должен 5 раз на коленях.
Все. Чеченский. Рубрика «Пляжные мысли». Когда год назад, 2 года назад, 3 года назад Путин, Лукашенко рассказывали нам о готовившемся нападении НАТО на Россию, а я сейчас покажу вам, откуда на Беларусь готовилось нападение, и что якобы для недопущения этого нападения Россия вынуждена была начать СВО. Мы воспринимали это как анекдот, как бред престарелых маразматиков, как неудачную попытку оправдать военную агрессию в отношении суверенного государства. Над этим смеялись западные страны, лидеры западных стран. Но сейчас ровно этими же самыми словами лидеры некоторых западных стран оправдывают военную агрессию Израиля в отношении Ирана. Мерц говорит, что Израиль делает грязную работу за всех нас, за западные страны. Великобритания, другие западные страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, солидаризировались с Израилем в этой агрессии. И оправдывают они это ровно теми же тезисами, которыми это делал Путин. Про Израиль я вообще молчу. Понятно, что это страна-агрессор и оккупант в своей основе. Но те страны, которые на протяжении этих нескольких лет осуждали Россию за то, что она делает в Украине, теперь делают ровно то же самое в отношении Ирана. Ну или поддерживают того, кто это делает. На мой взгляд, невозможно представить большего оправдания действий Путина в Украине, чем поддержка действий Израиля в Иране. Никто так не оправдывал действия Путина в Украине, как это сделали лидеры некоторых западных стран, поддержавшие агрессию Израиля против Ирана. Пляжные мысли. А вот все эти компании, ушедшие из России после того, как Россия совершила агрессию в отношении Украины в феврале 2022 года, они ведь наверняка уже все ушли из Израиля, правда ведь? После того, как Израиль совершил открытый акт агрессии в отношении Ирана, наверняка большинство из этих компаний уже покинули Израиль. А Соединенные Штаты Америки, после того, как Соединенные Штаты Америки подключились к этой агрессии в отношении Ирана, наверное, большинство из этих компаний уже начали процедуру ухода с американских рынков. Правда ведь? Я, наверное, просто пока еще не нарывался на эту новость в Телеграме, на новостных сайтах. Но я уверен, что они не проявят такие двойные стандарты. И наверняка скоро мы услышим, что YouTube, например, отключил монетизацию для израильских блогеров, для блогеров из Соединенных Штатов Америки. Это не задать. Да, позиция президента России Владимира Путина однозначна. Совершенно очевидно, что он шокирован. Он шокирован наглостью, бесцеремонностью, террористической сущностью государства Израиль и его действий. Что он шокирован, его заявление. Он понимает, Путин, наверное, что если будет разгромлен и уничтожен Иран, то очередь России, она очень будет рядом, она будет следующей, она будет не... Реально ценнее Израиль. Израиль, который ничем Украине не помогает. Израиль, который вполне очень хорошо, тесно дружит с Россией. В России запрещено критиковать Израиль. Да. Запрещены митинги. Мы видим, что в Дагестане произошло. Да. Ребята, которые связаны с этими аэропортовскими событиями, получают по 10-15 лет. Уже и терроризме обвиняют, там уже находят. Да, что они такого сделали? Даже если предположить теоретически, что они нарушили какой-то закон, то это какая-то максимум административка им в свете должны по российским законам. Хулиганство. Да. Но они никак не 10-15 лет. А почему это сделано? Для удовлетворения Израиля, чтобы им показать, что вот Россия там с ними дружит, что она не против. Запрещается проводить митинги. В Чечне в оккупированной Ингушетии, в оккупированном Дагестане запрещается проводить митинги против Израиля. И после этого нам говорят про какую-то там произраильскую позицию там, и так далее. Израиль не то, что важнее Украины, да? Давай будем... И вот в этом случае
если Иран, мы с тобой раньше обсуждали, говорили, Китай и Россия не допускали, не давали технологии ядерные, чтобы Иран создавал его. Но мне кажется, Израиль доиграется, что просто Китай даст ядерные технологии и Турции, и Ирану. А для этого просто надо дать добро, закрыть глаза, как Пакистан это сделает, и все, и здесь тоже механизм понятный. Не надо провоцировать ситуацию на обострение. И это все делает именно Израиль. Израиль совершает ошибки. Вот эта богоизбранность сионистского режима, оно терпит крушение. И они сейчас будут для того, чтобы нейтрализовать вот это падение. Нет, кинетическая энергия, физика имеет свойство. Чем больше дальше падает, чем быстрее движется падающий объект. Это закон притяжения и закон кинетической энергии. И поэтому они уже обречены. Наступила эра Греты Тунберг, по-моему, я правильно ее назвал, да? Наступила Тунберг, да. Вот Грета Тунберг. Это уже все у этой молодежи мнение о сионистах уже не поменяется. Но в это же время наступила эра и цифровых технологий, брахмана, индийских ученых. Вот с двух сторон наступает с одной стороны недоверие, с другой стороны продвижение индийских технологий цифровых именно в тех направлениях, которые сегодня молодежь востребовала. И это есть не что иное, как последующее поражение. И вот эти сионисты, представляющие иудо-христианский мир, они должны понимать, что в противостоянии они уже не победят. И я считаю, что когда мы поднимаем вопрос мигрантов-мусульман, здесь не русский народ должен выглядеть неким шовинистом, исламофобом, ксенофобом и так далее. Мы с вами, российские граждане мусульманского вероисповедания, первыми должны отвечать на вопросы того, что с этими мигрантами делать и как с ними обходиться дальше. Мы должны подходить к ним на улицах и говорить: это наша страна. Я мусульманин такой же, как ты, но это моя страна. И в моей стране живут русские люди. В моей стране живут русские люди, которые проповедуют ислам, проповедуют православие, у которых есть свой уклад, есть свое понимание жизни, есть свой менталитет, есть, так сказать, свое понятие, своя картина мира. И мы сегодня, как их братья и сограждане, будем эту картину мира защищать. И мы никому не позволим, ни на наших улицах, уж не говоря про Грозно, даже в Москве должна быть такая позиция, что даже в мечетях, на совместных молебнах, если у нас есть возможность общаться с единоверцами, а она есть, нужно в первую очередь нам, проявляя свою гражданскую, российскую гражданскую позицию, мы, как граждане, мусульмане, граждане России, должны в первую очередь быть форпостом для проникновения чужеродных, нарушающих наши российские законы, да, и наши представления о добре и зле, так сказать, элементы, которые бы портили нам жизнь. Поэтому я считаю, что в так называемую мигрантскую политику, о которой мы сегодня очень много слышим, о которой много говорим, должны быть максимально вовлечены ученые, если хотите, философы, теологи, священники, чиновники, представители культуры, представители бизнеса мусульманского происхождения, которые бы четко и ясно дали бы понять позицию мусульман России. А позиция мусульман России должна быть на страже, в том числе интересов русского православия. Ибо русское православие, русский народ – это исторически несгибаемый стержень, благодаря которому существует это великое государство, и мы, живущие в нем, мусульмане. Спасибо. Бьет по Палестине, бьет по Ливану, бьет по Ирану, бьет по Сирии, убивая. А мы, иншаллах рахман, до вас еще дойдем. Я это знаю, потому что всю свою жизнь я готовил себя к этому. Мой меч всегда будет сильнее.
Дача будете вещать. А где Иран напал на Израиль? Ах, прокси? Чьи? Ну, если посмотреть серьезно, то основные прокси, которые наносили удары по территории Израиля, это прокси вообще-то Катара и Турции. Ну, если уж так совсем серьезно. То есть, они были главными врагами. Но что-то я не вижу, что кто-то долбил Турцию, которая еще, напомню, добавила страна НАТО. И когда после этого говорят на полном серьезе, что у Израиля есть право, а у Ирана этого права нет. Иран, который разбирали на протяжении долгого времени, в отношении лидеров которого проводили теракты, когда убивают ученых, и когда на полном серьезе Нетаньяху заявляет, что не-не, минуточку, я не даю никакой гарантии, что мы не нацелим удар против лидера Ирана, тогда понятно, почему приехал когда-то Беннет, премьер-министр Израиля в Россию, и умолял, чтобы мы не трогали Зеленского. Потому что Израиль бы в первую очередь уничтожил, если воевал бы с Украиной, Зеленского и всю эту клику. Два лучших лидера, которые есть сегодня в мире. Один христианин, Владимир Путин, а другой мусульманин, Али Хаменеи из Ирана. Я не шиит. Но когда я вижу, что кто-то восстает за истину, я обязан это отметить. Asins. Persimatta. Израиль دوش أولون يو إز أسأل دول دش نشدوي اسم ألر هو واحد حيجع إدينا ودلا مو عوزر دقوي إيش اسم ألر كي جت دياش دش نش حوزت دياش اسم ألر персимаtta. Видео я хай Инстаграм он что ела. Хажла. Если мужчина, скажи, как я на русском. Израиль – государство-террорист. Израиль – государство-оккупант. Израиль проводит геноцид палестинского населения на всей территории Палестины. Вот это Козлобородый. Инстаграм, вот он 10 лет. Хербахкали. А что ела? Хуаха. Ночи гарчал балкон вышк саламаршал дух. Маршал. Представь, он завершает свой вот этот вот обращение свое, саламаршал, человек, который 10 лет подряд читал арабские заклинания, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат, вот эти вот всякие заговоры, да, заклинания. И сейчас, когда вот эта вот тема немного пошатнулась, да, радикально, он садится, высказывает в адрес Израиля вот такие заявления в адрес, короче, там, евреев, и потом заканчивает это на чеченский лад, салам-маршал. То есть вот это вот как бы ассоциирование чеченцев с антисемитскими, антиизраильскими, подталкивание на это вот сидит он там и заявляет, что если ты мужчина, как я, вот так вот скажи, то есть другим. Вот это вот козлобородые, я извиняюсь, короче, грубить я не буду, да, у нас эфир, но вот этот вот ублюдок, все-таки скажу я, 10 лет, начиная с 15-го года, как его сюда, через Грузию перекинули. Грузия сразу его назвала нежелательным. Там спецслужбы поковырялись. В Польше то же самое. И в Швеции, устроив вот такой вот сценарий, да, якобы на него напал там какой-то с молотком. Сейчас вот это вот пропагандистская физиономия там осела, и оттуда ведет вот эту вот пропаганду. Кстати, я очень много вижу на просторах ТикТока любителей, скажем так, художника, да, прям маршируют и говорят о печках немецких, исповедуют ислам, да, и они все живут в России. Очень странно.
Я вам, кстати, хотела показать, он, правда, на иврите идет ролик, но я вам сейчас прочитаю, о чем этот ролик. Значит, пока написано так. Пока иранский народ стоит на коленях под бременем санкций, галопирующей инфляции и смертных приговоров за нескромность, дети высших должностных лиц режима в Тегеране живут западной мечтой как можно дальше от законов Аббы. Посмотрите кипящие рекорды от роскошных автостоянок в Монако до отпусков без чадры на французской ривьере и огромных поместьев, купленных в Канаде и Англии. Я вам сейчас включу, как бы я вам прочитала, о чем идет ролик, и вы просто посмотрите, это высокопоставленные, религиозные люди, да, в Иране, которые преследуют женщин за то, что там недостаточно покрыты, убивают их. Но посмотрите, чем занимаются их дети и как они шикуют. Я вам сейчас включу, ребят, посмотрите. И чтобы просто люди понимали, что то, что сидят во власти люди и чего-то хотят, это не значит, что они это делают для своих детей. Вот это дети высокопоставленных. Сейчас почему-то... Не двигается, сейчас там должно быть еще пару детей. Вот это так, Леон, где Леон у нас? Леон Шагрир. Леон. Это Ланшид Хусейни, который замужем за сына иранского посла, за иранского посла, который в Денмарке живет, у которой 1,7 миллион подписчиков. И вот она постоянно показывает, с какими она дорогими сумочками, богатством, машиной. Вот. И вот так вот они живут. А вот бедные живут. Вот эти богатые дети высокопоставленных чиновников, да, которые не покрытые, видите, как они кайфуют. Кстати, там есть еще другой ролик, я потом как-нибудь вам найду его, где показывают, как один из этих сыновей в бассейне с полуголыми женщинами, с алкоголем, да. Это просто вам говорит о том, что то, как живут дети этих высокопоставленных, это не то, чего они дают своему народу. То есть все эти деньги, которые они вкладывали в хуситов, в Хамас, в Хизбаллу, забирая у своего народа, убивая свой народ, но детей своих они почему-то отправляют жить на Западе и кайфовать, и шиковать. Кстати, то же самое, по-моему, в России творится с их детьми. Все они презирают Америку, но детей своих отправляют именно туда. Да, интересно было послушать. Ладно, всем спокойной ночи. Был рад вас услышать. Ты уже спать? Да, мало возле меня тут. Оккупант. Что-то в последнее время... Нас мало бомбят в последнее время. Нормально выспишься. Жалко. Мы там уже все разломали. Можно юзеру вопрос задать? Задавай, да. Ваше лучшее масяга. И про этих израильских детей же ты говорил, ой, палестинских детей. Чуть раньше. Я говорю. Да. Да, я говорю. Оша, смотри, в чем проблема, знаешь, почему вот обычно вот таким мышлением, как у тебя, хотят про палестинских детей поговорить, про израильскую армию поговорить, про все это.
Ну, про Я Хамас, не говорил про это. про Я то просто не сказал хотят про детей. Про говорить. детей. Не надо было с того, что-то делать. Я сказал А про ты детей. думаешь, еврейских детей не насилуют, не убивают? Осуждают? Ну, ты не видел эти ролики, что ли? Я знаю, сколько их видел. Их много есть. Их есть очень много. Ты не видел, как двух братьев Рыжиков возвращали в гробах? Забрали их задушили и расчленили. Этих маленьких деток детей. Их и задушили, и расчленили потом. Там по частям их привезли. Как такое может быть? Понимаешь, Да. ребенку А в девятимесячному и 4-летнему. Чеченскую войну голову кому разили? Так мы не поддерживаем это, а ты поддерживаешь. Ты я спрашиваешь. тоже не поддерживаю, я не поддерживаю. Я сказал, Хочешь, я тебе как еврейская мать скажу кое-что? Вот запомни мои слова. Мне жалко любого ребенка. И даже моего врага ребенка. Вот тоже жалко. Я об этом. Он не виноват, что он родился в семье болванов, идиотов и тварей. Он не виноват в этом. Ну, то, что ваши солдаты расстреливают детей, это нормально? Наши солдаты не расстреливают детей. У нас солдат... Послушай меня. У нас сейчас солдата отстранили от службы и судят его за то, что он сломал памятник этого Арафата. Убийца Арафата. Почему? Потому что нельзя вандализм. Уж не говоря уже о том, что ты сидишь и слушаешь вот эти вот пропаганды, что наши солдаты убивают детей. Послушай меня, если родители этих детей ставят ракетные пусковые устройства в садике, там, где палатки, да, где людям сказали отойти туда, жить в палатках отдельно, и они ставят именно туда, зная, что Израиль будет определять, откуда выпускаются ракеты, и будет туда бить. Зачем они это делают? Как ты думаешь? Хорошо. Снайпера что делали ваши? Какие снайпера наши? Снайпера наши убивают террористов. Которые детей убивали. Каких детей? Каких женщин? Напиши в интернете. Ты видел, брат, что еврейский солдат стреляет в ребенка? Видел. Почему вот эти... Слышишь, брат, ты не видел это, ты не можешь видеть снайпера никак сдалека, во-первых. Во-вторых, зачем? Смотри, это 15-вековые разборки. Во-первых, я не говорю, что это хорошо. Ну, зачем сейчас нам... Посмотри, просто логически подумай, зачем нам нужен там враг, если мы можем с него взять какой-то пример, какую-то пользу, дружбу и союз и все остальное. Если у нас есть один монстр рядом, который всю жизнь нас насилует, убивает, пытает, почему у нас сейчас вся энергия направлена на евреев? Ты задумывался об этом? Нет. Я примерно в центре родился, на Московской улице жил. Я с детства сталкивался с евреями. И никогда в жизни проблем не было с ними. Никогда. Зачем мы сейчас Ты в своей жизни вообще в лицо видел еврея? Да. Мухаммад, по-моему, не чеченец. Он, по-моему, зубами большими, когтями. Какой он был? Обычный, нормальный человек. В Дагестане, конечно, нормальный. Ну вот такая же тема. Смотри, их детей насилуют, также осуждают, все делают. Понимаешь, есть много роликов. Почему вот эту монету, как чуть раньше говорили, мы не учимся вертеть? Зачем нам это надо? Мы и так, мы без штанов ходим. Мы вообще какое право имеем о евреев говорить, которые за свою землю отстаивают, бьются тысячелетиями и нагибают каждого. И ты сейчас хочешь туда полезть, чтобы нас тоже нагнули? Мы и так нагнутые сидим. Нам лучше дружить, наверное. Нет. Вот это ты себе внушил просто. Кстати, Мухаммад, скажи, пожалуйста, кто с нашего Ближнего Востока региона, какой народ обращался к вам, дагестанцам, за помощью? Есть кто-то у тебя на памяти? Кто что обращался за помощью? С Ближнего Востока есть какой-то народ, который обращался к вам, дагестанцам, за помощью? Всем мусульманам обращались. Палестинцы. Кто? Палестинцы. Кто такие палестинцы?
А народ? Кто они такие? Какой это народ? Люди, на каком языке они говорят? Что они исповедуют? Араб. То есть палестинцы, это выдуманное КГБшниками. Послушай меня. В 1967 году КГБ придумала через Арафата вот эту мульку, что есть народ Палестины. На самом деле это обычные арабы, которые приехали. И по их фамилиям они знают, с какого региона они приехали. Например, если фамилия Аль-Масри, значит он с Египта. Масри – это Египет. Значит, их фамилия Аль-Масри, они знают, что он с Египта. И вот так вот у них все фамилии. Они знают все, откуда они перекочевали в этот регион. Окей? Поэтому вот эту мульку, которую КГБшники придумали в 1967 году о том, что есть такой народ палестинцы, это все фигня. Такого народа нет. Это обычные арабы. Теперь вопрос такой. Как 22 страны арабские есть, одну еврейскую нельзя иметь, одну чеченскую нельзя иметь. Более того, почему-то курды 50 миллионов по всему миру скитаются, и даже им нельзя иметь. А где логика? А вот я тебе скажу еще по поводу народов. Когда ты говоришь, что палестинцы к тебе обращались, да, как к исламскому миру. Скажи, пожалуйста, друзы, которых убивали, насиловали, их женщин с балконов кидали, стариков унижали, им усы отрезали эти игиловцы, к вам обращались за помощью? Нет, они обращались к нам, к Израилю. А лавиты, они, кстати, ваши мусульмане, они к вам обращались? Нет, они к нам обращались. Христиане к вам обращались? Нет, они к нам обращались. Более того, даже иранцы и курды обращаются к нам. Вот сядь и задумайся, почему? Вот у нас страна 10 миллионов людей, из этих 10 миллионов 2,5 это мусульмане, остальные евреи и христиане чуть-чуть. Задайся вопросом, миллиону евреям обращаются все эти народы вокруг. Причем здесь это? Как напрямую я тебе показываю, я тебе доказываю напрямую, что везде, где есть меньшинства, их убивают жестоко, воруют их женщин, насилуют, езидок продают в рабство уже десятки лет. Всем пофигу. В Судане, кстати, ты подскажешь, сколько... Ты как мусульманин в Дагестане, скажи, пожалуйста, сколько Дагестан принял к себе суданцев? Они мусульмане. Не знаю, эту информацию не смотрела. Да у вас нет, вы даже не знаете, кто такие... Послушай меня, то, что вы приняли 50 человек на 100 машин приехали, забрали, да? Это просто смехотворно. А что, вы хату выпускаете, что ли? Послушай меня, 50 человек на вашу огромную страну, это ни о чем. Но вы из этого сделали шоу, приехали на 100 машинах с автобусом и устроили с этого цирк. Понимаешь? Зато достойно встретили их, как подобает. Конечно, достойно. Вот когда они начнут, эти арабы, к вашим девочкам клеиться и свистеть, подсвистывать к вашим взрослым женщинам, а поверь мне, уж их менталитет я изучила за все эти годы, вот тогда мы посмотрим на вашу реакцию. Они по-кавказски вы понимали. Стелла, можно вопрос? Еврейский, по-чеченски понимали мы их. Один момент. Я тоже впишусь в разговор. Вот на англоязыке... Меня слышно? То есть я говорю, брат, не весы. Все. На англоязычных там площадках пропагандируют тоже такую тему, что евреи в 24-го, получается, да, когда 7 октября, что... 23-го, когда война началась. То есть 23-й, извиняюсь, уже у меня вот это украинское перепутано. Когда вот это вот произошло, да, террористический акт, типа евреи напали специально, вот это, убрали оттуда как бы охрану и сами на себя напали, типа на Нетаньяху, там туда-сюда, сионист создал такую ситуацию и сами на себя напали евреи, чтобы потом как бы напасть на арабов. Вот такую вот тему вы слышали? Слышала, конечно. Я еще и слышала, что мы проплатили Гитлеру, чтобы нам сделали Холокост, чтобы мы получили страну.
Такое я тоже слышу. Я серьезно отвечаю. Я вот понимаю, да, когда в России там можно взрывать дома, потом рязанский сахар засекречивать на 75 лет. Это я на личной практике, зная вот менталитет вообще русских. Ну, когда о евреях вот такое вот дело говорят, да, потому что у евреев нету вечного царя, да, который там пытается преступления свои какие-то скрывать. Вот эта вот тема, просто у людей нету, видимо, понимания вот культуры, менталитета, там, исторических каких-то этих. Потом там что... Ибрагим, дело в том, что они напали на нас в субботу, в день праздника. Не просто суббота, да, где мы соблюдаем субботу, а день праздника это был у нас. Окей? Один из важных праздников наших. И в день праздника и в субботу большая часть армии вообще отпускают домой, чтобы могли праздновать. Вы же знаете, у нас армия, мы не уходим на 2-3 года и как бы не возвращаемся. Мы все возвращаемся домой. Кто-то раз в неделю, кто-то раз в 2 недели, кто-то раз в месяц. Но все солдаты возвращаются как минимум раз в месяц домой. На 2 дня, да, на пятницу и субботу. Или там на праздники. Поэтому армия была в сокращенном виде, да, только для того, чтобы было там несколько людей, которые будут охранять границы. Понимаете? И буквально просто людей поймали, когда начали бомбить, естественно, люди были в бомбоубежищах. И пока люди прятались кто куда в бомбоубежище, в это время прорывалось со всех сторон. Стелла, вот люди, которые там погибли, да, они вот фейковые евреи якобы. То есть вот такое тоже распространяется. Типа там это не евреи, хотя у меня есть эти съемки, да, они очень неприятные, чтобы их смотреть, поэтому просто, чтобы знать вот эту ситуацию. Погибали все, Ибрагим, погибали все, потому что они просто на пути убивали всех, кого видели. Я же говорила, что у нас есть таиландцы, которые работают там, есть с Индии тоже работники, есть бедуины, арабы, которые там работали в охране или на заводах, которые находятся. Да? Вот так как евреи не работают, но бедуины, они могут работать в субботу, поэтому они там ехали на работу. Даже есть видео с отцом, то есть который ехал со своей женой и с грудным ребенком, бедуин. Значит, жена его была в хиджабе, то есть сказать, что они ошиблись и не видели, что это мусульманка, такое невозможно сказать. Она была в хиджабе. У женщины 9 детей. Ее просто убили в автомобиле. Просто стрельнули ей в голову и убили ее. И остался мужчина с 9 детьми. Есть репортаж с ним, где он это рассказывает. Помимо этого, это в открытом доступе. Были еще семья бедуинов, которых похитили туда. Да, я четко там видел вот эту съемку, когда... Да, поэтому я говорю, что убивали они просто всех подряд. Они не распределяли, кто еврей, кто не еврей. Камеры, и просто вот так по населенному пункту, по улице он идет, да. Чтобы вы понимали, что они поймали одного араба, Ибрагим, извиняюсь, он сказал, я араб-мусульманин, он ему говорит, прочти шахаду, он прочитал шахаду, и они все равно его выстрелили, потому что сказали, что он предатель, потому что он работает на евреев. То есть они, в принципе, и арабов здешних принимают как за предателей. Понимаете, ребят? Да, там вот они идут по улице, и вот эти дома, да, которые по обе стороны, там просто вот заходят во двор, и силуэт, без разницы, ты не поймешь, кто там, да, вот кто-то там за занавеской в окне, это может женщина, бабушка, там, без разницы, мужчина, это же как бы гражданский, да, там, и просто подряд вот так идут, пуляют там, вот такая вот ситуация, и просто еще интересно, предательство, оно имеет место, то есть есть те, которых привлекли. Скажу честно, не люблю врать.
Может быть, есть люди, которые просрали. Вот откровенно просрали или хотели политически подставить нашего Биби Нетаньяху. Такое тоже есть у меня в моей голове, да, такие мысли. Да, есть расследования, будут расследования повсюду, и Шабак, и Моссад проверять, и, ну, Моссад меньше, это больше Шабак ответственный. Ой, у меня предупреждение, нас, видимо, сейчас бомбить будут. Да. Кстати, Мухаммад, чтобы ты понимал, насколько наша страна о нас заботится, у нас есть аппликация в телефоне, которая предупреждает по месту жительству, что выпущена с Ирана ракета, и скоро будет у нас этот, как это называется по-русски? Я понял. У нас тоже есть каждый вечер БПЛА. Это сообщение приходит. Вот, видишь? Но почему-то там свои деньги предпочли потратить на другие вещи, но не на защиту своих детей. Поэтому я всегда говорю, что люди должны брать ответственность. Если бы мы эти деньги за столько десяток лет не тратили бы миллиарды долларов на свою защиту, самооборону, да, мы бы эти деньги вложили бы намного важнее вещи, такие как разработать какие-то препараты лечения, да, что-то в хай-теке, что-то, что могло бы быть полезно всему миру. Понимаешь? А у нас, слава богу, есть для этого мозги. Если бы нам только дали бы возможность, смотри, Египет сколько раз нападал на нас, Иордания, но в итоге до них дошло, что это бесполезно, и они начали с нами дружить. Да, может быть, они нас не любят, но они с нами договор сделали мирный. Тишина, нету войны. Правильно? Но этих почему-то нужно. Вот сам подумай, зачем им эта война нужна. Потому что их спонсируют, и в них вливают миллиарды долларов. Я вообще-то в этих вижу полностью как бы вот это объект, как пушечное мясо, да, для манипуляции. Однозначно. Кстати, Иран делает очень хитро. Иран — это шииты, да, они ненавидят суннитов, это понятно, это все, никому не секрет. Значит, и они ненавидят евреев. Что лучше или что легче всего? Заплатить суннитам, чтобы убили евреев. Евреи убивали суннитов, а они сидели, как господствовали в исламском мире. Понимаете, ребята? Это игра, которая идет, как говорится, одним ударом двух зайцев. Да уж. Я в прошлом году, если не с ума сошел, Израиль с вот этими войнами, всеми делами первое место занял по самым больше выпущенным стартапам в мире. А в этом году по какому-то второе место после Америки. И нам бы, наверное, лучше на это смотреть. С этого какой-то пример брать. Сами в луже сидим и кого-то пытаемся учить. Ну, это да. В интернете вот гуляют вот эти ролики, там, то ли раввины, то ли какие-то вот эти русскоязычные. Я просто уверен, что это выпускники вот этой... Проплаченные. Да, проплаченные. Вот они, знаете, как сильно они вредят. То есть эти люди, они рассказывают какие-то вещи, там, мы евреи, будем там всех убивать, порабощать. И вот эти вот, я не знаю, дебилы, просто присылают эти ролики, там, кидают друг другу. Смотрите, что они говорят. Это тоже очень вредная тема. Я недавно услышала одного такого, якобы он раввин. Отправила к одному религиозному человеку. Говорю, скажи, пожалуйста, это что за чушь он несет? Говорю, я первый раз в жизни такое слышу. Столько лет уже, больше 35 лет в еврейской стране живу, первый раз такое слышу. Он говорит, я тоже не знаю, откуда эти придурки выходят, и почему-то на русском языке постоянно какую-то фигню несут. Понимаете, ребят? Это потому что, если послушать израильских раввинов, да, на иврите, которые говорят, они никогда такую чушь не несут. Я не знаю, откуда эти русскоговорящие якобы раввины несут всякую чушь непонятную никому. Видимо, это кому-то надо, я не знаю. Америка.
Кстати, насчет Америки, да? Когда думают, что Америка – это близкий друг Израиля. В Америке тоже не все так однозначно. Там тоже есть демократы. Там был Байден, кстати, который ставил нам эмбарго. И спасибо Байдену, из-за которого мы потянули эту войну на столько лет. Хотя могли бы это все быстро закончить. Так что, когда думают, что Америка там прям вот такой ближайший друг Израилю, да, они друзья, когда им удобно. И мы это знаем, мы это признаем, мы это осознаем. Алина, почему они их не принимают? Потому что они им не нужны. Если кто-то знает Ближнего Востока историю, вы можете почитать, что делали вот эти арабы, которые называют себя сейчас палестинцами, что они делали в Ливане, какой переворот, как они вырезали там христиан, что они делали в Иордании, где они пытались власть снести, да, короля там, что они делали в Египте. Поэтому, в принципе, ни Иордания, ни Египет и никакие соседские страны их не хотят к себе принимать, потому что понимают, что в итоге это опять группа людей-террористов, которые придут и попытаются сделать им переворот в стране. И поэтому их никто не принимает. Поэтому Египет выстроил себе еще одну стену в 4 метра высоты, чтобы никто туда не пролезал. И сказал, хоть один палестинец перейдет с Газы к нам в Египет, будем стрелять в упор. Они это открыто заявили. Все-таки Америка лучший союзник, да, чем Советский Союз. Ибрахим, хочешь? А вы знаете, как Советский Союз вообще сбили ракету? Такой бум слышно. Значит, ведь Советский Союз проголосовал за создание Израиля с мыслью о том, что Израиль будет ее прокси здесь, в Ближнем Востоке. Когда не получилось, она решила дружить со всеми арабскими странами угрозу Израилю. Так что вот так вот получилось, да. Израиль предпочел демократию, предпочел с Америкой. Это тему ее надо разъяснять, потому что вот не понимают тоже все. Просто уделяясь некоторым чеченцам, вот зная мою позицию, хотя я и свое лицо показал, несколько у меня это видеообращений есть, и вот зная меня, мне просто вот пишут, про Эпштейна присылают, про Израиль там всякие. Я говорю, человек, зная мою позицию, это мне присылает. Когда я говорю, давай будем про Россию говорить, что Чечня оккупирует. Не. Домой надо ему ехать. Он же домой ездит-то. Вот представь, вот таким людям, мусульмане разные бывают. И вот такие бывают. Но нормальных мусульман надо искать. Вот представьте, вот чеченец тебе все время про Израиль рассказывает. Но когда ты, давай будем про Россию, что у нас на протяжении сотен лет убивали тысячами, сотнями тысяч чеченцев, давай будем про это громко. Домой ездить надо ему. Это же опасно, говорит. Вот представьте, вот какие люди они. Вот мусульмане, вот такие. У них про свой народ свобода таких понятий нету. Вот зомбированы, это дебилы. Вот представьте, он говорит, мне домой надо ездить. Попозже к вам вернусь. Да, там у вас неспокойно, поэтому главное безопасное место. Говорить о свободе своего народа вот опасно, потому что домой не получишь поехать, опасно будет. А про Израиль можно. Вот представьте, вот услышать такое от чеченца. Вот такого будешь чеченцем считать-то. Представь, вот. Про Израиль, за Иран переживает, когда война в Чечне шла. Вообще дела не было до Чечни. Занимался похищениями, чем только не занимался. Вот человек сейчас переживает за Иран, переживает до этого, за Палестину. Давай про Чечню. Нет, это же опасно. Ему домой он ездит-то. Вот такие вот, представьте. Вот что ты с ним можешь говорить-то. Вот таких, за чеченцев обидно, что вот такие люди среди нас есть.
Мусульманин вообще про Эпштейна должен вообще не упоминать. Просто когда еврей один что-то сделал, значит, мы все вдруг стали детьми Эпштейна каким-то образом. Мы, оказывается, все уже были на острове, прям всем народом. Евреи, и все там участвовали. Мне нравится, еврей за одного солдата, как его, Шалит Гилат или как его этот? Гилат Шалит, да. Гилат Шалит, я помню, за него евреи столько отдавали людей-то. 1027 террористов мы отдали. Не офицер, не генерал был, ефрейтор был. За него, за одного солдата или за одного заложника еврейского отдают тысячами арабов. Представьте, вот как они своих людей берегут. А у нас как берегли. А у нас там умрет семья там, пацаны, они шахидами стали. Там умрет кто воит, он шахидом, он там сейчас уже горе его ждут. Он уже горе ему отморит. Представьте, вот при таком отношении, как мы будем свой народ беречь. Вот что нас превратили-то. Тем более, когда люди воевали за свою свободу. Не за свободу надо ради джихада. Джихад, ради Аллаха. Вот представьте, вот народ, который погибает. Я говорю, не за свободу, нет, зачем за свободу? Это не считается, говорят. Вот представьте, человек за свободу, за родину, за землю. Нет, это в исламе не считается, надо за Аллаху. Только это, говорит, учитывается. И люди, которые за свободу воевали, им деньги не давали, арабы. Давали, которые их пропаганду вот, ради джихада. Вот эти финансировались. Эмирам они давали, эмиры своим давали, кто перед ним там эти заказы исполняет за $100. А все это делалось на крови чеченского народа. Это если мы не будем это говорить, это еще раз будет повторяться. Если мы не будем народ образовывать, просвещать, доносить до него, это будет повторяться среди нас. Кто хочет, я не хочу этого. Но и в стороне и молчать нельзя. Если ты молчишь в стороне, значит, эти люди молчать не будут. Они будут делать дела, как у договора, 2,5 единицы. Зачем нам строить фабрики, заводы? Тоннели будем. А когда вот перед 7 октября там у израильской армии попались российские корнеты, которые 2-3 года назад были выпущены. Россия их готовила, Иран готовил к нападению. Корнеты, что когда шла война, что у нас корнеты были или какие-то другие были? Откуда из Хамас попали корнеты? Это не 10, не 20, не 30 штук. Чтобы подбивать танки израильские, все же готовилось-то. Откуда они туда попали-то? Зачем строить подвалы, тоннели для войны? На чьи деньги? Мировое сообщество, они же не работают, у них фабрик, заводов-то нету. А на эти деньги, вот, вместо того, чтобы там на образование, там, на производство, заводы, фабрики строить, они строили тоннели, чтобы воевать. Поэтому этого никогда будущего не будет. Что хотели, не хотели войны, война пришла, потому что они сами ее затеяли. Да, это земля Израиля. Это земля Израиля. Я говорю, 20-30 тысяч квадратных километров у этого народа земли. Они говорят, они не имеют права на этих 20-30 тысяч, на своей земле не имеют права. У Ирана там 1 600 000 квадратных земли, у Ирана, то они говорят, Израиля такого государства быть не должно. Тогда Ирана не должно быть. 1 600 000 квадратных километров, представьте. 100 с чем-то раз больше, чем Израиль. Я говорю, нормальных мусульман надо поискать. Если он мусульманин, это же больной человек. И он уже обработанный. Это методичка их. Это уже ненормально. Он своей головой никогда не будет, потому что он должен следовать этой методичке 7 века арабской. У него своей культуры, традиции, обычаи не будет. Потому что это религия, традиции, обычаи этого народа отрицательно. Я все. Террор, безопасность надо вам соблюдать. Берегите там детей, себя. Ну да, деток больше всех жалко, они вот сонные с грудничками спустились, сонные все старички, инвалиды, все соседи в пижамах. Мы уже познакомились со всеми соседями в пижамах. Я тоже помню. На этом острове Ибрахим Бехлум Бела. Я представляю, если на этом острове нашли бы там пару деревьев плачущей ивы. На Эпштейна острове. Как вот эти первые. Кстати, вы знаете, почему-то
Я извиняюсь, Ибрагим. Почему-то не говорят о вот этих вот шейхах арабских, которые, да, там 6 человек еще было, вот этих миллиардеров, которые тоже участвовали во всем этом. Как бы и представляют Эйнштейна, как будто он был какой-то религиозный человек. Нам друзей надо искать. А арабы никогда нам друзья не будут. Это они уже доказали всему миру, что они друзьям не будут. Человек, людям, которым ты должен поклоняться, это не друзья. 5 раз должен поклоняться. Твой язык, культуру, которую ничего не признают, они на твоем языке не приветствуют, ты должен на ихнем. Они твой язык не учат, ты их не учишь. Твой язык пропадает, а ты все равно их язык учишь, потому что он в раю будет. Красивая была. Ну, представьте, нормальный чеченец, свободный чеченец, как это можешь принять? Твой язык исчезает, а ты не думаешь о своем языке, на котором разговаривают твои предки, а ты учишь арабский. Чечня, вот везде это. Медресе, институты, все. Чечня, по-моему, все на чеченском разговаривают. В Чечне на чеченском. Я первый раз слышу, что в Чечне язык исчезает, потому что даже в Хасавюрт, если ты зайдешь, Хасавюрт полный чеченцами, они все на чеченском разговаривают. В Чечню заедешь, все на чеченском, и полицейские, и врачи, и в магазине, везде на чеченском. Я знаю, тебе дела нету, нам до своего языка дела нету, мы за свой язык переживаем. У тебя видно, что тебе дела до чеченского нету. Ты за нас не отвечай. Я не отвечаю, я говорю то, что я слышу. Молчи. Я у тебя забыл спросить, Сегодня по-особому кумыки, дагестанцы, все за нас переживают, сами свободные. Я чуть разъясню, вот у нас... Я что плохой не скажу. Там, на государственном уровне, на официальном уровне наш язык, он вообще там, скажем так, не применяется. То есть русский язык, он в школах везде преподается, все на русском языке. И собственный язык, он изучается там 1-2 урока, в неделю, как иностранный язык. И просто то, что кто-то разговаривает на языке, это такой бытовой язык, он, то есть на нашем языке, на нашей земле у нас должна быть и литература, и всякие вот эти предметы, да, там, будь то физика, будь то биология, ну и так далее. И вот это вот очень важно, и тем более он еще должен развиваться, как вот появляются там новые технологии и так далее. Поэтому для нас очень важен наш язык, для тех, кто себя там, ну, дружит, да, там, с вот этой, в голове, там, с национальным самосознанием, вот с таким делом. Конечно, кому это не интересно, им без разницы, там, на каком, на чем языке. В принципе, то, что там языки знают люди, там, по всему миру разъезжают, там, как бы выстраивают отношения и так далее, это нормально, но все-таки как бы на родине у себя должен быть свой как бы национальный, государственный, и он должен развиваться. В противном случае вот он потихоньку улетучивается, скажем так, да. То есть так, тут тема вот эта была как раз, он стоял, они там спускаются убежище. Я так тоже вспомнил в начале, когда Грозный еще 94-й это был, да. Уже там Ковровыми начали бомбить кварталы гражданские. У нас там тоже родители
такого убежища там нет, было тоже. Но спать было спокойнее посередине дома как-то, где в такой в проходе такая маленькая комната у нас была, и туда нас там детей туда ложили. Ну, детей там относительно, мне тогда сколько лет, 14. Короче, нехорошее дело война. Да. Ребята, мы в центре были, вот этом правительственном убежище, он напротив вот этого родильного дома, здесь пятиэтажный дом, наверное, центральный вход есть напротив него, и под ним этот дом. У нас там дядька жил, и они знали про этот подвал. И там мощный подвал такой с задвижками, такими толстыми дверями, там пару метров стены, глубинные прям, правительств тех времен, бомбоубежище. Мы там были, когда центр бомбили, просто ходунком ходил весь этот подвал. И там было 70... Да. Там 72 человека было у нас. Там около 10 чеченцев, остальные почти все русские были в центре. Ну, русские были, евреи, армяне были. 72 человека у нас было с детьми. И кроме моего отца, никто, даже мой дядька, выйти боялся. Это ужас был в центре города. И вот по разбитым магазинам отец ходил, еду собирал, вот этих 72 человека кормил. Потом приехали осетинцы, наемники, на БТРе. Меня, отца, подняли на этот БТР, хотели забрать, расстрелять. И вот эти бабки нападали, еле-еле у них отняли, нас. Вот такой случай, момент я имел у меня тоже. В 96 году русские захватили 9-ю горбольницу, там где-то 1500 человек было. Их командир говорит, я второй басай, у меня здесь в заложниках 1500 человек. Если что, а там как раз 4 спецназовца захватили в плен. И он говорит, я здесь их расстреляю, говорит, всех, если не отдадите. А там каждый день люди погибали. От ран там много, люди прятались от их минометов, там авиация работала. А там самое высокоэтажное здание 9-й горбольницы было. Про это русские не говорят, там Буденовск говорят, там чего только не говорят. Про 9-ю горбольницу не говорит никто. Каждый день. И когда их обменяли, и народ, когда вышел, они минометом обстреляли, там народу погибло много. А когда народ вышел, их отпустили, вот этих солдат. Они 100 человек заложников с собой забрали. И когда отпустили, вот народ вышел, когда обнимали все, радовались, они минометами этот народ обстреляли. И там люди погибли. Вот эти вещи никто не будет. Вот некоторые про Израиль рассказывают, про все. Когда я говорю вот это, это опасно, говорит он. Про нас, чеченцев, и чеченцев опасно. Зато можно про Иран, можно про Израиль, про Палестину, про хуситов можно. А я говорю, нет, вот давай про чеченцев. Не, я говорю, опасно, я же домой езжу. Это не чеченец, он мусульманин. До чеченцев дела нету, ему и дела не было. А до мусульман есть, это не чеченец. Вот таких чеченцев, называющих себя много. И тем более дагестанцев, которые живут на наших землях, научили наши языки, и которые называют себя чеченцами, их особенно много. В селах там есть у нас, в соседнем селе, там полсела, можно сказать, другие есть дагестанцы, все знают. Своими названиями все или юг. Но это юг сейчас стал уже там полсела уже. Вот такое дело. Вот эти люди, они до чеченского нету дела. То, что чеченцев убивали сотни лет, им дела нету. Они про эти вещи не будут. Он тебе про Эпштейна, сейчас про Иран присылают. Он хочет меня на путь, ты сам стань чеченцем. Не, домой, опасно домой-то, надо же. Вот представьте, вот как ты на этого человека, какое уважение к нему, что будет?
Их таких много. Вот их таких воспитывают. Учат вот с медресе, который сейчас открывается. Вот именно, чтобы их таких воспитать, чтобы он не за Чечню, а за Палестину. То, что в Чечне 100-тысячная армия, не, это Палестина оккупирована. А Чечня, не же опасно это же. Что Чечня и Палестина разные вещи. Моя родина Чечня оккупирована. Это нельзя. Про Палестину будем. Настоящий чеченец так не будет говорить. Это уже не чеченец. Быдло. Что пудов? Вообще хуят. Я, кстати, зачастую спрашиваю у ребят, вот, например, дагестанцы, когда заходят, я их спрашиваю, почему вас волнуют какие-то арабы, которых вы в жизни в свои глаза не видели, но вы не переживаете, например, за ВИЧ-инфекцию, которая у вас процветает, да? Ну, это же понятно, почему и откуда она процветает. Вот почему например, вот с Казахстана приходят, у них там, я смотрела их статистику, образование на 60% стоит. Ну вот почему люди не переживают за свою страну, за свой народ, или там собирают деньги на этих газовчан, которые и так миллиарды долларов получают со всего мира, все, кому не попадя, собирают им деньги, но они не хотят пойти в детдома в своих странах, в своих городах или помочь пенсионерам. Мы все прекрасно знаем, как в постсоветских странах пенсионеры живут, да? Почему бы не помочь пенсионерам? Ну, ведь говорят, помоги сначала ближнему, а потом уже дальше смотри. Сначала вокруг себя исправь то, что можешь исправить. Газовчане. Интересное название. Передай привет всем. Привет. Как ты там, испугался или нет? Нет. Нет? Ты уже закаленный? Угу. У меня малой так по-русски говорит, как будто родился в России. Да, привык уже. Привык уже? Да. Государственный язык. Израиль. Государственный язык иврит и второй язык арабский. Это как раз то, что я говорила, что у нас арабские школы есть, арабы учатся на своих языках. И иврит у них как второй язык идет. Английский тоже все в школе учат? Да, у нас есть английский. Я вас удивлю, но у нас даже есть в некоторых городах, но это зависит уже от города самого, от мэрии, как они решают. В некоторых школах даже разрешается учить русский язык. Есть французский, есть арабский. Хочешь поесть? Что ты хочешь поесть? Супчик хочешь? Можно себе доширак? Иди делай доширак. Это доширака, все готово. Что, вот у меня сын в следующем году пойдет в школу, он взял наклонность, то есть там в школах есть выбор, да, вот с 7 класса это переходит, до 6 в одной школе, с 7 класса это уже следующая школа идет, более старшие классы, и там есть возможность выбрать наклонность, то есть кто-то идет на хай-тек учиться, кто-то там биологию, кто-то там химию наклонность. Мой ребенок решил выбрать наклонность языков. То есть это в будущем он может работать в таких сферах, как там, ну, какой-то политической деятельности или там, не знаю, телевидение или еще чего-нибудь. Да? Он решил, что он хочет языки, потому что ему они легко даются, и он любит. Он сам научился на русском языке писать, читать английский. Он шикарно владеет. 11 лет он шпарит на английском, как на родном языке. Иврит, да, вот у него 3 языка на данный момент. И сейчас он будет учить французский, арабский. Так что да, так вот. Можно вам вопрос задать? Конечно. Вот смотрите, вот всегда, когда вас нападали, вот итоги все оборачивалось в другую сторону. Вот было бы интересно, как вы с этого кризиса выходили, как это с образованием, как вы детей отдаете на музыку, танцевальные, или что, не знаю, ну, что бы сделать, чтобы так же выйти. На вас же тоже монстры нападали. Вот как нам тоже этого монстра скинуть?
Какой смотрите, пример бы взять? Вот пока, например, пока у нас длится война, а у нас, вот если взять со времен короны, что в школу не ходили, то есть за последние 5 лет то была корона, в школу не ходили, то там была одна война, то потом дальше как бы нас бомбили. Очень много пропустили дети школу, очень много. Они просто учатся по Zoom. Включают Zoom, учителя с дому и преподают по Zoom. Да, по далекой связи, занимаются с ними, даже спортом, включают им музыку, занимаются спортом по компьютеру там. То есть, чтобы ребенок не чувствовал, что он где-то оторвался от общества, от друзей. И я думаю, что просто народ закалился, просто мы закаленный народ в этом плане. Я даже помню, вот в 2000-х годах, 1999-2000-х годах, у нас каждый божий день взрывались автобусы, рестораны. Да? Вот просто вот взорвался автобус, взлетело там 30-40 человек на куски. И через час там было чисто. Там ничего не оставалось. Ни капли крови, ни тела, ни автобуса. И люди продолжали дальше жить. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что они пытались сделать. Они пытались нас утомить, да? Не просто запугать, а и утомить, чтобы мы устали и ушли сами. И у них это не получается. Понимаете? У них это не получается. То же самое, что иранцы сейчас делают. Они нас бомбят с утра до ночи. Причем они это делают всегда или очень рано утром, или посреди ночи, чтобы люди уставали, были вялыми, чтобы пошли давить на власти. Да? Но у нас народ закаленный, поэтому мы понимаем, для чего мы это делаем. И все, занимаемся своими детьми. Так, кстати, тему короны тоже вы распространили, если вы не знаете. Да, это мы знаем, да. Прям с Китая. Поехали туда и оттуда распространили. Можно еще маленький вопрос? Конечно. Смотрите, вот начиная вот с Вавилона, Рима, вот все всякие моменты вот с Германией и так далее. Вот, смотрите, в данный момент даже вот у вас идет на нескольких там фронтах война примерно. И как вы умудряетесь занимать первое место по стартапам, быть передовым государством? Вы же как-то, ну, как вам сказать, у вас есть что-то, которое, как, не знаю, как у вас это получается, или от Бога, или как, ну, что-то вам очень помогает. Нам как-то задавали этот вопрос и как-то даже обсуждали, и даже был по этому поводу интересный ролик, как евреи воспитывают своих детей. Значит, расскажу вам секрет. Вот когда меня вызывают в школу маленького ребенка, младшего моего, у меня их 3, младшему, да, он такой балованный, неусидчивый. И когда учителя жалуются, вот сидит учительница, мой ребенок, и она мне на него жалуется, что он там не сосредоточенный, что-то там занимается чем-то там, то с кем-то болтает, то где-то задирается. И типа там что-то пропускает. Я прямо при ней говорю своему ребенку: это нормально. У тебя не обязательно должны быть высокие оценки. Я уверена, что ты достаточно интеллигентный, и у тебя все получится. И это делает его уверенным в себе, ребят. Что я заметила, да, в жизни, что ребенка нужно мотивировать. Вот если у него есть какой-то плюс, надо на этот плюс еще больше как бы помогать ему, подталкивать в эту сторону его плюса. Да? Не говорить: и ты там получил 4, плохо, надо 5. Нет, молодец, получил 4, отлично, в следующий раз будет лучше. Понимаете? Надо всегда ребенка хвалить. Чем больше ты ребенка хвалишь, ну не просто так хвалить, да, он там прям пошел что-то натворил ужасно, ты его за это хвалишь. Нет. Имеется в виду хвалить ребенка за его достижения, даже если они, по-вашему, не такие большие, не такие значимые. Все равно надо хвалить ребенка, потому что чем больше ты поддерживаешь его самоуверенность в себе, тем больше у него получается мотивация учиться еще дальше. Если гнобить ребенка и говорить ему: ты тупой, ты неудачник, он в это в итоге поверит, ребят. Он в это поверит и перестанет что-то делать.
И знаю таких людей, которые в своей жизни учились и первую степень, и вторую, и там доктор, и профессор, но по жизни они ноль, они ничего не могут достигнуть. Почему? Потому что нет уверенности в себе. Человека нет уверенности в себе, и он ничего не сможет достигнуть в этой жизни. Поэтому не давите на своих детей, давайте им мыслить свободно, да? Не все должно быть под шаблонками какими-то. Давайте им свободно думать, потому что каждый ребенок, который свободно думает, он может до чего-то дойти, до того, чего мы не додумались. Вы имеете в виду поддерживать, щадить, поощрять в пределах разумного, да? Да, да, конечно, конечно. А еще, как вам сказать, хотелось бы побольше, но много, наверное, лишних ушей тут. Ну, если есть какой-то хороший совет, нам не помешал бы. У нас в сфере вот образования, например, нам это очень важно и очень надо. У вас шумно очень. Микрофон шумит у вас, не слышно. Секундочку. Тут слышно теперь? Да, да, сейчас слышно. Какие-то секунду, что слышно тебя? Что-то у меня тут не то случилось. Тут какие-то радикалы бегают, они там государство строят какое-то, я не знаю, какие-то могут проповедники хотят государство строить. Но никто не говорит про образование, откуда мы найдем этих специалистов. Как нам это делать? Проповедники же не построят государство никакое. Они умеют только ломать, уничтожать, резать, больше ничего. И нам этот совет, есть любой совет очень важен был бы. Если как-то, не прямо сейчас говорю, будет какой-то совет, нам не помешал бы он. Спасибо вам. Я даже не знаю, что советовать, честно говоря. Вы знаете, вот то, что я вам говорила, не всовывать своего ребенка в эти шаблонки, да, вот эти, чтобы человек мог мыслить разносторонне и свободно, да, это как раз и к родителям тоже относится. Вот у нас, например, если есть обычные школы, то открылись еще другие школы, они называются демократичные школы. Это такие школы, в которых ребенок больше сидит не в классе. Они учатся на природе, их выводят, там, например, в какой-то лес, на природу, там, на травке посидеть, да, и вот они прям с учебниками, с тетрадками могут на полу сидеть и там прям писать и учиться. Выводят детей там в какое-то место чему-то обучаться, да, то есть сама учеба не происходит только в классе и только за партой, понимаете? И смена обстановки ребенка, нахождение его, это пробуждает интерес. Ребенка нужно привлечь, заинтересовать чем-то. Очень тяжело, не всем детям удается легко сидеть вот так вот и сосредоточиться в этом тусклом, темном классе, да, таком, где просто учительница, это указка и все, и учебники. В некоторых школах учатся через iPad, да, уже через компьютер, через iPad. Они не носят с собой уже этих книжек, тетрадки, это все им не нужно. Просто взял iPad и пошел, и там занимается. То есть стараются детям как-то облегчить. Потому что сейчас информации очень много в голове, не как в наши времена. И не как мы все зубрили наизусть. Сейчас это все быстро и легко уходит уже с памяти. Очень много информации. Поэтому подход есть разный. Дети, например, у которых есть проблема дефицит внимания, да? Для них есть тоже особенные школы. Какие? Например, школы, в которых меньше детей в классе, то есть там от 5 до 10-12 детей в классе. Когда в обычных школах это 25, 30, 35, да? Ребенок, у которого есть дефицит внимания, ему нужно особое внимание, ему нужно больше внимания уделять.
это не значит, что это ребенок глупый. Нет, ему просто тяжело сосредоточиться. И там уже работают другие учителя, которые обучены, подготовлены работать с такими детьми и знают, как обучать таких детей каким-то навыкам, чтобы легче запоминать какую-то тему. Понимаете, ребят? То есть самое главное – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Не требовать от всего класса одно и то же, потому что каждый ребенок, он индивидуален. Вот и все. Такого на музыку религиозных, например, запретов нету случайно? Нет, нет, у нас нету запретов. Такого запрета у нас нет. Ну, нам вот это идеологически все полностью попортили. И музыку, и танцы. Вот у нас танцы просто... Евреям я тоже там наблюдал. Даже евреи сами учат. Там показывали где-то в роликах. Даже цахаловцы тоже танцевали лезгинку. То есть вот эти танцы, музыка... Мы и сейчас танцуем, Ибрагим. Мы на своих свадьбах, горские евреи, танцуем лезгинку, мы танцуем под наши кавказские традиционные песни. Мы и сегодня соблюдаем. Я в 11 лет приехала, у меня сестра младшая, ей было вообще 9 лет. Она ходила на кружок, где был очень выдающийся учитель, я не помню его имени, но он там вел, он приехал в Израиль, он открыл кружок, и ребята ходили, и она научилась танцевать лезгинку настоящую. У нас и здесь это соблюдают. Вообще-то этот танец, он как бы общекавказский же был, то есть все на Кавказе его использовали, там, ну, чуть-чуть разнилось это от местности к местности. Ну, есть разные, да, есть же разные, да? Да. Тем не менее, вообще, наверное, самый такой красивый, энергичный танец. А, танцуют и шалахо танцуют, и всякие танцы танцуют. Танцы, мозг, именно танцы, музыка, рисование, именно начинает вот эти именно нейроны задействуются именно тогда там, где они вообще не действуют. Спящие места просыпаются. Кружки. Надо открывать кружки побольше детям. Это плавание, это спортивные какие-то, это рисование. Рисование, кстати, очень ребенка развивает и в психологическом вопросе тоже. То есть он может свои эмоции, особенно ребенок, который замкнутый, ему легче рисовать и выплескивать свои эмоции на рисунке. Ну, самое полезное было бы вот у нас в Чечне гимнастику открывать, и детей туда отдавать. А то у нас все эти единоборства, даже потом можно единоборство, сначала гимнастику, и гибкость, и пластика, все было бы. А дальше подрастет, он сам выбирал бы. И девочкам, и мальчикам гимнастики нет у нас. Я как-нибудь поеду в школу, вот эту вот новую, куда я записала ребенка. Если получится, я вам сниму видео и покажу вам, как это выглядит. Там шикарный зал огромный для ребят, дети, которые выбирают балет. Они могут заниматься там балетом. Есть дети, которые могут заниматься спортивными кружками, там баскетбол или футбол или еще что-то. Есть дети, которые выбирают музыкальную сферу, то есть они могут играть на рояле там, или каких-то еще других инструментах. Это все помимо учебы, ребят. То есть вот то, что я вам говорила, там химия, биология, вот это все, это отдельно. Еще есть вот эти вот кружки. Они идут вдобавок, и ребенок должен выбрать. Это специальная такая спортивная школа, и ребенок выбирает, что ему интересно из всех этих сфер, и будет посещать их тоже. Это тоже все включается в образование. Спасибо, это тоже нам очень важно есть. И то, что сказал ветеран, вот туда добавил бы я. Нам надо было бы, если была бы у нас возможность, поощрять наших математиков, физиков, биологов,
И про них у нас вообще забыли, им вообще ничего не дают. Однозначно. И Хабибы, и Мабибы. Я-то дома работал тренером по боксу, и я немного в спорте разбираюсь. И я вот гимнастику открыл. И для маленьких девочек, пускай девочки, женщины там отдельно занимаются, потому что у нас сейчас здоровых людей нету. 50 лет, я не говорю, 30 сейчас особо здоровых нету. Больные люди, 40-50 нету уже, все. Женщины больные все. А у нас, вы знаете, кстати, вот со школы у нас обязательство входит каждый год. Есть где-то месяц, где они посещают со школы прямо, едут в бассейн, да, их там обучают плаванию. Так вот, когда я сопровождала класс своего сына, там у нас плавали бабульки и дедульки, пенсионеры. То есть для них тоже есть кружок, и они себя записывают туда и плавают, занимаются спортом, старички. Да, у нас, кроме нужного, не чем только не занимаются. У нас пока ислам головного мозга. Пока вот это вот у нас лечения не будет, это вообще у ничего нас не люди больные, почему? Обмен веществ нарушен, все ходят по этим похоронам, маулидам, все жрут, питаются, и мало кто из них работает на пенсиях, живут, и вот с такими толстыми животами, где ляжка, где живот не разберешь, толстые все такие. Ему 40 лет нет, он 30. Сейчас еще питание такое, Саид, сейчас питание такое. Ну, как-то регулировать. Все полуфабрикаты, все. Не, ну все равно я понимаю, но когда ты до отвала жрешь, ну вот здесь на эти похороны пошел, через 2 часа и там жрешь, ну как-то следить-то надо как-то. Уже нету вот, чтобы за собой следить, мало кто сейчас. Я вам скажу, что я заметила у нас тенденцию такую, что у нас много людей, которые были в хай-теке, то есть они чего-то достигли там, да, каких-то высот, и, скажем так, и хорошо заработали, и все, и вот им уже стало скучно. И почему-то я заметила, что у нас очень много хай-текистов идут в сферу именно школ учить. Значит, начинают они с простых учителей и добиваются того, что они уже директора. Это уже 3-я школа, которую я заметила, где директор школы – это бывший хай-текист. И это прекрасно, потому что хай-текисты, они как раз-таки обучены размышлять. У нас это говорят на иврите «михуц ля-кувса», это значит «вне коробки». Если в переводе дословно, вне коробки. То есть не сидеть вот мыслить только вот этой вот коробочки, да, а вне коробки думать. И вот эти люди, которые хай-текисты, они, когда становятся директорами именно в школе, они приносят какие-то новые мысли, новые пути детей, воспитывать уже не по старой закалке старых учителей, которые только с указкой строго сидеть. Они приносят какие-то новые идеи. И думаю, что это очень важно, потому что когда молодое поколение приходит с молодыми какими-то новыми идеями, он находит лучший подход к детям нашего времени. Это все должно подходить к нашему времени. Невозможно, чтобы учительница, которая была у мамы, да, чтобы она преподавала и маму, и бабушку, и внука, и все по той же схеме. Да? Это не получится так, потому что дети уже разные, другие. Сегодня дети другие, не такие, как мы. И самое главное, что я хотела сказать, что детей бить не надо. Ни в коем случае, что бы ребенок ни сделал. Если вы его будете бить, единственное, что он сделает, он накопит в себе эту агрессию и пойдет на улицу бить того, кто слабее него, потому что на вас он не сможет оторваться. Ребенку нужно объяснять, в чем он ошибся и как исправлять ошибку. И, естественно, если ребенок 2-й раз, 3-й раз не понимает, есть санкции. Отобрал телефон, отобрал игру, не дал встретиться с друзьями. Да? Есть такие санкции. Но ни в коем случае не бейте детей, потому что агрессия приносит к агрессии. Это всегда так. Ну, видите, есть люди, которые советской закалки думают, что побить это нормально. Есть такие еще.
ребенка бить это вообще не выход. Ребенка вот как санкции, как вы говорите, надо делать. Игру отнять и так далее. Я что хотел сказать. Делается все, чтобы мы перестали быть чеченцами. Такие деньги, воспитание, финансы, что только не делать, чтобы мы перестали быть чеченцами. Если мы уже перестанем чеченцами, ну, за что мы будем бороться? Что мы будем защищать? Что мы будем беречь? Если для того, чтобы беречь ваше чеченское, Саид, вам нужно первым делом бороться за то, чтобы ваш язык сохранить, да, чтобы ваши дети учились языку. Если мы одежду, музыку, забудем, еду. Обычаи... говорите, да. Нет, все, я сказала, извиняюсь. Не, если мы сами свои традиции забудем, обычаи, все. А за что нам тогда? За что будет? Если язык мы забудем уже, ничего своего родного, за что тогда? Вот представьте, за что будем? Потому что ничего ты сам свое не сберег, не сохранил. За что? Вот Украину тебя пошлют, какой-то мула тебя в Сирию пошлет. Представьте, вот. У нас в Чечне столько народу не воевало, сколько в Сирию поехали воевать. Не было у нас столько народу не воевало. Сколько поехали в Сирию, их же отправили. Кто отправил? Это идеология. Представьте, где война идет. Представьте, со стороны Турции, как это будет границы охраняться, чтобы с той стороны там эти бандформирования, сирийская армия не прорвалась. Представьте, вот как она будет со стороны Турции охраняться. Что туда никто не выйдет с той стороны. А с этой стороны открыто отправляли. А почему Идлиб, эта провинция Идлиб, турки сохранили, вели войска туда, чтобы ее сохранить? Чтобы это потом в нужный момент, эти формирования обратно, чтобы их... Вот сейчас пришли к власти, и чтобы влияние свое Турция имела это. То же самое чеченцы, которые в Турции сидят, они что, как беженцы сидят, что ли? Нет. Беженец, он знает, что он беженец. Они не как беженцы сидят. Беженец, а эти же как сидят? Их используют. Они там и с пистолетами, хоть что угодно делают. Ну для чего? Друг, и что? Чтобы Чечня находилась под влиянием Турции. Чтобы Турция имела влияние на Кавказе. Все войны, когда русско-турецкие, там сколько войн было-то? Где-то под 15 войн было. И все войны Турция использовала нас, чеченцев, чтобы отвлечь российские силы. Хотя она была империей тогда. Тогда и Аравия, Мекка, Медина, Ирак, Балканские страны, все было под влиянием Турции. Она проигрывала. Единственная одна война, где она 6 лет. А так год-два воевала Турция. А нам эмиссаров присылали. Этим эмиссары им давали деньги. Немного оружия, там 5-10 пистолетов дадут, там украшены золотом, серебром, там что-то. И давай поднимай народ, мы вам скоро поможем. И вот эти проповедники, и вот наш народ все время использовали. Каждый раз, когда шла русско-турецкая война, наш народ поднимали и использовали. Да. Вот таким образом черкесы попали сюда, в этот регион. Черкесы, вот, да. Вот, у нас есть 2 деревни прекрасные у черкесов здесь. Они, кстати, молодцы. Они соблюдают и свои танцы, и свой язык, и одежду национальную. Вот это Сочи, все эти места. Там есть, да, для них, чтобы как бы свою культуру. Да, у них свои деревни есть. У них 2 большие свои деревни есть, где живут только черкесы. Есть это давно в канале «Культура», и еще где-то раньше это говорили. Вот они, когда он рассказывал, как черкесы воевали. Когда в 1864 году война окончилась, говорит, черкесов 600 тысяч осталось. Там несколько миллионов, говорит. Из них осталось 600 тысяч. Из этих 600 тысяч, 500 тысяч, говорит, уехали в Турцию. Представьте, 100 тысяч осталось всего. Да, их, кстати, брали с маленького возраста, их детей, мальчиков. Воспитывали из них воинов и отправляли, чтобы они от их власти были тут. В портах, говорит, вот этих черноморских портах, они умирали. Вот в Болгарии, там, везде они, говорят, в портах детей продавали, чтобы с голоду не сдохли, не умерли. Представьте, вот до какого состояния были доведены они.
И вот они их, турки на границе их ставили, вот, чтобы они охраняли территорию Турции. На границах они их ставили. Вот, и чеченцев их, чтобы использовать. В своих войнах, чтобы использовать. Мы еще никак не можем, до нас не доходит. Вам тоже спокойной ночи. Это Маюш, по-моему, да, был? Да, Маюша. Короче, вот последние дня 3 я тут тоже на ТикТоке новый относительно, да, просто вот до этого мы там в Телеграме пытались информационную вот эту работу вести. Ну, сейчас вот дня 3 наблюдаю. Сейчас они меня, правда, блокнули. Вот тут есть вот эта группа, которая орудует, и очень они плохую... Да, они всей командой кидают жалобы, что блокнуть. Очень пагубную вот вообще для всех чеченцев вот такую вот они работу ведут здесь провокационную. Просто там в какую-то группу я зашел, сидит какой-то этот с метлой на подбородке, какой-то русский мусульманин. И там какая-то якобы у него политическая организация, называется «Халифат». Сторонник там свержения режима в России. И у него спрашивают, кто ты воин, там, где ты вообще находишься. А это не имеет значения. То есть явно непростой парень, как минимум звание офицера. И вот с ним вот эти вот деятели, мой тезка, который на аватарку башню там какую-то поставил, евросоюзовский там какой-то знак. Этот, потом кто там у них еще? Ронин, потом итальянец. Короче, такая целая группа, которые ходят и вот это антиеврейское выплескивают, потом антиамериканское. Вот все в точности то, что сейчас пропагандируется в Чеченской Республике, вот один в один они вот эту вот тему здесь и проталкивают. Еще настраивают других вот этим настроением, да, таким. Потом, где это было, в какую-то их группу я захожу, там какой-то якобы еврей русскоязычный, какой-то там дедуля, фейковый, да, который там против еврейского государства, против евреев, там, против Нетаньяху, непонятно. Я там как-то тему поднял у них, там пытаюсь спросить у русских, почему вы вот пересекли всю Россию огромную, привозя вот этих вот беженцев палестинских, и взяли их в Чечню. Мы вот тут сами, да, там 300 тысяч нас по Европе там как минимум уже, да, там разогнали, там мы живем сами в изгнании, скажем так, да. Эти всю вот эту вот Российскую Федерацию, огромные территории, там можно целую республику, короче, для них построить и туда их поселить. Нет, они ее взяли, в Чеченскую Республику привезли, нам туда посадили. Кстати, вот этот городок, который они там построили, он еще за 2 года до этого был построен. Вот тоже интересный момент. А для кого он был построен? Для них или просто... Вот это вот непонятно, вот эта информация интересная как раз-таки. То есть за 2 года он уже готов был, да, на готовое их туда привезли именно после вот этих событий, да, после террористической атаки, когда начала поступать ответка, вот тогда их оттуда привозят.
потом зарегистрировали там. Оказывается, я думал, они вообще реально политическое там образование, автономия палестинская. То есть, как и вам, нам на будущее вот это заложить мину замедленного действия. Короче, ну это все равно хоть не политическое образование, как бы уже все-таки это есть мина замедленного действия. Вот, якобы автономия, такую организацию они зарегистрировали. И там уже в Ингушетии конфликтная ситуация с ними была, когда они там в школе где-то вели себя не по-кавказски, скажем так, да, далеко не по-кавказски, там что-то к девчонкам каким-то приставали, и уже их чуть не побили там. Короче, вот я вообще что хотел сказать. Я так вопрос там пытаюсь задать русским. У них там на площадках русские. Почему вы вот не даете там этим палестинцам там у себя? Взяли их, нам туда привезли. И сразу эти провокаторы там включились, меня глушат микрофон, начинают агрессивничать. А вот этот дед непонятный, да, там, фейковый Юрий, он сразу куда-то исчез. А как его зовут? Как его зовут? Я даже не ловил, да. По-моему, Маю что же там было. Короче. Ну, это Алекс случайно. Не Алекс случайно. Алекс? По-моему, да. По-моему, что-то такое. Да, я знаю его историю. Как я поняла, если это Алекс, значит, у него сын принял ислам, уехал в Турцию жить. Жена у него мусульманка. Он сам родом из Азербайджана, но жил всю жизнь в России. И он недавно сидел у антисемитов и рассказывал, что, альхамдулилля, он принял ислам. И открыто рассказывает всем, что эти жиды, всех надо поубивать, их немцы недоубивали. Это он сидит у нас, в нашей стране, живет за наши налоги, да, и говорит, что нас недоубивали. Вот такая у нас демократическая страна. Хотелось бы, конечно, его в арабскую страну отправить, чтобы там его на бутылку посадили. Да, просто я тоже понимаю, что все-таки правовое государство, и вот если бы вот эти будулаки, да, которые в этом интернете вот здесь агрессируют, они бы сразу бы, да, вот это вот применили бы, да, там любые действия, любые методы, там, тактику террора. В таком в правовом государстве все равно пытаются как-то гуманно обойтись с этим. Я вам скажу, что иногда эта демократия, она играет нам не на руку. Почему? Потому что во имя демократии нехорошие люди пользуются этой демократией ради своих интересов. Просто другого механизма нету. Вот как это, чья это там цитата, да, что демократия это не самый лучший как бы инструмент, да, там, но другого пока люди не придумали, то есть. Нет, демократия это неплохая система, только эту демократию нужно корректировать. То есть демократия не означает, что ты можешь говорить что угодно и наносить вред кому-то другому. То есть, как говорится, свобода человека должна заканчиваться там, где ты посягаешь на свободу другого человека. Да? Да, вот так вот демократия должна быть. Но у нас, видите, у нас в стране сидят политики, арабы, которые называют нас оккупантами. Нас в нашей же стране сидят у нас политики,
в Кнессете, который получает, на секундочку, зарплату 50 тысяч шекелей. Это если в долларах, это получается примерно, сейчас вам скажу сколько, около 15-17 тысяч долларов в месяц они получают зарплату. Да? В это время они сидят и выступают против страны. Да, неплохо устроились. Кстати, сами же арабы сидят в стране и говорят, а зачем они нам нужны, но они нас не представляют. То есть, например, за прошлый год, по-моему, израильская власть дала арабским городам, арабской секции, по-моему, 33 миллиарда долларов, что-то такое. Нужно проверить. По-моему, да, 33 миллиарда долларов, по-моему, дали, или шекели, наверное, дали им на арабские города, чтобы они свою инфраструктуру исправили, чтобы занимались тем, чтобы мусор выносили как надо, и учебу там, да, ну все, что как надо, школы там, если нужно что-то починить. Значит, что они сделали? Как всегда, арабский вот этот менталитет. Обворовали деньги, ничего не строят, ничего не делают. Все у них там со своими мафиями, боятся рот свой открыть. У них убийства ежемесячно, ежедневно. Это может быть за квода иша, это как это, за уважение семьи, да, достоинство семьи, там, да, если там про какую-то девочку какой-то слух пошел, что она там с кем-то встретилась, вот встал папа или брат и пошли убили свою девочку эту, жен своих, сами же между собой, да, там, то есть евреев нету в их деревнях, в их городах, там евреев нету, они сами себя между собой убивают, а потом приходят к нам и говорят, власти не работают, а как власти могут работать, если вы власти не хотите признавать? Ну, как бы вам дают деньги, пожалуйста, чините, у вас мэр города араб, вы живете в арабском городе, все у вас в городе мусульмане, вот вам деньги, стройте. Не хотят. Сами себя обворовывают, мафии устраивают, крышуют бизнесы. Вот и получается балаган. Ну, слава богу, у нас сейчас хороший политик Бен Гвир, за которого очень плохо говорят в мире, радикальный, да, и антисемиты. Но, по-моему, это шикарный человек, который действительно делает порядок. Во-первых, он наши тюрьмы сделал порядок, потому что у нас раньше террористы могли учиться, да, они попадали за то, что убили наш народ, попадали в тюрьму, взамен у них еда, дорогое мясо, дорогие продукты, телевизор, спортзал, и еще их обучали. Они там заканчивали степень университета. Вот. Сейчас это все перекрыли. Ну, естественно, лечение, конечно, за счет страны. Все, что подобает, как говорится, в прекрасной нашей тюрьме. И он все это прикрыл, да. Всю эту лавку прикрыл и превратил тюрьму, как она должна быть, тюрьмой. Стелла, у вас вот национальная валюта, государственная, она вот шекель называется. Шекель, да. Угу, да, шекель. Шекель. А сами деньги, как на иврите? Кесев. Интересно. Слово вот деньги – это кесев. У нас вообще деньги на нашем языке – это вот как валюта в свое время турецкая, да, там ахча. Акче у них, у нас ахча. Еще у нас по-другому тоже называют шейкой. То есть деньги называют шейкой. Это вот, скорее всего, вот то, что с хазарами, там вот это на Кавказе где-то пересекалось. Там, видимо, вот это обмен такой культурный. Где-то оттуда это зацеплено, наверное. Может быть, я это не расследовала, но, может быть, конечно, это интересно узнать, но это, наверное, нужно как-то более глубоко копать в этом. Но интересно, что наши соседи, которые наши враги, тоже пользуются нашей валютой. Тоже шекелем пользуются.
Так, что я хотел спросить? Вылетел, вот вспомнил. Счет на иврите, у вас счет, он десятками идет, то есть с 1 до 10, потом 11 до 20, потом с 20 до 30. Да? Или у вас вот так, да, 20-ками у вас не считают, да, там с 1 до 20? Нет. Где-то у нас в чатах кто-то говорил, что типа у евреев тоже 20-ками. Да, здесь было. В каком смысле 20-ками? Ну, 20-ричный, скажем так, счет. Вот у нас до 20 считают, да? Потом 40 – это 2 раза 20, как бы на чеченском. Шоустра, то есть 2 раза 20. Потом 3 раза 20, 60, 4 раза 20 – это 80, 5 раз. 5 раз нету, но уже 100 – это по-другому назвать. Просто... Нет, у нас такого нет. У нас считается по цифрам. Вот как, как русский, да? Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Да, потом... 21, там 30, 31, вот так вот, да. Так лучше вот эти шекели какой-то. Что? Чеченский не слышал. Бях повела, Ибрahim. Курс шекелей вот этих ваших... Шекели к доллару? Евро. К евро? К доллару, почти одно и то же. Разницы нет. Нет, у нас очень сильная валюта наша. Наша валюта сильная. У нас доллар, по-моему, шекелю было 3.3, по-моему, к $1. И к евро чуть-чуть выше. Молодцы. Да, у нас сильная валюта. 16-17 миллионов. Маленький такой народ. И прикинь, как они заявляют, 2 миллиарда людей просто ноют, что их мучают 16 миллионов. Это просто стыдно, если должно быть, по идее. Вообще на месте арабов, еще к арабам добавляется еще остальной весь мир. И так они вот, как мы среди России вот так живут среди арабов. У нас, кстати, много чего общего есть, такое схожего есть. У нас, к сожалению, ислам головного мозга. Вот, от этого бы как-то избавиться. Кстати, Ибрагим, у нас тоже пытаются то же самое сделать, чтобы вы не подумали, что у нас такого нет. У нас то же самое делается. Недавно видела передачу, выявили какую-то организацию под названием гуманитарки, ну не гуманитарки, а как волонтерской, да, такой, проплаченной Западом, значит, арабскими странами, и эти лица якобы внедряются в школы еврейские и дают какие-то курсы, какие-то там всякие помощь чему-то, да. Со временем они узнают этих детей, то есть уже с возраста 16-17 лет, и когда эти дети идут служить в военные части, и причем это военные части очень важные, такие, не просто так какой-то обычный солдат, там повар, да, в армии, они потом этих ребят вербуют в ислам. Я была в шоке в том количестве, в каком они сидят и вербуют этих ребят, которые служили в армии. Девочки, которые одевают хиджаб, парни, которые принимают ислам. А передача уже была сделана с ребятами, которые вышли из ислама обратно, когда очухались и поняли, что с ними творится. Так что у нас тоже это все есть. Да, вот в свое время то, что у нас практиковали, да, там наши такое взрослое поколение. И когда вот это пришло, да, уже во всей красе,
Я помню, я тоже как частично в этом деле тоже был одурачен, скажем так, да. И то, что пропагандировали, вот то, что у нас было, это все плохо, это неправильно, это там новшество, там 5-е, 10-е. И у меня тоже вот такое мнение уже как бы формировано было, да, там сформировано. Хотя вот это такое культурное, традиционное, я никогда как бы до такого уровня не доходил, да, чтобы там переступить через чеченские традиции какие-то там, ну, например, уважение к взрослым, потом там у нас чуть-чуть сложновато, да, там с родственниками жены или там с родственниками по материнской линии, то есть такое большее проявление уважения такое. Вот это вот, да, там у нас... А у кого это нельзя ходить к матери жены? Это у ингушей. Это у ингушей. А, у ингушей, окей. Да, ингуши... Как интересно, бы, почему? Я даже не знаю, как-то у них чуть-чуть по-другому это. Ну, не все, некоторые там видятся тоже, общаются, но в массе в основном все-таки преобладает вот это, да, что теща, короче, всю жизнь с тещей, с тестем этот зять, он не видится. Тещу и тестя как бы обходит, но уже сестер, жены, братьев с ними контачит. То есть пересекаются там и так далее. Ну, а для чеченцев, наоборот, это немного, скажем так, противоречит культуре, потому что там уважение к теще и к тестю, например, как в какое-то во время праздников или какое-то там кто-то там умер, там, и чтобы не появиться, чтобы не, скажем так, соболезнования там не высказать, это вообще там постыдно считается, если ты в каких-то таких мероприятиях не участвуешь. То есть вот там чуть-чуть разнится у нас вот это дело. А так в остальном как бы традиция не идентична. Мы же как германские, скандинавские, как бы племенные народы. И это, возможно, в некоторых племенах были некоторые свои моменты, обычаи. И это ингуши тоже это огромный, или тухум, это историки лучше знают, наверное. Ну, у них есть вот этот момент свой. Но это не особо важно вообще такое, если... А так, не основном вообще все, я думаю, одно и то же. Я вообще что хотел сказать, вот когда про религиозное пытался, да, там, что вот это радикализация, салафизм, вот это, да, ваххабизм. Сейчас просто этот ваххабизм, его, чтобы узаконить, пытаются помягче ему название придумали, салафизм, чтобы поэтому по слуху не било, аккуратно сейчас уже у нас в республике и так далее, там пытаются его легализовать. Ну, не в этом суть, просто я что хочу сказать, вот оказывается то, что наши как бы предки, скажем так, практиковали, да, нашли какую-то свою нишу, там его упорядочили, вот это все, просто это было идеально. Но, к сожалению, возврата к этому такое уже как бы невозможно. Потому что... А вот мой поклонник сюда зашел тоже с моим фото. Что-то заходит и молчит постоянно. Можешь тоже высказаться.
это самое, поддержку Палестины можешь высказаться, если хочешь. Сделать это самое, помолиться, да, чтобы все чеченцы погибли во имя Палестины, во имя палестинцев там, и так далее, чтобы весь чеченский народ продолжал находиться на бутылке, грубо говоря, да, там, вот в таких условиях ради процветания Палестины, которых ты в жизни живого палестинца не видел. Радиомарш О, который зашел. Микрофон можешь открыть? Нет, он не говорящий. Он вот эту фотку мою ставит себе туда, типа я как бы хочет... Ну, тут такая тема, да. Мне показывают, что он с Белоруссии. Интересно, или он с России, который на VPN бегает, или он действительно с Беларуси? Что по новый VPN? Он говорит, включите микрофон. Нажмите на микрофон. Он просто это в дурочку играет. Включить же только он может, да? Нет, может, модератор тоже может нажать ему на кнопочку. Не, включить не получится, он сам может включить, только выключит. Да, он уже не в первый раз, он сюда раз 100 заходил. И также ему, когда говорили, там, высказались. А вот сейчас он включил микрофон и молчит. Может, стесняется. Сообщение пришло. Ой, короче, что не такое? дают там спокойно уснуть. Вы знаете, что самое смешное? Вот было недавно, я кое-кому сказала. Говорит, вот вы, евреи, там всем управляете, заправляете. Я говорю, представляете, даже вашей смертью. Вы даже свою смерть у нас покупаете, пейджеры купили. Человек сидел без слов. Да, с пейджером тоже интересная история была. Да, хорошо, их понял, у вас уже утро, да? У нас сейчас без 15:04. Эти пейджеры, именно вот образованные ребята замутили это все. Никакие даже военные даже, да, наверное? Я просто примерно это говорю. Военные таким не занимаются. Это есть люди, которые сотрудничают, то есть компании, которые работают с армией. Ну, это какие-то изобретатели, наверное, да, в какой-то научной сфере. Ну, какие-то образованные люди, по-любому из вашей среды. Вот нам тоже вот это есть, это очень важно и очень нам надо это. Нам надо молодежи нормально, сейчас кто проснулся, надо брать пример, смотреть, интересоваться, что открывают, что делают. Вы относительно такой же маленький народ, и с вас много чего можно научиться, и примеры можно взять много. Я вам скажу, у нас интересный такой факт есть. У нас в армию начали брать с синдромом Дауна ребят. То есть, если раньше брали здоровых, то на сегодняшний день для ребят, которые с синдромом Дауна, их проверяют, и те, которые подходят по качеству, их берут в определенную сферу, потому что выявили, что именно те, которые с синдромом Дауна, у них есть одаренность именно на ту работу, которую их взяли. Вот так вот.
Да, интересно. Это вот главное, грамотные действия, грамотные реформы. Нам до этого, вот как до космоса сейчас, правда говоря, ну хотя бы взять какой-то пример, как воспитать детей в сфере образования, как их привлечь, как их мотивировать. Вот это хотя бы родителям, матерям есть поинтересоваться надо было бы. Хороший пример был бы. Мы бы очень неплохо могли бы сорганизоваться, заняться там своими национальными проблемами, национальным делом. Просто вся проблема это вот идеологическая болезнь, да, которую нам 24/7 в нашу среду постоянно ее втюхивают, грубо говоря. Россия пихнула Бая. Да, но это же как бы оно как бы впихнули и отошли там в сторону, в сторонке стоят, оно же не так, то есть работает. Это все продолжается, это прогрессировать, там вот эти вот люди, которые здесь орудуют, они тоже неспроста группами распространяют вот это дело. Потом там у них закрытые группы где-то есть. Короче, работа ведется без остановки и наоборот у них там набирает обороты. Но надо дать должное, вот это, то, что сейчас началось, вот это противодействие, оно уже ощущается, то есть плоды, результаты есть. Даже я все-таки, скажем так, уверен, да, что нам даже вот на этой палестинской теме удалось предотвратить такую попытку, как вот в Сирию там затягивали, скажем так, сбить вот эту волну. Потому что вот этот Абдурахманов и прочие вот эти пропагандисты, они вообще, Абдурахманов, я подозреваю, что ко второй волне как бы вообще прислан, да, там после сирийской уже там на палестинскую всех посадить, да, подсадить на это дело. А, кстати, имамы, которые у вас там в Чечне находятся, вот где они получают свое образование? Их, наверное, куда-то отправляют в арабские страны, как я понимаю. Да, их отправляют. Так, кто говорит? Кто говорит? Ладно, если все молчат, выскажусь. Их туда, да, отправляют. Кстати, даже во время вот этой межвоенный такой период, после Первой войны, в арабские страны могли ехать только если за них скажут 2 человека, то есть ручаться. Один это был Ахмад Кадыров, покойный отец вот этого Рамзана. И второй человек это был Батукаев Шамсудин. Вот этот главный шариатский судья, который организовывал расстрелы людей. Такие, скажем так, на людях вот эти расстрелы. Вот эти 2 человека с их как бы одобрения, да, вот те, за кого они давали там свое одобрение, вот эти люди только ехали туда и там учились. Сейчас я не знаю, кто у них там напрямую, там с Лубянки или Патрушев, Путин, кто там дает вот это, за этих людей ручается. Ну, тогда были вот эти 2 человека. И вот эти ваххабисты, которые тогда вот этот ваххабизм приносили, они проходили через вот этих 2.
А я вот понять не могу, зачем это нужно России, вот этот радикализм. Ну, смотрите, вот, наша вот тема, да, там же Дугин, вот они тоже прекрасно разъясняют, да, что это народ, который бы боролся до конца, и что они нас победили только благодаря, создав вот эту тему двух исламов, да, там суфизм и ваххабизм, они и как наше общество внутри раскололи, когда люди уже посчитали, что лучше как-то с Россией ужиться, чем вот этот ваххабизм, вот этот терроризм, короче, вот этот шариат будет. Вот это одна сторона. Другая сторона – это реабилитация России в цивилизованный мир. То есть после вот этого падения Совка, когда они изначально зарекомендовали себя, ну, позиционировали себя демократами, там Ельцин ездил в Конгресс американский, говорил: «Боже, храни Америку», что мы будем расследовать все преступления КГБ, там, совершенные при Советском Союзе, совместно со всем миром. То есть вот такие вот громкие речи, да, они изначально как бы вот таких демократов пытались превратиться, да, там, не то что превратиться, а себя как бы зарекомендовать таковыми, да, чтобы там спасти вот это свое государственное образование, потому что с коммунистами никто не хотел иметь дело, но им пришлось как бы переобуться в демократов, да, там. Но там им мешал вот этот момент там колонизации народов, где они тоже там создали все условия, кто хочет отделяется, но это как бы лицемерно, да, двойственно, с двойными стандартами, оставив на местах всех своих вот этих КГБистов. И вот получилось так, что чеченцы своего КГБиста не признали, вот этот Залгаев, которого они нам прислали. Его вышвырнули, организовались, провели 3 общенациональных конгресса, и на 3-м объявили о государственном суверенитете, приняли декларацию о государственном суверенитете, потом провели выборы, выбрали в президента Дудаева, парламент там, и так далее. И, то есть вот в таком формате с нами бороться было сложно. Поэтому они постоянно там, все мировой общественности, экстремисты, сепаратисты, то есть тебя нужно обезличить сначала, обесчеловечить, чтобы благословили, короче, на уничтожение, да, там, и на колонизацию, на возврат выбившегося там или попытавшегося там вылезти из вот этого. Это все не работало. И когда уже религиозную тему использовали, тогда уже миру это не интересно. То есть ни одна цивилизованная страна, она не хочет, чтобы там в современное время какие-то шариаты проходили где-то. И при том, что заявление, вот представьте, Умаров Докка, который был вообще не радикальный, ведь я лично с ним пересекался в 2002 год, это там в лесистой местности. Он вообще был против вот этой темы тогда. А потом проходит лет 5, и он становится ваххабистом ярым. Потому что вот это идеологическое, пропагандистское, вот это вот такие приемы, да, вот эти религиозные, они все-таки берут свое. Если ты уже позиционируешь себя мусульманином, а тебе показывают там достоверность хадисов, аятов, ты против этого не можешь противостоять. Либо тебе вообще послать всех надо, да, там. И вот так вот
все потихоньку проигрывали. И вот этот док Умаров, он объявил какой-то там Эмират Кавказ, будучи в кустах где-то, сидя в кустах. И сразу же объявил джихад Америке, Израилю и Европе. Если что, если вы не знали, вам тоже объявили там джихад. То есть... Ну, нам одним больше, одним меньше. Ничего не поменяется. Ну, вот такая вот тема. Кто после этого, там, или еврей, или американец, кому это будет. То есть все тебе уже, вся работа, она сделана самим вот этой жертвой этой идеологии. То есть главное его им нужно было просто ваш народ раздробить, да, вот по частям, как бы, чтобы... Раздробить и в лице мировой общественности показать, что мы вот террористы, которые грозимся еще после русских нападать на Америку, на Израиль и на Европу. Подождите сейчас, мы сейчас вот докончим. Вот представьте, вы идете где-то по улице, там 10 человек на одного напали, вы пытаетесь там тем другим сказать, вы что, 10 против одного деретесь, перестаньте, люди прохожие там начинают заступаться, а ты, который вон тебя 10 окружили, один там стоишь, поворачиваешься к своим этим, кто пытается там что-то как бы повлиять на эту ситуацию, ты к ним поворачиваешься и говоришь: а вы вообще, я вообще сделаю сейчас. Вы подождите, я сейчас с этими 10 справлюсь. Потом я с вами тоже, я вашу работу, короче, как бы посмотрим. Вы погодите, смотрите, что с вами тоже сделаю. И теперь вот поведение вот этих прохожих. Да пошел ты. То есть вот это обычная там психология человека. Вот это пошел ты, оно и сработало. Вот для этого это и было. Ну, вот как вы видите на сегодняшний день, каким образом вы сможете собрать свой народ обратно, сплотить его? Только после того, как спустить его с вот этой идеологии. Только таким образом. А спустившись с вот этой идеологии, там и собирать не надо, потому что как бы культурно, традиционно и так далее у нас, в принципе, не похоже вашего вот это вот, скажем так, такое национальное. И... А как вы можете повлиять, спустить их с этой идеологии? Ну вот. Мне кажется, вам надо сначала отрезать спонсора программы, как говорится, понимаете? Нет у нас возможности отрезать его. То есть вот это как наш один из наших этих соратников здесь часто приводит этот пример. Вот мы слушаем все радиостанцию, да? И эта радиостанция, она вещает оттуда. У нас нет возможности добить до этой антенны, да, ее поломать и прекратить вот это вещание. И в нашей ситуации нам просто свое радио вот нужно как бы открыть и противоположную как бы контрпропаганду, да, там вести. Только так. А вот эту антенну поломать у нас возможности, к сожалению, нет. Ну, это все тоже вливается в деньги, в людей, да, которые будут знать, понимать и посвящать свою жизнь этому. Да, ну тут только такой энтузиазм, патриотизм, только вот такое вот дело может как бы сработать. Ну, это сложно. Вот у нас много уже наших этих единомышленников, которых посредством давления, террора заставили отойти в тень. То есть замолкнуть. Прям открыто вот эти вот ЧГТРК, помощник, заместитель там, директора
звонит, короче, родственникам вот этих людей, которые в Чеченской Республике находятся, и говорит, если ваш человек... Я знаю лично таких несколько, которым звонили родственникам, угрожали. И людям хотел от себя добавить. умолкать. Ибрахим, просто добавлю от себя коротко. И нам помощь нужна в том, что вот как-то у наших представителей Ибрагима, кого-то еще, они как-то на других каналах выступали, брали интервью. Вот как эти Ломаевы, Кутаевы, везде все у них берут интервью, как, чтобы побольше о нас знали, что мы есть. Есть такая партия, люди есть. Вот, побольше бы внимания. Вот. Ну, видите, здесь просто люди не знают, что происходит. Вот здесь, в европейских странах, да, здесь на Западе есть такие средства массовой информации, да, которые там финансируют Конгресс США, это Радио Свобода, потом есть где-то в Балтийских странах оно работает, это радио там, или телекомпания, что ли, «Дождь». Есть еще, короче, куча всяких «Настоящая Россия», потом «Кавказский узел», какой-то еще Кавказ. Ну, короче, такой ряд вот таких средств. Они, к сожалению, все работают примерно по таким же алгоритмам, как и ОРТ в России. То есть они как бы и антипутинские, да, против вот этого режима там существующего. Но вот когда вопрос о чеченцах, да, вот там они... Вот я тоже давал несколько раз интервью, да, там пытался. У них какая тема? Они хотят, чтобы я говорил о Кадырове. То есть все зло – это Кадыров. Чеченские власти, вот такой формат, там критики Кадырова, оппозиция. И я пытаюсь каждый раз им в интервью объяснить, что Кадыров – это марионетка России. То есть это вообще тупоголовое какое-то там, я не знаю, там существо, да, которое вообще не имеет там даже собственным, там, ну, собственность самому себе, там, не хозяин своей души и так далее. Все равно они, то есть такой формат им не нужен. Они либо начинают подтасовывать, я это потом публиковал там в Фейсбуке, вот эти подтасовку, короче, то есть вырезка из моего интервью, которое они хотят подстроить вот именно на такой формат. Чтобы русские оставались в стороне, и вся наша проблема была, это Кадыров вот этот. Как будто бы вот чеченцы сами на себя напали, сами себя захватили, появился какой-то вселенский, всесильный Кадыров, у которого там оказалась там сила откуда-то, финансы и так далее. Он там... А были какие-то ваххабисты, он их всех, короче, там победил. И, кстати, вот эти же каналы, они, вот этот, которого сейчас там вот эта борода есть, козлиная, там вот сейчас стоит у админ то, что поставил, вот эту козлиную бороду 10 лет крутят в своих этих эфирах. Вот это то, что там Израиль... Как будто это была чеченская война. Когда говорят чеченская война, люди не понимают, что за война, с кем воевали. Была русско-чеченская война. Чеченская война, или с поляками воевали, с казахами. Представьте, вот чеченская война. 2 чеченские войны. Что за войны? 2 чеченские. Русско-чеченские войны. Ну, это даже не так важно, да, такое, скажем так, такая риторика. Просто проблема в том, что они популяризировали вот эту вот козлиную бороду, которого здесь называет Израиль государством террорист, они его 10 лет крутят. В Радио Свобода крутят, в Дожде крутят, всякие блогеры, потом Шевченко там даже подключили к этому. Потом из Чеченской Республики всяких вот этих
вот в Польше вот эту козлиную бороду пытаются депортировать, да, там поляки его считают, как у них формулировка была, типа, короче, неприемлемая для Польши личность. То есть там, видимо, у них информация им поступила, что это там какой-то этот засланец. И тут же на связь выходит с вот этим Даудов, есть такой, тоже русский пехотинец Чеченской Республики, какой-то особо приближенный к Кадырову. Этот Даудов звонит вот этому, в прямом эфире это показывает, типа этот записывает и вещает всем. И Даудов вот этому предъявляет там кровную месть. То есть человека, которого хотят депортировать, ему объявляют кровную месть, чтобы его не депортировали. То есть если чуть-чуть поглубже понять, что происходит. Кровная месть, вот этот институт, который там среди чеченцев где-то на каком-то отрезке времени функционировал, да, это условия. Я извиняюсь, Ибрагим, а у вас кровная месть была еще до ислама в чеченском народе, да, или это пришло с исламом? Да. Но кровная месть у нас вообще-то до ислама провинившегося, да, там, из общества изгоняли. И все-таки вот это усиление, да, кровной мести, оно... Да, кровная месть, она была и до, но такое... По сравнению с нашей кровной местью, исламская кровная месть — это полнейший беспредел. Ну, там, видите, даже когда кровник, там такая тема, да, ну, историческая, когда кровник встречался с кровником, он не мог его там в спину бить, потом как-то, я не знаю, даже вот моменты какие-то есть исторические, когда у противника нет кинжала, и они передают друг другу, когда дерутся, да, сначала этот ударяет, потом там какие-то правила были, чтобы не тыкать, да, вот так, не пронзить кинжалом, а именно бить надо. Ну, это чуть-чуть такая историческая тема. Я что хочу сказать? Вот эта кровная месть, это и вообще изгнание из общества, это какие-то механизмы, которые в условиях полевых каких-то работают, да, там не в государстве, в государстве есть закон, это понятно. Вот это вот, оно работает, и кровная месть, она была только за убитого. То есть, если человек убил там, из какой-то семьи какого-то другого, да, ему либо могут простить это, либо ему могут это не простить. Хотя там по обстоятельствам в основном пытались простить, да, человека, если, соответственно, это как бы там какой-то такой случай, когда там не поделили что-то и так далее. И, короче, я сейчас не буду углубляться, я вот что хочу сказать. Важно то, что кровная месть, она применялась только за убийство. А тут Даудов какой-то выходит на связь с вот этим Козлобородым и говорит ему, что объявляет ему кровную месть. Это что такое? Русский чиновник, депутат, или кто он там, депутат, по-моему, да? Выходит на связь в эфире с вот этим вот, с бывшим работником, бывшим в кавычках, там, в КУП электросвязь, заместителем директора, объявляет ему кровную месть. Это что за кровная месть? Он его что, убил у него кого-то? Такая вот тема. Вот так вот эта информационная среда, она работает. Но, к сожалению, ее, вот эту вот тему, ее видно только со стороны, да, тем более вот эти будулаки, всякие жамшуты, да, которые орудуют в интернете, они никогда не дают и не дадут и не дают какому-то внешнему, скажем так, наблюдателю сориентироваться, что происходит, потому что они
вот этими агрессивными, там, пропагандистскими вот этими методами создают такую ситуацию, которая, наоборот, как бы ненависть вызывает, и там со стороны какой-то наблюдатель скажет: да пошли вы. А на самом-то деле вот это все, вот эта радикализация, это такое системное, это просто так, скажем так, в обществе естественным, не происходит естественным образом. И вот так вот этих потом еще какая-то партия сюда, в Европу, еще одну партию прислали. Отец федеральный судья с подписью на удостоверение, подпись Путина, личная подпись президента. Человек, который там засуживал самих чеченцев в эти тюрьмы, в которых вообще не соблюдали, да, там ничего, на бутылке могли посадить, там вот этими извращенными методами всякими занимались. Ну, в русских тюрьмах это практикуется. А с чеченцами у них как бы это вдвойне. И то есть вот эта вот семья, ее начали потом популяризировать, они тоже пропагандируют шариат всей семьей. Короче, вот так вот уже, скажем так, вот если взять вот этого, да, Козлобородова, 10 лет на всех вот этих каналах, ютубах, вот здесь телеграм-каналах они орудовали, мы вот это вот у них перебили, да, вот этот телеграм. До того, как мы начали вот это информационное дело, они все собирались, все чеченцы собирались у них на каналах, и они потихоньку вот этими религиозными темами, там, шариатами всех этих людей баламутили. Сейчас, правда, вот эту инициативу мы переняли, потом они убежали в ТикТоке, мы их и в ТикТоке сейчас догоняем. Короче, вот такая вот у нас борьба идет. Сейчас как раз смотрю в Телеграме ракеты, которые сбили, там обломки падали. В моем городе как раз упало. Я же говорю, слышала, серия была. Так, вот эти обломки, они до прилета к городу, да, к населенному пункту? Нет, это прямо над городами, их сбивают прямо в атмосфере. Саму ракету сбивают там, а уже осколки, они падают. А осколки, они могут быть несколько килограммовые, вот эти вот железячки, да, которые могут упасть кому-то. И там вплоть до того, что переворачиваются машины, выбивают окна, пробивают потолки. Ну да, сбитая ракета, она все равно тоже как бы урон наносит. Но главное, это человеческие жизни. Так. Да, слава богу, люди успевают прятаться, поэтому ранены. Есть 2 человека, там 80 лет и 85 лет, 2 старичка, ну, которые чуть-чуть ранены. Ну, легкое ранение написано. Легкое ранение. С большей части это люди пожилые, которые там торопятся, там или со сна просыпаются, когда торопятся в бомбоубежище, там они там падают, что ломают себя. Больше таких. Я тоже хотел бы, чтобы нашего народа, наверное, я и тут все, наверное, присутствующие, чтобы у нас тоже был железный купол, чтобы мы тоже... Если была возможность, вот есть Ауслендер, я его слушаю, как его, нога еще, Гельбе, как вот, журналист, вот Приц Ибрагима кого-то, если они вот пригласили бы себе на диалог, вот, было бы хорошо. Такие журналисты, которые...
Ну, я могу вас связать. Я могу вас связать. У нас есть 2 человека, да. Можно Ауслендера, можно еще кое-кого. Можно связать. Вот Гиммельфарб, Ауслендер, вот такие журналисты, вот они вот Ибрагима, там, Теслу, вот таких пригласили, было бы хорошо. Как внимание привлечь, чтобы... Я попробую найти связь, контакты и дам вам знать. Кстати, Ауслендер – это немецкое происхождение фамилии, скажем так, означает иностранец. Я на них подписан, я их слушаю все время. Вот. И тон там, и тон канал, вот такие каналы я слушаю. Ребятки, я пойду спать. Уже 20 Всего доброго вам, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо за эфир. Берегите себя. Детей. И не теряйте надежду, ребят. Вот самое главное, не теряйте надежду, и все будет хорошо. Ну да, это оптимизма у нас как бы достаточно. Какой вот у нас ливень начался после песчаной бури. Если у вас в Кельне есть знакомые, вот, чтобы с ними как-то на связь выйти, вот, здесь бывает митинг, вот последний раз 9 человек, считая меня, было. С одной стороны про палестинский митинг, а с другой стороны, ну я там бываю тоже, вот, с кем там свестись, поговорить, если есть такие люди, кто в Кельне, вот. Недавно мы связывали вот этого иранца, которого я к вам приводила. И у нас есть один парень, Роман Каплун. У него программа называется ОТЭФ. И вот он с ним как раз связывался по телесвязи. И он брал у него репортаж, как иранец смотрит на всю ситуацию. Это уже выложено в YouTube-канале. Я могу с ним поговорить и связать вас. И то же самое сделать репортаж такой же. Да, тоже будет неплохо. Ну, счастливо вам, как бы приходите. Обязательно. Я, честно говоря, меня Нина постоянно к вам зовет. Сегодня я с ЛД говорила, говорю, ну, как бы я захожу, там сердечко подарю, поделюсь эфиром, но не хочу обычно подниматься к вам. Ну, во-первых, я знаю, в чем вас упрекают постоянно, да, что вот евреи, это они вас проплачивают, и вот эти вот все разговоры грязные. Поэтому решила, может быть, это лишнее, да, присутствие тут слишком много евреев в вашем эфире. Но ЛД мне сказал, что наоборот, это приятно, что поддерживали. Я говорю, хорошо, тогда я приду сегодня. Пускай переживают, пускай переживают. Наоборот, вот то, что о чем мы здесь говорим, да, это информация, которая, к сожалению, должна была быть, да, вот. То есть вот это там истинная информация о происходящем там в Израиле и так далее, это как бы я там на других чатах где-то тоже говорил евреям, что вы проигрываете в этом плане. И вот этот проигрыш, он даже не то, что вам как бы, да, вам тоже это плохо, но это больше плохо чеченцам, потому что из-за вот этой неправильной информации у нас все вот это общество, оно, к сожалению, еще больше, короче, в это болото уходит. Поэтому вот это... Ибрагим, дело в том, что информационную войну победить мы никак не сможем по нескольким аспектам. Первое, наше количество, да, мы не можем 15-16 миллионов идти против 2,5 миллиарда. Как бы мы ни старались, сколько бы мы ни говорили, у нас не получится.
страны арабские нефтяные, да, вот эти магнаты, которые вливают в ту же Эль-Джазиру и в такие вот каналы, мы эти деньги предпочитаем вкладывать в свою безопасность, армию и хай-тек, и все, что нам принесет доход. То есть мы понимаем, что вкладывать в разъяснительную работу – это потерять деньги на ветер. Потому что победить в количественном мы не сможем, сколько бы мы ни вкладывали. Поэтому лучше эти деньги вложить в то, что нам принесет пользу на самом деле, нашу оборону. И это понятно. Но вот такое, да, вот, которое не затратное, скажем так, да, вот такое информационное дело в каких-то вот таких соцсетях, оно хотя бы здесь должно, потому что это самый дешевый метод, да, там, информирования. И все как бы люди, они сейчас у всех в кармане устройства, и вот таким образом эта пропаганда, она и распространяется. И вот противодействие все равно тоже должно быть. Но все равно платформа китайская, и я вам скажу, что, например, после 7 октября нас блокировали постоянно. И сейчас тоже, например, на данный момент у меня как минимум 6 аккаунтов есть. Если я знаю, что у меня один аккаунт под опасностью, что меня блокнут, я перехожу на другой аккаунт и начинаю с другого выходить. А раньше просто за каждое слово, за каждую вещь бан и все. Поэтому, например, мы в определенный момент решили, что мы будем, вот сионистский батальон наш, мы будем через Свету вещать, потому что она сидит в Германии, и аккаунт у нее с Германии, и нам как бы меньше банов шло. Да? Поэтому мы решили с ее аккаунта вести свою информационную войну. Так что и платформа сама тоже, вы же знаете, Китай сотрудничает с Ираном, все там проплачено, все куплено. Если мы видим ролики какой-то, например, девушки там с России или с Украины, неважно, просто надела маску Фалустины, там с этой песенкой «Я Махди», и этот ролик взлетает на 1 миллион просмотров. Если я выставлю что-то произраильское, но оно не дотянет и до 1000 человек. Да, это только круг мой общения. Так что тут бороться как бы очень трудно. В ТикТоке очень трудно. Они просто блокируют нас везде. Да, к сожалению, это тоже имеется. Так, ладно, давайте на сегодня уже будем закругляться. Да. Спокойной ночи вам, ребятки. Увидимся. Да. Насчет репортеров я поспрашиваю. Обещаю, вернусь с ответом. Спасибо вам тоже. Так, админ, тогда потихоньку будем закругляться. Маш, ойл, все оставайтесь, давайте, будучи свободными. Короче, как-то так. Вахтеш, Зитуш Замани Узашка, Диардо, Савесет. Вербия, Эйсен Урам. Айдейри